Вы решили освоить новую профессию и выбираете школу? А по каким критериям вы ищете? Отзывы, цена, расположение? Страшно потратить много денег и остаться, как и многие, без них родимых и без знаний? Получите эту профессию совершенно бесплатно и не выходя из дома. Более 40 уроков, по которым обучались мастера моей сети студий и студенты со всего мира, которые ко мне приезжали учиться. Теперь доступны каждому. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, и я создатель самых лучших, на мой взгляд, пигментов для перманентного макияжа, сети студий и сети школ татуажа. Кстати, если вы начнете свою карьеру мастера именно с наших пигментов, вам будет гораздо проще работать, потому что они кроющие, яркие, а это очень сильно сокращает время работы, и уходят они со временем, не меняя оттенка. Ну что, сегодня я немножко, насколько хватит времени, вам расскажу о критериях наших. Может, кто не слышал, начну немножко издалека, почему мы их ввели, когда мы начали масштабироваться, то есть когда я начала даже просто учить своих первых самых мастеров, я столкнулась с тем, что то, что я им говорю, они слышат, вроде бы применяют, но как только ты там, уходишь с работы, уезжаешь или уезжаешь в другой город, и ты смотришь, понимаешь, что что-то пошло не так все время. Это постоянно продолжалось. И я столкнулась с тем, что просто сказать мастеру: слушай, смотри, несимметрично же. Он такой смотрит: да, несимметрично, а что, в чем проблема, не поймет. И это такая боль прям у многих мастеров до сих пор, и сейчас тоже. И уже, наверное, года, может быть, 4 назад я начала это делать. Муж предложил мне, он был, как всегда, прав, он говорит: оцифруй, сделай так, чтобы было понятно вообще всем, о чем ты говоришь. То есть в итоге я пришла к тому, что все абсолютно зоны, на которых мы работаем, это, по сути, геометрические фигуры, а геометрические фигуры, как вы знаете, геометрия наука точная, они измеряются достаточно точно, можно воспроизвести что-то на лице при помощи вот прямых линий простых и каких-то замеров. И я ввела критерии, они, конечно, видоизменялись, претерпели много изменений, потому что сначала у меня там тоже была абракадабра. Итак, ну начинаю я с бровей. Это, в общем-то, наверное, процедура, которая занимает процентов 80 у всех мастеров среди остальных процедур. И самое важное, самая простая, в то же время самая сложная. Начну из прекрасного далека. Сейчас я открою у себя эти критерии и вам о них расскажу. Вот смотрите, вот эта бровь, она накидана очень приблизительно. И с чего я начала? Мне надо было обозначить точки, о которых я говорю во время построения эскиза, во время проверки симметрии либо формы. То есть я их обозначила точками, ну, самыми простыми. И чтобы не путаться, то есть А, Б, С, Д, я сама иногда в процессе забываю, такая, что, какая там точка. То есть это вот самые простые основные точки, это А1 это головка, понятно, что верхняя точка в головке и нижняя в головке. Б, Б1 это излом, и точка С это она единичная в хвосте. То есть вот самые простые вот эти точки я использую во время обучения. Если усложнять немножко, это тоже нужно, то существует еще посередине, если поделить тело брови, и посередине, если поделить хвост брови, тоже точки вспомогательные, их я никак не обозначаю, но о них говорю, в принципе, иногда, потому что даже при том, что, допустим, слева и справа вот эти все расстояния будут одинаковыми, но по центру будет прогиб или загнется в другую сторону бровь, и она будет, допустим, толще, то опять-таки мастер смотрит и не понимает, в чем проблема. То есть что-то вижу, что не пойму, в чем проблема, не пойму. Поэтому вот эти точки, я ими в общем и целом буду сегодня оперировать. Опять, бровь может быть любой формы абсолютно. Она может быть даже вся такая изогнутая, полукруглая, но она так просто выглядит, потому что если рисовать простые прямые линии, я это постоянно говорю на обучении, то наш череп, он круглый, у нас надбровные дуги имеют много изгибов всевозможных, вот они у кого-то выпуклые, у кого-то прямые, у кого-то они вообще слева и справа совершенно разные. Поэтому все ваши прямые линии изогнутся в любом случае и будут выглядеть слегка изогнутыми и мягкими, и полукруглыми. Поэтому я призываю всех
Даже если, может быть, здесь пришли клиенты и тоже смотрят, я призываю вас тоже не бояться прямых линий, а мастеров рисовать прямыми линиями все формы. Вот в данном случае мы говорим о бровях. То есть вот если на камере сейчас, Юр, да, нормально? Если я отрисовала вот эти линии прямыми, то вот эта вот форма, посмотрите, это очень простая форма, классическая, в общем-то, с небольшим изгибом в головке, с прямыми линиями, пропорции соблюдены, достаточно часто повторяющиеся на красивых лицах. Если вы будете рисовать вот эту единственную бровь на всех подряд лицах, она на каждом лице будет выглядеть совершенно по-разному. Из-за ширины лица, его узости, из-за размера глаз, из-за выпуклости или ровности надбровных дуг, из-за, даже знаете, допустим, вот эта форма, но немножко тоньше или немножко толще. И это опять будет еще миллион просто совершенно разных форм. Поэтому я всех призываю, рисуйте прямые линии. Вам это очень сильно упростит жизнь. Никаких сложных изломов, выпуклостей, там каких-то таких вещей, которые вам усложняют жизнь. И не сделать вашего клиента красивее, как ни странно. Так вот, о точках. То есть это критериальные точки. Я их так и называю в разговоре. Точки в головке, в изломе и в хвосте. Вот эти вспомогательные посередине. Вы можете поделить на сколько угодно равных частей бровь, для того, чтобы ее возможно замерить более точно. Ну, как бы я оперирую только вот этими точками. Вот тут я накидала, сейчас в торопях, накидала примерно глаза и брови. Сейчас я начну вот прям с первого нашего критерия. Еще, кстати говоря, все наши критерии на всех зонах, в принципе, делятся на 3 составляющих. Это прокрас, форма и симметричность. И в каждом есть подпункты, конечно. Вот, то есть, допустим, сейчас я с вами поговорю сейчас скажу, о форме. Такой самый большой блок на самом деле. То есть форма. Первый критерий звучит так. От головки к хвосту бровь идет на сужение. Это понятно. От головки к хвосту бровь идет на сужение, наверное, у 98% людей. Нормальная форма брови. Широкая часть в начале и идет на сужение к концу. Может быть, раза 3 или 4 я видела настоящих людей, у которых такие свои красивые формы брови, которые очень тонкие в головке, идут на расширение, но они были вот настолько волосатые и гармонично смотрелись, что я бы не стала насильно расширять, утяжелять в итоге все. Видела парочку актрис и парочку клиентов своих с такими бровями. Все остальное это... считайте правилом. От головки на сужение к хвосту. Первое сужение у вас в изломе и окончательно в точку сходится в точке С на хвосте. То есть от головки к хвосту бровь идет на сужение, и ширина А1 может быть такой же, как ББ1, но не часто. То есть вот ширина А в головке и А1 может быть, но не часто, такой же ширины, как ББ1. Тоже могу объяснить. Вы наверняка встречали брови, которые, они даже восходящие, они красивые, но они одинаково широкие по всей своей площади в теле брови. И это не хочется менять, потому что сейчас, например, брови широкие в моде, и многие даже там зарастают прям вообще вовсю. Поэтому, наверное, процентов, может быть, не знаю, 60-70 точно идет на сужение к точкам ББ1. У остальных бровь может вполне быть вот такой просто прямой. Поэтому варианты, естественно, возможны. Но, и повторюсь, наверное, это исключение прям очень нечастое. Я встречала брови, которые в головке уже, чем в теле брови, в изломе, поэтому это исключение, я даже не буду об этом говорить. И получается, она может быть уже, но не шире, и допустима толщина, не меняющаяся в изломе, то есть толщина излома и головки равны. То есть это первый критерий, которому должны соответствовать наши мастера. Естественно, если вдруг клиент настаивает на какой-то своей эксклюзивной форме, вот он так видит, у него так растут брови, мы не станем заставлять его привязывать кушетки, заставлять его делать то, что вот я прописала. Нет, у нас есть варианты, как общаться с такими клиентами, вплоть до информированного согласия, в котором прописано, что форма
создано по эскизу клиента, и он к студии претензий иметь не будет в дальнейшем, если вдруг его что-то перестанет устраивать. Просто мастера тоже должны быть немного защищены. Поэтому пошли ко второму критерию. Точка Б, то есть это угол брови, не ниже точки А. Вот я сейчас говорю вот об этой точке брови, верхняя часть брови. Точка С не может быть ниже точки А1. Сейчас, чтобы вы не запутались, я объясню. То есть точка Б, почему она не может быть ниже? Потому что, в принципе, то, к чему стремится и клиент, и мастер, это визуально бровь приподнять. Я не встречала клиентов, которые просили мне: опустите мне брови пониже, чтобы я была там, не знаю, хмурая, старая, я не знаю, зачем это может понадобиться. Поэтому, если вы начинающий мастер, не стремитесь никогда отрисовать бровь по волоскам, которые растут прям стремительно вниз и делают уголки глаз опущенным, лицо грустным. Не надо этого делать, это неправильно. Хотя клиенты приходят часто очень именно с такой проблемой. И почему я сделала на этом акцент? Потому что некоторые мастера, они просто брали и обводили то, что было. То есть там маразм крепчал, иногда случается, потому что я говорю: сохраняйте все свои волоски, это круто, чем больше растительности, тем круче. И в итоге я сталкивалась с тем, что мастер просто обводит вот так вот висящую вниз направление имеющую бровь и говорит: ну ты же сказала, что она должна быть, все волоски сохранены. Я такая, и вношу еще один критерий. Так вот, вот этот второй критерий направлен на то, чтобы мастер сознательно не занижал бровь и не делал, не фиксировал вот эту форму, которая никому не идет. Поэтому тело брови имеет восходящее направление, максимум горизонтальное, потому что, опять-таки, я всегда своих студентов учу, и своих мастеров тоже, о том, что мы оперируем такими вероятностями. Нету абсолютных правил в лицах, и я встречала людей, которые вот в расслабленном состоянии, у них просто вот эта бровь, она такая насыщенная волосками, она классная, ее неохота ни щипать, ни поднимать, потому что она рельефная, объемная, и она вот идет, тело прямое, а хвост прям низко. Но в мимике, когда ты общаешься с кем-то, приподнимается благодаря вот этим мышцам излом, и бровь становится на место, и все красиво. Но я встречала и такие же красивые брови, которые испортили, то есть удалили хвост, задрали повыше, нарисовали на пустой коже, остался рельефный пучок. То есть вы как мастер должны вот эти границы для себя, наверное, определять сами в общении с клиентом, смотря на него в мимике, как он себя ведет, то есть что-то искать все время такое вот уникальное в каждом лице. Поэтому я вот ввела это правило, но я всегда говорю мастерам: обязательно смотрите на исходник, смотрите, насколько вживую, вот в общении все оживает и меняется. Никогда не рисуйте, как я иногда подхожу, мастер сидит вот так вот, у него клиент опустил щеки, опустил глаза, закрыл их, и они еще вот так вот топчут ему лоб и говорят: расслабьте, расслабьте, и у него все вот так повисает. А какой смысл в этом? Потому что в таком состоянии никто не существует, не общается, спит максимум. Поэтому я всегда говорю: рисуйте с открытыми глазами, даже общайтесь в процессе, отходите на пару шагов и рисуйте, глядя на лицо с расстояния вот общения людей друг с другом. Никто не общается с таким вот размягшим лицом. Поэтому критерий такой, я так много говорю, я, наверное, в один этот вебинар не уложусь. Ну ладно, я постараюсь. Так, повторю еще раз. Точка Б – это угол брови, она не может быть ниже, чем точка А верхняя. Точка С – это хвост брови, она не может быть ниже, чем точка А1. Я создала этот критерий, опять повторюсь, для тех, кому нужно приподнять, но все индивидуально. Допустимое отклонение везде, в принципе, я не буду говорить постоянно допустимое отклонение, но в нашей студии допустимое отклонение – это 1-2 мм. То есть мы не работаем с ровным листом бумаги. Лицо – это сложная, очень сложная геометрическая фигура с кучей каких-то вот микрообъемов, и которая все меняет. И если вы даже возьмете лекало, приложите его, нарисуете, приложите, нарисуете, это опять будут две разные брови, потому что надбровные дуги исказили все абсолютно. Вот так. Так что примерно 2 миллиметра – это такие границы плавающие, которые при проверке обязательно учитываются. И тело брови имеет всегда восходящее направление. В некоторых редких случаях оно горизонтальное. Я не знаю, я могу, в принципе, эти критерии после вебинара, может быть, даже и где-то выложить, потому что вряд ли их сейчас запомните, но я вот сейчас о них обо всех расскажу.
Так, линии, идущие от точки А к Б, от точки А к B1 и от точки Б к С и от точки B1 к С, то есть вот эти наши обычные прямые линии, они прямые, они не извращенно вот такие полукруглые, где радиус невозможно будет просто отследить и перенести на соседнюю бровь. Это невозможно. Я это пыталась очень много раз сделать, когда клиент, допустим, приходил и говорил, мне нравится вот такая сложная форма бровь, и мы там бились, приходили в итоге к чему-то среднему, но опять-таки это не замерить, не исправить, вы же не можете втыкать циркуль и эти радиусы проверять, ну, это усложнит жизнь вам, вы будете рисовать бесконечно, как, впрочем, очень многие мастера, которые по 40 минут, по часу отрисовывают эскиз и не могут понять, в чем проблема. А проблема как раз в том, что вот эти все сложные изгибы, их невозможно замерить и лево-справа сравнить и сделать одинаковыми точно так же невозможно. Поэтому прямые линии наше все. Допустимое опять отклонение 1-2 мм в зависимости от разности надбровных дуг, то есть вы как бы играете, рисуете. Я не читаю обратную связь, извините, потому что у меня тут открыт. Я в конце вебинара почитаю, поотвечаю на вопросы. Так, следующий критерий. Тело брови, образуемое точками А1, Б, Б1, это максимально широкая и длинная часть. Но я думаю, что это в принципе всем понятно, все согласны. Да? Крайне редко бывают абсолютно равнозначные пополам брови, разделенные таким ярко выраженным домиком. Но я опять-таки не рекомендую никому создавать это специально. Иногда приходят клиенты, у которых свои брови так растут, и это можно каким-то образом подчеркнуть, чуть сделать ярче, но там даже мышцы, если вы замечали, вот те мастера, у кого побольше опыта, там даже мышцы сложены так, что этот уголок вот образуется. И иногда, когда клиент не любит эту форму, он хочет выровнять, допустим, тело брови и удлинить, и сделать более классическим, а благодаря вот этим мышцам, которые бровью двигают, она все равно пытается стремиться сделать вот такой вот домиком. Поэтому можно попробовать, но ничего никому обещать нельзя. Так. Самая широкая часть брови. И как бы я определила цифры 50-70%, ну вот где-то в этой границе по отношению к общей длине брови занимает тело. Соответственно, где-то 20-40% занимает хвост, но 20%, я бы сказала, это должно быть исключением, потому что я не понимаю, почему. Это следующий критерий. Хвост брови, образуемый линиями вот, от точки Б к С и Б1 к С, то есть вот этот треугольник, он тоже состоит из прямых линий и занимает 20-40%, ну 50, я говорю, это крайне редко, 20-40 это в пределах нормы, но 20 это когда уже тело брови 80, это вот такое длинное некрасивое тело и маленький хвостик в конце. И я знаю точно, что многие мастера это делают нечаянно в процессе работы. То есть рисовали вроде нормальную такую бровь, пропорциональную, гармоничную, а потом увлеклись и удлинили немножко тело брови в изломе, вылезли там на висок и хоп, и у вас получилось вот это бесконечное тело. Я не люблю такие формы, я прям их ненавижу, если честно. Они никому не идут, я не встречала людей, которым они идут, но вот иногда такое получается, и почему-то именно новички рисуют вот такие непропорциональные брови. Возможно, потому что вот это просто прямая линия, она им легко дается, может быть, не знаю. Но я тоже всех отговариваю, а своим даже, можно сказать, мастерам запрещаю. Есть вот такой критерий еще. Брови не расширены более чем на 3 мм выше или ниже природного роста волосков. По нижней части брови возможно большее расширение, потому что почти все по низу прям удаляют, уничтожают свои брови. Есть возможность чуть ли не на целый сантиметр иногда отрастить по нижней части брови. Но это только в случае возможного роста волосков. То есть вот этот критерий, он сразу говорит о том, что вы должны собрать анамнез у клиента. То есть я начинаю дотошно выспрашивать, а вот здесь росли, а здесь росли, даже если там полностью лысая бровь, вообще нигде нету волосков, ни щетинок, не просвечивается ничего. Я выспрашиваю, я бы хотела даже детские фотографии посмотреть, если бы это было возможно. Почему я так отношусь? Потому что очень часто за свою практику и своих мастеров я встречала брови,
когда клиент говорит, у меня даже пинцета нету, вообще у меня уже вот 10 лет нету, я в юности все уничтожил, и они начинают отрастать, и они могут начать отрастать не в том месте, где вы нарисовали. То есть я это много встречала такого маразма. Поэтому выспрашиваю. То есть если я знаю, и клиент знает, что у него вот они никогда не росли, они вот на этой ширине находились, и никогда здесь не существовало бровей, а, допустим, я довольно рельефные свои брови, то есть что я называю рельефным, кстати, отвлекусь, это когда волоски, они и густые, и объемные сами по себе. То есть есть волоски, которые как паутинка, их как бы нету, там можно рисовать все, что угодно. А есть волоски, как вот прям сбоку смотришь, она вот так вот смотрится, эта бровь, именно из-за волосков. Вот на таких бровях расширять намного, ну просто нельзя. Я вижу много работ, когда мониторю, либо показывают мне мои мастера в интернете, когда, ну, красивая картинка, да, там вот уничтожили совсем, там убрали брови и подняли, красивую форму нарисовали, и вот здесь там где-то по нижней части половину этой формы занимает своя вот такая рельефная бровь, которая вот так торчит, а над ней большой кусок просто прокрашенной кожи, где никогда в жизни не вырастут волоски. Я сразу представляю себя на месте этого клиента, и такого я себе не хочу. И поэтому я не рекомендую поднимать бровь или выводить к переносице, или даже, может быть, опускать слишком сильно. То есть сделайте тогда, если очень сильно уничтожены брови, такой многоэтапной процедуры. Обсудите с клиентом сразу все, если вы настроены с ним сотрудничать там, долгие годы, на что, в принципе, нормальный мастер должен быть всегда настроен, то не гонитесь за тем, чтобы сразу очень кардинально сильно изменить форму и уничтожить бровь. Особенно вот такую рельефную, где это будет всегда видно, то есть торчащий пучок и пустая кожа, которую вы прокрасили. Если вы расширили на 2-3 мм, там может быть что-то отросло, потом еще на 2-3 мм, и в течение там примерно полугода-года вы можете восстановить бровь с растительностью прям и с вашим рисунком, под который потом уже будет подгонять при помощи пинцета свою растительность ваш клиент. То есть такой вот контакт с клиентом, который должен длиться долго, и ваша работа будет классно выглядеть, и он будет доволен. Почему делаю на этом такой акцент? Потому что под давлением мастера, я видела очень часто такое, клиент соглашается, говорит, да, убирай, удаляй мне вот там все лишнее, хочу красивую форму, и через примерно полгода он приходит и говорит, я хочу удалить, я не могу с этим ходить, я хочу удалить, вы так сильно изменили форму, мне вот волоски мои там не растут, они хотят свои брови, которые ниже растут, восстановить, и удаляют вот эти брови какие-то задранные, вот с такой формой на лбу, среди мимических морщин, уже потом долго и усердно, и выглядит это как минимум странно, когда задрана бровь, а здесь снизу растут свои. И таких клиентов я вижу много, тех, кто приходит именно на лазерные процедуры, чтобы вот почистить, убрать кожу. Видимо, несколько лет назад очень сильно любили вот так кардинально менять лицо при помощи бровей. Я, так как я сторонник натуральности, я говорю, либо делайте это постепенно, либо вообще не делайте. Естественно, это тоже не правило, и, конечно, это правило, у которого есть исключение, потому что если к вам пришли лежащие на веках брови, которые вот так идут ниже уровня глаз, то это точно подчеркивать не надо, и такие брови, уродующие лицо. Сейчас, кстати, покажу, если у меня сохранилась. Именно такая есть, именно такая работа есть. Мы делали ее во время обучения. Так, это будет там сейчас видно, Юр, в телефоне? Так. Найти бы ее, найти бы. Я стараюсь не удалять, но... вот эта женщина, хорошо, она сохранилась. Так, смотрите, вот она... А если я видео запущу, будет видно? У меня просто нет фото, есть только видео. Вот смотрите, вот она до процедуры. Не очень красивая форма и очень сильная симметрия. Заодно и тут, может быть, видно. Нет. Ой, что это? Пока я показала, не очень красивая форма. Это эскиз, то есть мы ей изменили форму с ее полного согласия. Она прям четко поняла, что мы удалим ее брови практически полностью и нарисуем новую форму. И
Я ее показывала в трансляцию. Она настолько понравилась нам и сама себе. Это изменение лица. Это было прям так классно, что я ее запомнила. Понимаете, да? Могу потом эти фотки где-нибудь еще показать. То есть тут, конечно, было прям очень сильное изменение, и у нее остались только по нижней части несколько волосков, все остальное нарисовали. То есть вот когда вы так осознанно, через объяснение, когда ваши новые брови прям настолько хорошо изменят лицо, выражение лица, омолодят его, потому что вы приподнимете, такой визуальный лифтинг случится, тогда я только за. Но когда это делается, знаете, как необдуманно всем подряд, удаляются красивые брови, задирается куда-то в поднебесье, рисуется новая бровь, это не то, не то. Как бы есть правила, есть крайности, вам надо всегда идти, работать. Если вы клиент, то смотреть тоже, изучать, чтобы вам не сделали черти чё. Если вы мастер, то прям вот очень осознанно подходить вот к этим всем вещам, когда вы меняете, ну, брови меняют, действительно меняют внешность человека, и надо очень серьезно подходить к этому. Так, да, так, следующий критерий. Ну, вот это про расширение роста волосков. И последний критерий в форме – это форма головки брови. Я люблю классические формы. То есть если еще в прокрасе это повторится, часть, мы еще об этом поговорим. Если вы рисуете бровь, я за то, чтобы у нее был не вертикальный, даже вот этот часть точка АА1, не точка, а линия АА1, а небольшой наклон. Без маразма, когда он похож на скорый поезд, тут когда вот такие прям рисуют острые, то есть если тут видно, да? То есть это я говорю, когда я встречала вот такие брови вот с таким наклоном, допустим. Мне не нравится, это некрасиво, это никому не идет. Сознательно, еще и яркими линиями такое создавать на лице нельзя. Когда это абсолютная вертикаль, иногда просят клиенты такое, и можно пойти на поводу, но благодаря мягкому прокрасу эта форма не будет выглядеть маразматично и привлекать взгляд вот такими двумя квадратами на переносице. И если, может быть, вы замечали, если кто-то когда-то делал такую форму из квадратов состоящими, она визуально удлиняет нос очень сильно. Тоже, мне кажется, не прикольно. Самое плохое, то, что я вижу, это так рисуют себе клиенты, и иногда мастера идут на поводу, либо тоже так рисуют просто потому, что им нравится, или что, я не понимаю. Это когда головка имеет обратный наклон, то есть у нее получается как бы точка А с двух сторон ближе к центру коси, чем точка А1, чтобы было понятно. То есть я считаю это очень некрасивой формой, она никому не идет, она опять-таки привлекает взгляд своей ненатуральностью, и хочется разглядывать и думать, что ты там с собой сделал и зачем ты это сделал. То есть у меня в критериях прописано, что форма головки, образуемая точками А и А1, имеет угол от 60 до 90 градусов. То есть такой средний, ни нашим, ни вашим. И он наклонен, естественно, от центра, от оси в противоположную сторону. И, конечно, допустимо круглая. Почему-то некоторые клиенты очень хотят прям круглую головку. Но можно, да, но она не должна быть с четкими границами. Это должен быть очень мягкий прокрас. И квадратная, соответственно, тоже по всему периметру этот мягкий прокрас обязательно должен быть. Я пробежалась, по-моему, даже я молодец, довольно быстро по форме. О симметрии. Вот вроде бы просто. Так, где я накидала? Вот у меня бровь. Вроде бы просто, у меня мало критериев на самом деле в симметрии, но они сложные, потому что им сложно соответствовать. Взяла, начиркала тут что-то. Смотрите, как я учу своих мастеров. То есть если вы научитесь чекать, я это называю, когда ты смотришь на человека, и первое, что я делаю, это я нахожу у него линию воображаемую, естественно, я почти никогда не рисую ее, если я сама рисую эскиз. Это осевая линия, которая проходит через центр лица. Я понимаю, что у нас совершенно разные две половинки лица. Одна часть шире, одна уже. Если вы посмотрите на свои лица, вы это четко увидите, и на своих клиентов тоже. У нас относительно друг друга сдвинуты две половинки лица. У всех, у 100% людей. Один глаз выше, один ниже, одна ноздря больше, одна меньше, уши сдвинуты. Просто у кого-то сильнее, у кого-то слабее выражена вот эта асимметрия.
И получается, мои точки критериальные, они тоже достаточно относительные, но если ими пользоваться, вы научитесь проверять себя сами, потому что когда вот ты смотришь и не поймешь, что там, где, что там, вот вроде вот верхняя линия идеальная, а что-то внизу не то. Вот я сейчас как раз об этом вам и расскажу. Вот смотрите, определяю вертикальную осевую линию я, смотря на лицо, с расстояния в шаг примерно, как минимум, и прорисовываю вот здесь, вот в этой части, вот этот треугольник не ниже глаз и как бы не выше, не между бровями. То есть вот этот вот маленький кусочек, ну, конечно, у какой-то части людей он тоже искажен, съехал, и расстояние между глазами и переносицей слева и справа разное. Но у почти всех это искажение минимальное. Поэтому я вот нашла этот треугольничек, им пользуюсь и вам советую. И я рисую здесь полосочку, вот когда объясняю людям, чтобы они ориентировались. Вторая точка, ее прорисовать сложно, почти невозможно. Она у вас должна быть в голове, условно. То есть кто-то фотографирует, пользуется какими-то программами с полосочками, но если ты нечетко, неправильно сфоткал, чуть-чуть под углом, под небольшим даже вот таким поворотом, уже все искажено и все бессмысленно. Во-первых, первое движение, которое я делаю, я подхожу всегда, беру голову, потому что не надо бояться брать клиента за голову, беру голову и поворачиваю его, выпрямляю ему голову так, чтобы она была прямо, вот прямо, не знаю, как сказать, перпендикулярно мне, то есть не искажена, не в 3/4. Причем они, если вы замечали, ты только выпрямил, отошел на шаг, она уже такая, я говорю, не шевелится все время клиентам. И вот она замерла, и я для себя проверяю вот эту линию, горизонталь. Во-первых, всегда вас окружают горизонтальные поверхности, двери, зеркала, кушетки, там что-то на заднем плане, на стене, может быть окно, там еще что-то. То есть вы можете по ним тоже как бы находить эту горизонталь. Она находится через уголки внешних глаз в идеале, потому что очень часто уголки тоже смотрят в разные стороны, глаза на разном уровне. Можно еще через зрачки провести эту линию, но так как она ближе друг к другу, вы можете, как бы, проводя ее через зрачки, потерять, исказить, поэтому я всегда смотрю на внешние уголки глаз. И вот теперь пришло время объяснить. Я сейчас прорисую жирнее вот эту линию, вот эти, в принципе, линии. То есть как вы можете себя проверять. Первое условие – это вы должны обязательно рисовать прямые линии. Запомните, вот в бровях, чтобы вы могли отследить и проверить, лево-право сравнить. То есть, по сути, смотрите, у нас есть вот эта вот вертикаль, да, ну, под каким-то углом, на это мы тоже смотрим. Вот эта вот часть у нас есть. И вот точка хвостика. То есть у нас есть несколько расстояний. Тело брови, хвоста брови и толщина. И толщина, вот, возможно, еще в хвосте, если уж совсем заморачиваться. И первый критерий в симметрии мой, это, я сейчас его зачитаю, все контрольные точки брови слева и справа находятся на одинаковом расстоянии от линии горизонта при опущенном от контрольных точек перпендикуляре к ней. Все поняли? Сейчас буду объяснять. Но просто я должна была это прописать, а другими словами я не знаю какими. Смотрите, чтобы проверить нахождение бровей от глаз, на одинаковом ли уровне все эти точки, то есть ваша вот эта воображаемая линия, то есть вот она, я даже сейчас переверну, может быть, чтобы лучше было видно. Нормально видно? То есть вот эта линия. И все точки одноименные. То есть смотрите, вот это, сейчас, секунду, А, Б, С, ладно, Б, С, Б1, А1, Б1. Урок геометрии у нас сегодня. Одноименные точки это какие у нас? То есть смотрите, А1 слева и А1 справа. Они должны находиться на одинаковом расстоянии от глаз? Ну, должны. Почти у всех. Чем вот это расстояние будет более одинаковым, тем, то есть у вас головки начнутся в одном месте, вот, и это никак не вызовет у вас никакой
никаких вопросов ни у вас, ни у клиента. Поэтому вот эти одноименные точки должны быть на одном расстоянии от нашей горизонтали. Точка А, то есть верхняя часть головки, тоже должна быть на одинаковом расстоянии от линии горизонта. Конечно, должна быть, потому что у нас слева-право все одинаково. Точки Б и Б1 тоже должны быть на одинаковом расстоянии от зрачка, по сути, от глаза, то есть от вашей воображаемой линии горизонта. И, соответственно, точки С на хвостах левой и правой брови тоже должны быть обязательно на одном расстоянии. Что будет, если вот это расстояние нарушится? Я бы сейчас спросила, если бы вы стояли передо мной, но даже не могу сейчас почитать. Что будет, если вот эти точки будут разными? Вот себе представьте картину маслом. То есть вот расстояние слева у меня будет, или справа, я не знаю, как там оценить, меньше, чем с противоположной стороны. То есть вот она, здравствуй, самая частая и распространенная ошибка, когда хвосты имеют совершенно разное направление, когда ты смотришь, и если провести вот по центру хвоста прямую линию, которая идет туда дальше, допустим, вот этот заваленный хвост будет, линия эта идти ниже уха, вообще прям вот так вот идет ниже уха, а вот это будет идти либо в середину уха, либо даже выше уха. Это самая распространенная ошибка всех мастеров, когда хвосты смотрят в разном направлении, и она непоправима. Она непоправима без лазера, либо ремувера, либо сдирать корки. То есть если вы зафиксировали хвосты на разном уровне, все, аривидерчи. Если можно здесь, вот допустим, в теле брови чуть-чуть расширить, что-то сделать, то хвост брови – это самая тонкая часть. И вы можете, конечно, на расширение пойти, но тогда вам клиент скажет, а почему у меня такой толщины хвост? То есть вот какой вариант исправления здесь? Дорисовать по верхней части, а здесь дорисовать по нижней части. То есть, соответственно, вы утяжелили хвост. И никто не доволен. Поэтому вот каждая из этих точек должна находиться на одинаковом расстоянии от линии горизонта, которая проходит либо через зрачки, либо через внешние уголки глаз. И еще раз повторюсь, это не правило, потому что сейчас расскажу пример. Я, наверное, сейчас быстро не найду, чтобы показать, но я на словах объясню. Наверняка у вас были клиенты, у которых прямо очень сильно глаза расположены на разных уровнях, вот прям сильно. И если вы нарисуете на абсолютно одинаковом расстоянии слева и справа брови, по вертикали я имею в виду, то есть нахождение, вот это вот пространство будет одинаковым, вы визуально эту асимметрию вот так вот прям наискосок подчеркнете, то есть нос и губы будут вот находиться как бы вот так в одной плоскости, а брови и глаза в другой совершенно. По сути, вот я художник, и первое, что мы делали, когда мы строили портрет, то есть ты рисуешь круг, овал, в зависимости от формы лица рисуешь овал, а потом ты находишь все вот эти линии, они у нас проходят брови несколько линий, глаза, нос несколько линий, губы, подбородок, то есть они все друг другу параллельны. Это потом уже, когда ты ищешь портретное сходство, ты там где-то что-то меняешь по мелочи, но я надеюсь, я достаточно образно рассказала. Если у вас губы и нос будут вот так параллельны, то вы подчеркнете асимметрию, если глаза расположены, так как глаза – это единственный парный орган на лице, и он выстраивает сразу такую линию, которая идет вразрез вот с этими параллельными. Поэтому мои критерии в общем и целом работают с основным количеством клиентов, но если у вас реально сложный случай, реально сильная асимметрия, то вы должны сделать как раз-таки немножко наоборот. Я даже могу, наверное, это будет долго, если я буду рисовать, но я могу накидать, в принципе. Не буду. Не буду. Реально это долго, а то я не успею, в общем, пробежаться по всем. То есть если у вас вот тут вот находится глаз, вот тут вот он прям низкий, и бровь, по идее, должна вот так развернуться вслед за глазом и усилить асимметрию, то вы должны пренебречь вот этим правилом немножко и постараться вывести брови не в абсолютную горизонталь, знаете как, вот, то есть вот горизонтальные брови, нос,
губы, а глаза под ними наискосок. Чтобы вот этого не было, это уже как бы из категории маразма, будет очень большим расстояние между глазом и бровью слева, допустим, и очень маленьким справа, и это тоже будет бросаться в глаза. То есть вы что-то среднее должны найти и немножко опустить одну бровь, немножко приподнять другую, постараться. Обязательное условие: головки должны все равно начинаться на одном уровне, вот прям вот это расстояние у носа, оно максимально должно быть приближено друг к другу, вот расстояние от горизонтали до точек А1 слева и справа, потому что вот эта асимметрия, она бросается сильнее всего, именно нижних точек, вот А1. А вот эти все точки, они как бы в разлет идут, и здесь уже допустимо чуть большее отклонение вот прям от абсолютной симметрии. Просто почему-то уже опять делаю на этом акцент. Я видела работы очень классного мастера, не скажу кого, выставляются только глаза и только губы, допустим, или только брови. И они абсолютно симметричны друг по отношению к другу. То есть вот эти все точки, все круто, он видит симметрию. Но я видела эти работы вживую, и там была как раз такая картина, когда брови относительно друг друга были абсолютно симметричны, а глаза вот где-то там в отрыве от бровей, вот в лице это смотрелось некрасиво, и это умение вот это лавировать между какими-то вот такими сложностями лица, оно придет с опытом, конечно, но просто вот чем вы больше будете знать, тем круче. И если, опять-таки, я повторюсь, меня смотрят клиенты, вы должны понимать, насколько это сложно найти вот эту вот границу, когда ты украсил, когда ты изменил в лучшую сторону, когда ты, но не испортил. Так, и второй критерий по симметрии, все то же самое, только от вертикальной линии, вот этой осевой, которую вы находите, и даже некоторые рисуют прям вот так вот. То есть абсолютно то же самое. Центральная оси одноименной точки находится на равном расстоянии слева и справа. Допустимое отклонение 1-2 мм в зависимости от сложности там надбровных дуг, растительности на бровях. Вот, то есть вот они, эти точки. Вот это расстояние, если вынести как в черчении, там видно, надо, наверное, ярче рисовать. То есть вот эти точки все. И если от центра их замерять, то вот слева и справа должны быть равны. Точка Б, это излом, до центра, допустим, занимает там вот отрезок там 6 сантиметров, не знаю сколько там, 5 сантиметров. И значит справа она должна такое же расстояние замерять. Сейчас расскажу вам прикол. Все, у тебя нету какой-нибудь нитки или тонкого проводка, чего-нибудь такого нету? Ну ладно. Многие мастера берут, допустим, там зубочистку. Спасибо. Берут зубочистку или нитку или салфетку и вырисовывают. Очень это распространено среди микроблейдингистов, потому что вот эти все линии, они там чертят от носа, все вот так разлиновывают, там все у них, весь лоб расчерчен этими всеми полосками. Я когда-то тоже думала, что может это помочь, но на самом деле это не помогает. Объясню почему. Потому что у нас, опять повторюсь, две половинки лица, они разные. У меня вот, допустим, сейчас на себе не скажу, но это всегда замечала я. Одна такая более изогнутая, такая как бы рельеф более ярко выраженный, половинка, а вторая более открытая. То есть на этой открытой бровь видно полностью, на закрытой бровь уходит как бы на висок, за угол. Как бы ты правильно не рисовал, она не будет симметричной, она не будет выглядеть симметрично. Если ты замеришь, что вот здесь у тебя там 2,5 сантиметра, точно перенесешь вот сюда, тоже 2,5, и хвост, и толщина, все вроде замерил, все идеально, вот прям вот так вот прикладывают, вот так вот смотрят, отходишь, смотришь и понимаешь, что нифига, что все кривое, а что не так, ты же все замерил, все, что делать, не знаю. Я, опять повторюсь, я учу работать на расстоянии примерно в 1,5 шага, то есть 1,5 метра от клиента. Это расстояние, на котором люди общаются, то есть ближе это уже слишком близко, это зона некомфортная, никто не подпускает настолько близко к себе чужих людей. И вы должны смотреть на симметричность вашего рисунка вот с этого расстояния, замерять вот так вот
Бесполезно и бессмысленно. Именно потому, что форма черепа вот такая разная, и она исказит все ваши абсолютно симметричные вот лево-право. Поэтому вы можете как художники, если вы приспособлены, взять ту же самую, не знаю, зубочистку и на расстоянии хотя бы в метр, вот так на вытянутой руке, вот так замерить. Знаете, как делают художники? Я не думаю, что многие из вас художники, те, кто художники, поймут. То есть я когда строю портрет, вот сидит у меня тут вот мой сисадмин, и вот я издалека ему замеряю длина носа по соотношению, сколько раз она входит в ширину, в длину лица, то есть я таким образом ищу пропорции. Я нарисую бровь, и также я замерю, перенесу и нарисую ее на бумаге, не подходя к нему и не измеряя. Никто из художников так не делает. И я долго думала, пока допетрила. Я допетрила это недавно относительно, как бы. Я даже советовала, говорю, вот, измеряй, смотри, подходи, измеряй лево-право. А они не понимают. То есть, и когда я подхожу, говорю, нет, вот здесь надо дорисовать. Она говорит, ну смотри, здесь же вот ровно, одинаково, абсолютно точно. И вот все, я такая, и внесу это сейчас в правило тоже. Измерять надо на расстоянии, на вытянутой руке. То есть вы вот так смотрите, отмерили ногтем, вот начало палочки это, допустим, точка Б, а ноготь ваш это точка А. И вы замерили, она у вас находится вот, на вытянутой руке, вы не двигаетесь по отношению к клиенту, и вы замерили вторую бровь. И вы увидите, что она у вас либо длиннее, либо короче. Вот замеряете вы не всю бровь, а именно верхнюю точку, потому что это тоже очень большая ошибка, потому что многие мастера вырисовывают очень тщательно вот эту внешнюю линию, то есть соединяют точку А, Б и Б и С, и они у них симметричны слева и справа, но забывают про нижнюю линию брови. Вот эти вот линии А1, Б1 и Б1, С, они тоже должны быть симметричны слева и справа, поэтому вы замеряете сначала верхнюю точку брови, потом нижние точки бровей, чтобы они были на расстоянии в метр примерно, симметричны, одинаковые. Но, повторюсь, я надеюсь, я вас сейчас не ввела в кашу-малашу в голове. Достаточно? Я вот тебе объясняю, понятно то, о чем я говорю? Нормалек? Если вот мужик бородатый понимает, значит, вы точно должны понять. Вы должны замерить на расстоянии вытянутой руки вот эти точки между собой, потом тут же скакнуть вниз и нижние точки замерить, и потом скакнуть на хвосты и замерить их, потом замерить расстояние от глаза, вот прямо так, вертикально делаете и смотрите лево-право хвосты на одинаковом расстоянии у вас от уголков глаза, излом внутренний и внешний на одинаковом расстоянии, и потом то же самое с головкой. И это то, что я делаю каждый раз, когда подхожу смотреть на работу студентов во время обучения. То есть они говорят, я смотрю, не пойму, а я подхожу и говорю просто сразу, вот там, давай смотри вот на хвосты, давай обрати внимание на хвосты, они там мучаются, пока не поймут, что надо просто пользоваться вот этими точками, потому что только благодаря им можно проверить. Вот я сейчас нарисую, то есть вот это по симметрии. И все одноименные точки. Смотрите, если я вот здесь введу вспомогательные, назову их там А, Б, С, Д, да, пусть это будет Д, Д1, то, естественно, они тоже должны быть на одном расстоянии от этой горизонтальной линии. И прикол в том, что автоматически у вас будет идеальное тело брови и слева, и справа, потому что многие мастера, вот допустим, вот он нарисовал, вверх у него все ровно идет хорошо, а по низу он вот эту вот не прорисовал, она у него чуть-чуть тоньше, изогнутей получилась, а вот это наоборот вот тут в брюшке провалилось. То есть, смотрите, если вы замерите вот эту точку D, D1 слева и справа, то вы поймете, что вы в толщине ошиблись. А если вы замерите от горизонтальной линии расстояние до точек D, D1, то вы поймете, где именно, по верху или по низу брови вы ошиблись. То есть то же самое бывает и с внешней частью иногда у мастеров. То есть он там где-то миллиметр упустил, а здесь миллиметр выгнул. И бровь приобрела другое вообще направление, немножко другую форму. И вот вы можете сами себя проверять вот таким способом. Я призываю не пользоваться всевозможными линейками, не лезть к клиенту вот с этими вот салфетками, линейками. То есть я когда вижу, что опытные мастера учат там вот прикладывать эти линейки сейчас, я уже думаю,
Это плохо. Я учу видеть глазами, потому что иногда приходят такие лица, что, боже, там никакая линейка не сработает вообще. От слова совсем. Так, я уже подохрипла маленько. Так, ну, может быть, мне почитать, что там пишут? Там написали вопросы? Пишут? Нормально? Ладно. О прокрасе. Давайте о прокрасе поговорим. Что? Телефон? Да, я потом покажу нарушенные критерии. Сейчас пока еще нет. Так, о прокрасе. Периметр головки и внешний контур тела и хвоста бровей должны иметь воздушный прокрас не менее 1 мм и не более 10% ширины брови. Тело и хвост брови имеют плотный прокрас. Воздушный прокрас – это если кожа просвечивается процентов на 30-60 в зависимости от нужной воздушности, от толщины кожи, потому что на сухой коже вы делаете прокрас более прозрачным, потому что все приживется, как положили чаще всего. Спасибо. Реально охрипла. Что называется eyebrow control. Да. Это на iPhone похоже. Вот пришел мой супруг, сказал, что это система критериев наша, которую мы вымучивали так долго, называется eyebrow control. И сейчас прикол в том, что некоторые мастера, которые у нас работали и довольно хреново, честно говоря, соответствовали этим критериям, сейчас начинают говорить у себя, публиковать. Вот у меня есть критерии, я по ним работаю. Я такая делаю шпалмфейс. Сейчас я воды хлебну. Итак, это воздушный прокрас 30-60%, а плотный прокрас, вот тоже это актуально, я думаю, для многих мастеров, они не понимают, что такое плотный. То есть плотный прокрас – это когда кожа не просвечивается. Вот вообще, знаете, не видно вообще совсем кожи. В зависимости от пигментов, конечно, эта плотность может регулироваться, потому что, допустим, в татуировочных пигментах, таких как наши, очень вот такой плотный прокрас делаем мы крайне редко, потому что остаток очень большой получается, и, на мой взгляд, много пигментов кожи, это не всегда так себе, не очень хорошо, поэтому я призываю всех работать с яркими пигментами, но более прозрачно, чем светлыми и очень плотно. Ладно, я отвлеклась. Периметр сейчас нарисую. Все нормально? Сейчас накидаю бровь. Периметр брови — это понятно, что, да? То есть периметр брови — это наша форма, это контур по сути. И когда я говорю минимум 1 мм, это значит и снизу миллиметр, и в головке миллиметр. Ага. И в верхней части, и в изломе, и в хвосте, и в нижней части хвосте, везде вот этот примерно миллиметр воздушный, а вот эта вся часть, она плотная, она закрыта полностью. То есть это если у вас брюнет, или если вы работаете пигментами, которые имеют плохой остаток, и вам надо прокрашивать ярко, иначе ничего не останется. Если у вас пигменты очень кроющие, типа аквы или татуировочных наших, допустим, миксов, или пермабленд плотно, насколько я знаю, не кладут, он достаточно ярко заживает, то вы уже регулируете вот эту воздушность, вот это вот пространство, где кожа светится, в зависимости от того, чем вы работаете. То есть в норме это получается, как я уже сказала, не менее 1 мм, но может быть и 2, и 3, то есть и, не знаю, даже больше иногда мастера делают. Вот в головке, когда она вообще вот такая над дымкой на нет в кожу вливается, у нее-то и границы четкой нету. То есть это в зависимости от мастерства мастера, вы как бы используете вот эти вот границы и от пигментов, которыми вы работаете. Так, вот я накидала, смотрите. Чаще всего всем клиентам нравится и мастерам нравится, когда вот эта вот внешняя часть, она прозрачная. То есть вот я сейчас усиливаю низ. И идеально, когда вы примерно так делаете и на клиенте. То есть вот эта нижняя линия чрезвычайно четкая,
Мне, честно говоря, не нравится и никогда не нравилось. Ее используют в декоративном визаже многие. И даже ее выбеливают, делают ее прям еще крайне четкой, яркой, эту границу между белым и темным. Нарисованность, конечно, сразу видна и бросается в глаза. Поэтому мягкость сохраните, по нижней части тоже. Вот сейчас я вам показываю, как, на мой взгляд, выглядит примерно такой прокрас. Чуть-чуть подверчила в головке. То есть вот. Смотрите, вот эта вот яркость. Я не отвлеклась ли? Так, ладно, я к этому вернусь чуть позже. Получается, по нижней минимум миллиметр, по верхней может быть и 2, и 3, и в зависимости от надобности вашей. И смотрите, в чем еще тоже прикол. Если даже у вас, я, кстати, где-то в Инстаграме вывешивала картинку, если брови у вас одинаковой формы, слева и справа все вот эти вот линии одинаково, они вами проверены со всех расстояний, но вы, прокрашивая, разместили акцент, допустим, на левой брови снизу, акцент это яркость, плотность, а на правой брови сверху, то с расстояния в метр ваши идеально симметричные брови будут сразу несимметричными, потому что акцент, он смещает, благодаря акценту вот эта асимметричность пропадает. Поэтому при прокрашивании вы должны смотреть за тем, чтобы тело брови в процентном соотношении слева и справа было прокрашено одинаково. Излом также одинаково был прокрашен и по нижней части, и по верхней. Дымка была на одинаковом расстоянии. И в хвосте тот же самый акцент. Вот в хвосты это прям боль. То есть даже если вы нарисовали эскиз симметрично, а прокрашивая дали больше цвета по низу, а на второй брови по верху, то хвосты у вас зажить с большей вероятностью могут прям очень несимметричными. Я тоже писала у себя в Инстаграме об этом как-то статейку и показывала, как это исправить. Поэтому вот такой критерий. Контур отсутствует. Ненавижу контура. Контуром я считаю, и у меня это прописано, то есть середина тела брови не бледнее, чем внешняя часть брови. Это очень частая ерунда. В некоторых школах даже учат вот таким образом зафиксировать контур, прям вот его проштриховать, а потом уже внутри закрашивать, типа не потеряешь, все, прям тебе будет круто, эту форму сохранишь. В итоге эта вся фигня заживает вот таким прям контуром. Сейчас популярны и, как я считаю правильно, бесконтурные техники, когда ни на губах, ни на веках нету вот этих прям четких границ ни на чем. На бровях их тоже быть не должно. И, повторюсь, контуром я считаю, даже если бровь, она такая, знаете, равномерно прокрашенная, и она бах и кончилась. То есть нету никакого градиента, нету никакого усиления цвета. И вот эта линия, она смотрится четкой за счет того, что бровь просто прокрашена равномерно. То есть нету вот этой плавности, когда из насыщенного через дымку на нет уходит пигмент. И как бы я за это не штрафую, потому что это очень легко поправимая вещь на коррекции, когда усиливается середина. Но я не советую никому прокрашивать вот так просто плоско и равномерно бровь, потому что это не красиво заживает. Некрасиво. Так. В волосках. Штрих – это имитация волоска, это все знают, вот сам волосок. И начало и окончание волоска должны быть тоньше, чем середина. То есть если вы рисуете волосок условно, он делится на 3 части. И у него вот эта центральная часть, не видно, да? Меня поправляют. У него вот эта центральная часть, она прям гораздо шире, чем вот эта вот внешняя часть, когда вы вошли. Это такое как бы как веретено. То есть вот это правильный волосок. Волосок не может быть одинаково прокрашенным во всю длину. Он будет выглядеть как бревнышко. То есть вы должны добиться вот этого перехода, и пока вы его не освоите, нечего и лезть в волоски. Надо тренировать вот эту тонкость, переходящая в утолщение, и потом опять в тонкость. Поэтому
Без пробелов, конечно, без пустот, без усилений цвета. То есть каким образом это создается, я тоже об этом много говорю. Это когда мастер там, заглубился или скакнула рука, осталась пустота. Это очень сложная техника, и надо тренироваться, конечно, много. Так, тут про волоски немножко скакнула. Рисунок схемы должен быть симметричен слева и справа процентов 70-80. Это если волосковая техника. Повторюсь, объясню. Наверное, волоскам надо уделить целый вебинар. Короче, вы все замечали, что волоски слева и справа тоже немножко неравномерно растут, и у них линия, где прекращается рост вверх и начинается рост вниз, она иногда в разных местах находится, поэтому, конечно, у меня есть схема, я называю схема с плавающей связкой, когда мы как раз вот это вот нивелируем, регулируем, начинаем рисовать вниз немножко в разных местах, именно из-за того, чтобы не создалась вот эта решетка слева и справа или справа, когда волоски свои идут вверх, а вы рисуете вниз, просто потому что на этой брови вы так нарисовали, и они растут вниз раньше. Понятно объясняю? То есть, если вот, допустим, на моей брови в середине тела уже начинают волоски расти вниз, и я это все четко и красиво зафиксирую, эта бровь будет огонь. А на этой брови у меня волоски прям в изломе начинают расти вниз, не в середине тела, вот прям далеко. Но я повторяю точно, зеркалю эту схему и начинаю их рисовать также внизу, с середины тела. И вот в этой вот области у меня создастся решетка. То есть я ввела это в критерии, и как бы это чуть усложнило жизнь мастерам, но я думаю, они уже опытные, приходят к волосковой технике, справятся, что это некрасиво. Мне не нравится вообще, когда волоски нарисованные противоречат своим. Поэтому максимально надо рисовать, как бы воспроизводить, реконструировать бровь, а не вопреки делать своим волоскам. Смешанная техника делается в несколько этапов. Это самый лучший вариант. Конечно, на некоторых кожах можно в одну процедуру делать, особенно если у вас, допустим, совсем не растут волоски, и пространство между волосками довольно большие. Во время прямо этой процедуры между волосками вы можете нарисовать дополнительную где-то тень, либо вот там соединить в пучки их, может быть. Но всегда есть риск, что это место сплывется в кашу и будет не очень красиво. Поэтому все-таки идеальный вариант – это когда вы даете тень, а потом рисуете на зажившую тень волоски. Иногда это даже может быть трехэтапная процедура. Волоскам еще может быть понадобится коррекция, особенно если вы недавно работаете. Но в принципе это все сложно. Это сложная работа, поэтому это нормально. Это если вы настроены сделать прям классную процедуру клиенту. А если вы настроены произвести вау-эффект картинкой, то да, тогда можно сделать на одной процедуре, там с тенями, там все так сделать красиво. Но заживет это не так идеально, как в два этапа. Так, плотный прокрас кожи. Зеркальный прокрас слева и справа, но тут объяснять я уже об этом сказала, то есть об акцентах. Зеркальный прокрас обязательно должен быть. Поверхность брови прокрашена без пятен, изменений цвета и пустот. Ну, начинающие мастера все создают пятна. Изменение цвета, это понятно, это заглубление, да, это когда лежит красивый коричневый, это бах, он стал серым. Я сейчас вам покажу, как это выглядит. Если, может быть, среди нас есть неопытные начинающие мастера, это будет очень полезно, потому что я вижу, что в процессе мастер иногда даже не понимает, что он заглубился. То есть вот эти изменения цвета, пятна и пустоты, конечно, они недопустимы. И к этому стремятся все мастера. Вы знаете, я уже час отговорила, я уже хрипла. Я сейчас вам покажу работы, которые я нашла. Это и моих учеников работы, и кто-то присылал мне. Покажу их. Так, я перевернуть не могу, да? Сейчас мы их обсудим. Я о веках, о критериях о веках и губах не буду говорить. Смотрите, вот, допустим, брови. Вот я бы хотела сейчас даже мотнуть на низ и от вас получить обратную связь. Какие здесь из перечисленных критериев нарушены, на ваш взгляд? Говорить. Смотрите,
Если я нарисую вот эту вот, как я говорила, центральную линию, примерно вот в этом вот треугольнике, о котором я говорила, на телефоне не так себе по удобству рисовать. То есть вот этот треугольник, о котором я говорила, и вот линия. Я не могу это делать вот в этой части, потому что там всегда растут неравномерно волоски, потому что там клиент нащипал и так далее. Поэтому я сейчас еще от горизонтали оттолкнусь. То есть вот примерно я накидала эти линии. Смотрите. Первое, что бросается в глаза, это нахождение точек вот этих вот на разном совершенно расстоянии от центральной осевой линии. Вот прям она колоссально разная, прям очень сильно разная. Даже если я тут рисуя стилусом на телефоне ошиблась немножко, но все равно, я думаю, это бросается в глаза. Хотя первое вот ощущение, когда глянул, ну вроде бы на месте, но вы видите, да, насколько вот это расстояние больше, чем вот это расстояние. Ладно, нашли первую ошибку. То есть это то, как вы должны сами себя проверять, как я проверяю своих мастеров. Потом вы смотрите, может быть, вот это направление как бы движения вот этой точки от А1К слева и справа. То есть они у вас в одном, ну, угол один имеют или разный. Проверили. Двигаетесь дальше. Следующие точки у вас это изломы. Смотрите. Мало того, что вот эта бровь отнесена дальше, у нее еще и тело длинное и хвост зафиксирован. Смотрите, об этом нарушении позже скажу. Тут уже ничего не исправить, тут, скорее всего, только лазер, либо ремувер, допустим, вот в этом конкретном случае. Очень далеко отнесена. То есть если бы даже она начиналась, бровь, допустим, дальше от переносицы, но тело не было бы таким длинным и так унесено на висок, то можно было бы еще поправить, дорисовав просто в головке. Но смотрите, что будет, если я выдвинусь вот сюда и дорисую нужное расстояние, чтобы было. Посмотрите, насколько сильно вот это вот расстояние удлинится. Она станет вообще бесконечной, эта бровь. И более того, приобретет вот эту форму, о которой я говорила, когда очень длинное тело и маленький коротенький хвостик. Не люблю такие формы. Поэтому вот еще одну ошибку я, получается, нашла. Если дальше идти, то смотрите, вот здесь вот если придираться, а я придираюсь всегда очень сильно на обучении, расстояние от горизонтали разное. Причем вот у всех этих точек А1 слева и справа, то есть они все на разном расстоянии. Потом есть прогиб вот по этой части тоже и по внешней части. То есть видите, если проводить линию ровно, то вот светится пустое пространство, а там увеличено, так покрупнее сделано. Нормально видно? Угу. Убираю эти точки. Это что касается формы. Если вот хвосты, допустим, продлить вот эти вот расстояния, смотрите, у этого хвоста вот направление... Я наискосок рисую, сейчас надо вертикальный стилус держать. То есть вот у этого хвоста направление вот такое, он крючком как бы пошел, вот если продолжить направление вниз. А у этого хвоста направление, оно вот другое немного. То есть тоже, да, но тут, конечно, ошибок вообще, эта работа прям некачественная. Тут есть и контура, вот смотрите, контур, здесь засажены хвосты, заглублены. Вот изменение цвета, это как раз оно, когда видно, что вот, допустим, вот здесь вот в головке и в теле брови коричневый, а здесь грязный серый. То есть все, это заглубление, это мастер ошибся, на виске ушел, кожа тоньше, работал с тем же усилием и ушел на большую глубину. Это тоже... Либо, если нету лазера, вы можете решить корректором на коррекции, изменить, попытаться вывести из этого светлого цвета, либо ремувером, либо лазером. Что тут еще у нас? Ширина формы головки, ширина головки разная, получается, вот здесь она шире, вот здесь она уже. Потом, если взять несколько точек по брови, по телу брови, прям уже придираться, то видно тоже, что все они будут неровные, то есть, не одинаковые. Тут вообще прям неравномерно прокрашенная, изогнутая, и в теле брови несколько разных толщин получается. Я часто даже не понимаю, как это, честно говоря, мастера создают такую
ересь. Но когда учишься, сложно, конечно, всем. Это не такая простая работа, как всем казалось, когда вы шли учиться на 3 дня в соседнюю парикмахерскую к мастеру, который работает полгода. Я думаю, таких случаев много. Так вот, опять, если замерить вот эти вот расстояния, точки между точками А, Б, А1, Б1, и в хвостах то же самое, они все будут неровные. Если замерять расстояние по вертикали, там тоже можно к чему придраться. Перехожу к качеству прокраса. Конечно, прокрас тут сами видите швах. Тут как раз есть все, о чем я говорила. Тут есть и засаженные хвосты, и куча пятен, вот они везде. И слева, и справа. И получается контура, вот они. И даже если брать, пытаться найти здесь кусочек на этой работе качественный, ну, честно говоря, не вижу вообще. Потому что вот здесь вот, где кожа красноватая, вот такая как бы травмированная, это не приживется, либо приживется крайне воздушной дымкой невидной. Вот эти засаженные части, они приживутся ярко и холодным цветом. Вот эти все пятна тоже останутся. То есть здесь на коррекции будет очень много работы, прям очень много работы. И, ну, конечно, никто не избегал сложной работы в начале своей карьеры. Все мы исправляли какие-то пятна, косяки свои. И хорошо было бы, чтобы мастера хотя бы видели их, когда совершают. То есть совершил, стер такой, оба-на, засадил хвост или засадил маленький кусочек, то хотя бы пусть это будет маленький кусочек, не фиксировать его на всей брови. Поэтому так, вот такие мы здесь разобрали, да, ошибки. Ну, форма мне не нравится, и я думаю, именно из-за того, что такой резкий перепад в изломе. И прям уголки вот такие, я их тоже не люблю. Я хоть и говорю о ровных линиях, а ровные линии вроде как между собой соединяются где-то в виде угла, да, то есть смотрите, вот ровная линия сверху, ровная линия снизу, бах, образовался уголок. Даже вот эта часть, бах, и два уголка. Но когда вы рисуете на этапе построения брови, это как, знаете, опять вернусь к своему художественному прошлое, это называется обрубовка. Потому что даже кувшины все мы рисуем, начинаем с просто прямых линий, потом это просто треугольники, какие-то прямоугольники в зависимости от формы. И только в конце, когда уже перед тем, как мы начнем заполнять это все дело либо живописью, маслом, либо карандашом, мы вот эти все линии смягчаем. То есть вы вот такие небольшие мягкие изменения внести можете уже после того, как построили. Это правило в живописи и в рисунке. И как бы для меня оно очевидное, но я думаю, что для многих из вас оно совсем не очевидное, поэтому я вот на этом так заостряю внимание. Поэтому никаких острых углов. И вот это смягчение, оно может быть в зависимости от запросов вашего клиента, большим или маленьким. То есть смотрите, вот у меня левая, правая бровь, я все замерила, все идеально ровно, да, и мне нужно смягчить. Я беру ватную палочку и подтираю, допустим, вот этот излом, да, одинаковое расстояние слева и справа подтираю, внутренний и внешний. И я делаю радиус длиной, там, не знаю, полсантиметра. Бах, смягчила сверху и снизу. Смотрите, она стала мягкая и красивая форма у нее появилась, и клиент доволен, и мне просто, потому что я это сделала синхронно слева и справа, после того, как построила бровь и нашла все ее направления, длины, толщины и так далее. Боже, я не умею коротко говорить, это моя проблема. Так, сейчас я покажу вам следующий слайд. Вот эта форма, она появилась. Это форма, которую я ненавижу всеми фибрами своей души, просто эти пиявки. Это пиявки, не рисуйте этих пиявок. И не знаю, зачем это делают и кого это украшает. Иногда клиенты приходят с таким запросом, она говорит, дай мне, я сама нарисую. И вот это рисует, вот этот ужас и кошмар. Не делайте этого, пожалуйста. И я не знаю, как на этой форме что-то замерить, потому что у нее получается в разных местах
максимальная выпуклая часть, то есть по сути как бы излом. Вот где на этой брови, вот на этой излом? Вот то ли вот здесь, то ли вот здесь, где он уже идет нисходящий становится. Но нет же, излом это часть, которая в приподнятом, вот на этапе еще, когда бровь идет вверх. То есть излом это соединение направления вверх от головки и вниз от излома в хвост. Но это никак не спадающая часть брови. Никак, это невозможно. Не делайте этого и бейте себя по рукам. И не давайте, если вы клиент, делать такое с собой. Ладно, излома нету. Получается, самая выпуклая часть брови где-то в середине. Причем это реально какой-то круг. Что мастер пытался нарисовать? Круг? То есть что, стакан приложил и нарисовал? Я не знаю. Короче, я даже, тут это просто, это вот за такую работу я бы ставила по критериям вообще максимальный, там, 10 баллов, отрубание рук, там, что еще можно сделать? Все, я разошлась. Все, я убираю, я не хочу на нее смотреть. Так, ну вот тоже, смотрите, здесь нарушено много критериев. Вот это вот сразу то, что бросается, безумная форма благодаря очень длинному телу и крайне короткому хвостику. Я не знаю ни одного человека, которому идет такая форма. Их не существует. Это какая-то вообще кошмарная ерунда. Единственное, что иногда случается, это когда форма лица такая, что только повернув боком, видно, что здесь идет довольно длинный хвост. Если сфотографировать в 3/4, то видно, что форма неплохая. Но это такая особенность лица, и я тогда в таких случаях, я рисую излом. Вот смотрите, я сейчас вам даже попытаюсь показать на этой брови, как можно было бы здесь поправить, если бы это была я. То есть излом должен начинаться просто... сейчас я не выбрала цвет. Секунду. Вечно, когда быстро пытаешься что-то сделать, получается не быстро. То есть вот, если перенести чуть-чуть раньше и пустить хвост чуть-чуть раньше вниз, может быть, это даже слишком сильно, но, короче, хвост был бы более виден весь, и это было бы более, скажем так, гармонично в лице смотрелось бы. То есть вот тут вот чуть-чуть убрать. Тут, понятно, много каких-то проблем в этом хвосте. То есть вот бровь нарисовалась, она в принципе на том же месте. Ну, это очень грубо я, конечно, сейчас нарисовала. Я вам рисую с телефона. Просто показываю, как можно было бы. И я уверена, что исходник здесь... То есть обычно какая проблема? В хвостах у женщин мало волосков, поэтому с хвостами можно сделать много. Из-за 3 волосин, которые торчат там где-то, брать и подчеркивать, уводить куда-то на висок, нет надобности. В этом случае можно было нарисовать бровь, которую будет видно, если ты смотришь человеку прямо в лицо, а не только если он в 3/4 к тебе развернут. Поэтому здесь основной ошибкой я вижу именно вот эту форму, которая мне совершенно не нравится, она отвратительная. Кроме этого, здесь, конечно, вогнутая по нижней части, выгнутая, вернее, вот эта линия А1, Б1, то ли там волоски растут, то ли там мастер зафиксировал, ошибся, и вот это брюхо провалил у брови. Такая, знаете, сейчас поиздеваться, может, такая беременная такса какая-то получается. Тут хвост, тут голова. Поняли? Вот это поворот. Да я устала же, всякую фигню несу. Ну, короче, эта бровь некрасивая, на лицо не украсит, и как бы сознательно ее рисовать нельзя, и не надо. И только если, может быть, вы максимум исправляете чью-то чужую работу, только в этом случае, наверное, показываю. Так, что по прокрасу здесь не определить, довольно яркие волоски, скорее всего, поэтому мастер прокрасил довольно плотно. Поэтому по прокрасу я ничего не говорю. Кстати, здесь исправить вот именно эту работу довольно легко было бы. Ну ладно. Я стараюсь всех остановить на этапе рисования эскиза, конечно. Но иногда такие совершаются ошибки уже в процессе, когда мастер увлекся, чуть-чуть перештриховал в изломах, я уже говорила об этом. Уходи.
Смотрите, ну здесь понятно, да, невооруженным взглядом, что здесь не симметрично по многим критериям, и по прокрасу, и по форме. Но вот первое, что бросается, это, конечно, форма. Ахтунг катастрофен, то есть какие-то головки странной формы, но дудочки эти, углы эти, которые видны сверху и снизу брови, ну кому они идут и кому они нужны, и зачем они нужны? Никому. Потом вот это вот расстояние в середине тела, в середине излома, которое шире, чем вот эта талия, которая зачем-то нарисована в середине тела брови, тоже это для меня непонятно. И опять это длинное тело и короткие хвостики, которые тоже не красят. И более того, у меня нету целой работы целого лица, я не могу выставлять чужие лица, как бы это на ютубе сохранится. Но я вижу даже просто по пространству, эта бровь маленькая для этого лица. Там, скорее всего, большое лицо, нужна такая мягкая, широкая бровь. То есть, боже мой, сколько же надо мне снять еще уроков по поводу эскизов вообще, в принципе. Мы, кстати, это делаем постоянно сейчас, мы снимаем уроки все время. И эскизы у нас это отдельная боль. И я сниму очень развернутое подробное видео на каждый тип лица и, наверное, на каждый даже, в который мне попадутся вот состояние растительности, потому что, конечно, сколько лиц, столько и примеров. Короче, здесь тоже много нарушено критериев. Идем дальше. Смотрите, ну, при первом взгляде, ну, катастрофа все равно. Хотела сказать, что не прям кошмар, но, блин, ну нет, ну прям плохо. Ну, все точки критериальные на разном расстоянии по горизонтали и от оси, и по отношению друг к другу, и тела у нас не одинаковые тоже по длине. Короче, и если продлить хвосты, то тоже один идет вот туда, один идет как бы больше вниз. Вот эти вот все расстояния тоже неровные. Потом, более того, если сейчас я увеличу, вам будет видно, может быть, или нет, вот сплошные стыки, контура, стыки, но здесь хотя бы нету заглублений. И плюс вот это я тоже называю контуром. Вот хоть ты тресни, для меня это контур, потому что он настолько ярко и четко виден, нету этой дымки, этой мягкости, нету, которую я люблю. Я воюю со своими мастерами, так как у меня их очень много, за всеми не уследишь, и я постфактум разбираю работы там на каких-то собраниях, мы снимаем видео, там с ними топ-мастера занимаются, но, конечно, это все очень сложно. Но куда денешься от процесса такого? Я очень была бы рада получать быстро обратную связь. Видите ли вы, понимаете ли вы? Вот я когда говорю, вы видите, что не так сами? Вот вы уже начинаете, вот когда я столько много рассказала, как проверить самого себя, чужую работу, либо просто вашу подружку, которая рисует каждое утро там карандашом себе вот это все на лице, а вы такая, ху-ху-ху, у тебя там вот это то-то нарушено. Но, к сожалению, сейчас не получится. Смотрите, вот здесь что сильно бросается в глаза, это нахождение вообще вот головок бровей на разном уровне. Вот я всегда так сильно это сразу вижу, это особенно когда они графичные. Вот если вы научитесь работать дымкой, то вот эти все ошибки, они не будут так бросаться в глаза, потому что чем четче все эти углы и границы между белой чистой кожей и тем, что вы нарисовали, тем сильнее видны ваши ошибки. Вы замечали это? То есть мягко нарисованная форма даже с небольшими ошибками, она никого не смутит. А вот такая, смотрите, как тут все. Посмотрите, на сколько разном уровне вот эти линии находятся. То есть, если вот так, сейчас я так провела, как будто все ровно. Короче, если провести вот эту линию, то вот эта бровь у нас выше довольно сильно. Если... извините меня, если у вас головки на разном уровне, то у вас пляшет от головки все. То есть от головки у вас пошло расстояние наверх, у вас толщина брови, у вас хвосты автоматически ушли на разные расстояния. Все точки взаимосвязаны, и если вы где-то подтерли, у вас сразу автоматически должно подтереться и на второй брови в другом месте, если вы рисуете форму. Короче, видимо, эти работы, их можно разбирать бесконечно. Ну, тут тоже, смотрите, нарушено очень много критериев. И вот сама вот эта неравномерность линии брови, вот она же прямая должна быть.
Даже если она дымчатая, но вот эта ее прямость, то есть ее толщина на всем расстоянии тела, брови, хвоста, она же одинаковая. То есть вот эти волны все по внешнему контуру брови, видите? То есть здесь мастер увлекся и поштриховал, чуть-чуть выше прошелся, то есть вот она, эта дуга получилась. Там вот здесь у нас излом, где самая там максимально восходящая точка, а он у нас тоже имеет направление вниз, то есть это то, что мне не нравится. Но многих мастеров устраивает эта форма, и они даже не видят проблем, они выставляют такие работы. И у меня вопросы к таким мастерам. То есть вам надо еще позаниматься. Ну вот здесь тоже. Вот здесь очень сильно бросается первым делом в глаза вот разность расстояния. Короче, хвосты смотрят в разные эти стороны, получается, опять-таки. И толщины, и вот здесь, кстати, хорошо видно, сейчас, наверное, разберу эту работу, смотрите, получается, вот если даже вот эта часть, хоть она и не симметрична, но там близка друг к другу вот эти все расстояния по внешнему контуру, то вот внутри мастер потерял излом внутренний, и он находится в другом месте, видите? И вот это расстояние, и вот это расстояние, оно разное. И даже если внешняя часть у вас прям клевая, ровненькая, а внутренняя часть разная, у вас автоматически, допустим, один хвост будет казаться длиннее, а один короче, а тело длиннее. То есть вы должны замерять все линии. Они должны быть все максимально близки друг к другу. Смотрите, какие брови косматые. Зачем они у меня здесь, я не знаю. Ну здесь, смотрите, вот эти брови, если их разобрать, это уже, наверное, в сторону эскиза, из них можно сделать вообще конфетку, в принципе, любой формы брови практически. Объясню почему. Потому что у них и в изломе волоски растут хорошо, можно приподнять, там есть пушковые волоски, то есть можно прям изогнутую, приподнятую форму нарисовать. И в хвостах волоски растут хорошо, довольно высоко, то есть они не завалены. И в головке то же самое, здесь невнятно все, что-то нащипано, видимо, но тоже можно создать форму. А свои волоски очень рельефные, то есть если прокрашивать вот такие волоски, это должен быть прокрас такой прям хороший. А здесь, смотрите, во-первых, опять создано вот это длинное тело, короткий хвостик. Конечно, я разбираю ошибки новичков. Я думаю, что большинство из вас, я уверена, надеюсь, что у вас таких ошибок нет. И если я кому-то помогу их не совершать, круто. То есть, смотрите, даже на вот этой работе, на свежей, видны пятна. Но пятна не от прокраса неправильного, а от того, что свои брови растут пучками, пятнами, и мастер даже никак не сравнял это дело и создал вот такую некрасивую форму, которая, я не думаю, что украсит кого бы то ни было, кроме Натальи Водяновой, у которой свои такие. А свои такие, если кустистые, мы их просто не трогаем. Здесь, смотрите, ярко-ярко выражено все нарушения. Вот прям все, хвосты разной длины, тела разной длины, все точки А1, Б, короче, все точки находятся на разном неправильном расстоянии от горизонтальной линии нашей по вертикали, если вы будете проверять. От оси, соответственно, все точки тоже находятся на разном расстоянии, и из-за этого именно у вас на этой работе изломы сместились, хвост стал коротким, ну и плюс очень сильно задрано одна из бровей. Я вижу в чате всякие писульки, кто это рисовал, какой кошмар. Это рисовали ученики, и я уверена, что вы тоже такое рисовали. Даже я такое рисовала в самом начале. Ну, не прям такое. Я, кстати, первые работы свои как-то нарыла, и мне казались они просто божественными тогда, когда я их делала. И я пришла в ужас от того, что я делала. Поэтому, знаете, как новое правило в моей жизни, которое теперь меня преследует везде. Если тебе не мучительно больно
за то, что ты делал там, не знаю, год назад, то ты не растешь. Это может относиться и к неделям, и к месяцам. Если тебе не мучительно больно за прошлую работу, там ко всему относится, то ты замер. Я не знаю ни одной своей работы, которой я была бы прям абсолютно довольна. Вот мне всегда что-то потом я после нахожу какие-то косяки и недовольной остаюсь. Вам нужно скачать и распечатать лица знаменитостей без бровей. Ссылка в описании к этому видео. Нарисовать минимум 20 эскизов, соответствующих критериям качества. Проверить себя при помощи линейки. Всем привет! Сегодня мы разберем несколько типов лиц и подходящие и неподходящие к ним типы бровей. Посмотрите на это лицо, очень широко расставленные глаза. То есть первое, что хочется сделать с этим лицом, это визуально приблизить немножко глаза друг к другу, потому что здесь еще и очень массивные скулы, невысокий лоб, и в общем лицо кажется квадратным и таким довольно тяжелым, и как раз уголки бровей, также широко расставленные, унесенные близко к вискам, они создают вот эту вот квадратность, подчеркивают этого лица. Что бы я здесь сделала? Всегда жалко трогать такие красивые брови, красивые в плане роста своих волосков. Я всегда за то, чтобы немножко изменить форму, но благодаря дорисовыванию, если это возможно. То есть первое, что мне хочется сделать, это немножко визуально сдвинуть эти брови. Если мы говорим о растушевке, то это делается дымкой. Если мы говорим о волосках, то это делается дорисовыванием волосков. Я по чуть-чуть дорисую сейчас волоски в начале бровей. Так как черты лица массивные, крупные, широкие брови такому лицу не помешают и не испортят его. Поэтому, чтобы немного изменить вот конкретно эту бровь, я перенесу излом. То есть если это опять волоски, то волосками это можно сделать. Если это растушевка, то вы просто переносите акцент чуть-чуть раньше, изгиб, вернее, чуть-чуть раньше, чем он в данный момент есть. То есть вот он далеко, а немного если перенести его, когда я уменьшаю изображение, это как бы для себя, если бы это был клиент, я как будто отступила на пару шагов назад, чтобы хорошо видеть все лицо. Иногда все-таки можно немножко смягчить при помощи либо того, что вы уберете пару волосков лишних в изломе, либо просто волоски уложите немного по-другому, чтобы просто мягче смотрелась бровь. По нижнему ряду волоски можно немного и убрать. Это вообще вы делаете без проблем, просто вы должны спрашивать у ваших клиентов, можно или нет это делать. Потому что бровь стала несколько тяжелой после того, как я добавила поверху волоски для того, чтобы смягчить форму. И чтобы она не была такой тяжелой, я убираю немного волосков снизу. Ну, теперь мы можем сравнить эти два лица. Очень небольшие изменения я внесла. Практически 98% волосков остались бы на месте. Просто я немного визуально сдвинула головки бровей друг к другу, мягко, полупрозрачно. И немножко сделала мягче форму саму бровей, то есть ярко выраженные вот эти уголки бровей, которые были свои родные. Я их смягчила за счет перенесения излома чуть-чуть ближе к переносице. Вот такие небольшие изменения могут сделать лицо мягче. Тут, конечно, можно еще поработать и над глазами, но мы сейчас говорим о бровях. Это у нас было квадратное лицо с широко расставленными бровями и широкой переносицей. Мы это немного снивелировали и смягчили черты лица. Давайте посмотрим на вот это лицо. Это овальное лицо, очень интересной тоже формы, с острым подбородком и такими мягкими круглыми щеками. И к этому лицу, в принципе, хорошо подойдут брови, даже прямые, потому что оно такое вытянутое, что все изгибы, которые приподнимут брови в районе излома, они как бы подчеркнут вот эту вытянутость. Поэтому я сейчас покажу, как исправить асимметрию на этих бровях. И черты лица тоже достаточно крупные, губы большие, нос большой, глаза тоже большие.
и хочется большего размаха. Смотрите, здесь очень несимметричные головки, но это легко поправимо, потому что начало их практически на одном уровне. Просто на одной из головок волоски растут таким образом, что она уже смотрится. То есть расширить головки, эту я бы даже чуть-чуть усилила. Как вы помните, даже если мы расширяем головки, они все равно остаются максимально прозрачными, воздушными. И переходим дальше. Тут у нас получается большая пустота в теле брови, то есть если это волоски, то мы реконструкцию делаем, дорисовываем волоски в пустых местах. Если это растушевка, то мы просто даем дымку в пустых местах, в тех, которые нам нужны. Для того, чтобы бровь совсем не становилась тонкой, чуть-чуть в районе излома усилить ее, конечно, можно. Смотрите, в основном я дорисовываю волоски в пустых местах, как бы воссоздавая более высокую бровь, чтобы сохранить все, что возможно. И на более высокой брови, конечно, волоски тоже нужны, чтобы выровнять эту рваную линию по внешнему краю. И пустой хвостик можно немного дорисовать, чтобы бровь выглядит пустой. Немножко акцентов. Конечно, когда бровь прямая, вы не можете делать акцент по нижней линии, иначе она будет тяжелой смотреться. То есть акцент по верхней линии. Акцент — это яркое цветовое пятно. Это то место, где скапливается максимальное количество волосков. Смотрите, по сути, я ее форму не меняла, я просто ее усилила, потому что эти брови были очень куцые, и я выровняла асимметрию. То есть наша работа каждый раз это сделать максимально натуральным и незаметным татуаж, таким образом, чтобы человек стал ярче, красивее, но этого не было видно. Не было видно этого вмешательства. Эта бровь чуть-чуть более тяжелая, более низкая. Но тут надо определиться. То есть в такие моменты вы спрашиваете у клиента, чего ему хочется. Можно немного убрать вот по этой части, чтобы приподнять. То есть если бы эти брови были ниже к глазам, то можно было бы убрать вот эту часть, чтобы бровь стала выше. Но мне здесь хочется наоборот дорисовать вот на этой брови, которая выше. Для того, чтобы было более симметрично слева и справа. И брови не стали тонкими. На молодом лице вполне можно такими поиграть вещами, не пытаясь сильно приподнять, потому что если бы это было, конечно, возрастное лицо, то у нас была бы задача сделать выше. Но на молодом лице, особенно когда брови находятся на хорошем высоком расстоянии, на большом расстоянии от глаз, это не обязательно делать. И имейте в виду, что каждое лицо ваше перед вами находящееся, оно уникально. И то, что сработало на одном, может не сработать на другом. Не всегда стремитесь, конечно, приподнять, но вот видите, есть случаи, когда можно и немного опустить. Опускать всегда немного проще, потому что чаще всего по нижней линии волоски отлично растут. Я сделала чуть-чуть шире, чуть-чуть гуще, больше выровняла по симметрии. А это вы можете сделать как дымкой, так и волосками, нет разницы. Самое главное не потерять индивидуальность у лица. И смотрите, лоб по отношению к лицу, он невысокий. Он хороший, красивый, но не очень высокий. Если бы я задрала, еще раз напоминаю, изломы очень сильно, допустим, чтобы приподнять, сделать какую-то классическую форму, то, во-первых, мне бы пришлось очень сильно выходить на чистую кожу, что в случае с такими рельефными бровями совершенно недопустимо, потому что будет очень сильная разница между вот этими рельефными волосками и пустой прокрашенной кожей. Это первое. А второе, это то, что я бы заняла часть лба бровями, и это было большим диссонансом, чем вот сейчас. То есть я бы сузила лоб еще меньше. При такой массивной нижней губе, допустим, при таком остром подбородке нам очень нужен лоб, он должен быть. Мы не можем его закрыть бровями. Вот такие небольшие изменения. Здесь можно еще немного поработать над симметрией, но в принципе тут все понятно. Изменения, которые я бы хотела внести в это лицо.
Посмотрите на это тоже квадратное или ромбообразное, может быть, в некоторых ракурсах лицо. У него очень такие резкие рубленые линии, очень ярко выраженные скулы, подбородок. И, на мой взгляд, такие эти брови домиком. Также они угловатые и подчеркивают все вот эти вот углы этого лица, которые мне бы, вот, например, хотелось бы немного смягчить. Очень красивое лицо, очень интересное. Я сейчас покажу, как я бы изменила его. То есть тут вот перещипан низ, я его дорисовываю. Частая ошибка всех. Также точно крупные черты лица, которые хочется смягчить. Я всегда стараюсь рисовать таким образом, чтобы сохранить все свои волоски, насколько это возможно, особенно если они растут в приемлемом месте. Смягчить вот эти углы, эти изломы можно не удаляя также волосков. Если это волосковая техника, можно дорисовать пару волосков чуть-чуть раньше, чем излом, чтобы бровь осталась вся на месте, просто слегка смягчить прям эту остроту. А если это растушевка, то просто дымкой вы можете смягчить акцент, чуть-чуть перенести эту бровь, чуть-чуть перенести излом. Буквально один какой-нибудь волосок в изломе можно, конечно, убрать, если он мешает созданию такой более мягкой формы. Один, ничего страшного. Очень красивое яркое лицо с такими запоминающимися чертами лица. Очень ярко выраженные скулы, подбородок, такое рубленое, грубое. И большой высокий лоб, и он еще и широкий. И если бы я сделала брови, допустим, прямые, то это привело бы к еще большей квадратности этого лица. Поэтому изгиб, конечно, должен быть максимально сохранен. Просто для таких больших глаз и вообще для таких ярких черт лица нужны брови пошире, безусловно. Поэтому я их расширила, сделала немножко мягче. И, на мой взгляд, лицо стало более гармоничным, и еще более интересным, и не потеряло ни в коем случае своей индивидуальности. Причем брови, как всегда, я рисовала, как люблю, с прямыми практически линиями по верхней, нижней и по верхней, и по нижней части тела бровей, и также в хвосте. Просто я их расширила, сохранив максимально все волоски, которые у этой актрисы растут. Единственное, ей нужно, конечно, отрастить побольше своих волосков. Вот такие небольшие, но большие изменения. О построении бровей. У нас здесь достаточно симметричное лицо с красивыми чертами лица, где ничего менять не хочется. Хочется просто сделать ее брови более насыщенными и симметричными, потому что они не симметричные. Как обычно, левая бровь у нас выше, правая бровь у нас ниже. Что мы делаем? Сначала мы находим самую низшую точку, то есть на низкой брови. Это наша головка. Мы ее отмечаем для себя штрихами. Может быть, ее максимально поднимаем, если нам это нужно, что убираем несколько волосков. То есть, если нам нужно, мы сразу можем поднять ее максимально на уровень соседней головки, чтобы уровень головок сразу восстановить, не опускать ее сильно ниже. Найдя головку брови, то есть ее точки А и А1, я поднимаюсь в излом и ищу самую высокую точку излома. Она у меня должна быть уж точно не ниже, чем на соседней брови. Начинаю я со сложной брови. Сложная она для меня, потому что, рисуя на правой брови, я рукой закрываю лицо. Мне плохо видно его. Я сложнее воспринимаю симметрию и вообще, в принципе, форму. Заметьте, что я рисую в пустых местах. Я как бы бровь восстанавливаю. Я не пытаюсь что-то сразу сильно кардинально изменить. Я просто дорисовываю в пустых местах. И я рисую простую классическую бровь. Если я приподниму в изломе еще немного, то это ничего кардинально не изменит, но форма станет интересней. Брови с простой классической формой, с изломом, идут практически всем. Если вы будете рисовать простые формы, то вы не ошибетесь. Вашим клиентам это всегда будет идти и будет привлекать других клиентов. Поэтому простые ровные линии. Есть точки, которыми мы пользуемся для симметрии поиска. Это точки А и А1 в головке бровей. Это точки Б и Б1. Это точки, обозначающие излом бровей. И это точка С в хвосте брови. Когда я начинаю искать симметрию, когда я начинаю отзеркаливать бровь на соседнюю сторону,
Можно воспользоваться линией, которая через центр переносицы проходит для этого. То есть мои точки должны быть на одном уровне, одноименные, на одинаковом расстоянии от линии, которая проходит от линии горизонта, которая проходит через уголки глаз. Поэтому сразу вы можете ею пользоваться. Главное нарисовать ее ровно. Можно воспользоваться, найдя все точки, можно воспользоваться ниткой или линейкой, а можно просто развивать глазомер. Теперь моя задача просто соединить одноименные точки. То есть я должна просто прямыми линиями соединить точки, которые находятся у меня, закрыть вот эти пустые места. Ну, примерно так выглядит работа. Добавляете слева-справа по чуть-чуть, выравнивая по симметрии. Можно было бы, конечно, еще поискать по симметрии, поработать, но в принципе я достаточно подробно объяснила. Прямые линии, которыми мы рисуем, соединяем точки А1, Б1, они такие же прямые, как точки А и Б, как точки Б1 и С или БС. То есть все эти линии по сути прямые, просто их немножко будут скруглять кости черепа, на самом деле они не будут выглядеть просто прямыми. Все одноименные точки должны быть на одном расстоянии от линии горизонта, которая создается уголками глаз. Вот она, эта линия горизонта, и вот эти все точки слева и справа от линии горизонта, точка С слева и справа должна быть на одном расстоянии, точка Б также на одном, точка Б1 тоже на одном. И тогда вы добьетесь вот этой максимальной симметрии, отталкиваясь от линии горизонта, которая проходит через глаза. Но это, конечно, при условии, что у вас такое достаточно симметричное лицо. Ну и наша задача всегда сохранить максимально все волоски, которые у нас растут в бровях, не выщипывая, не удаляя. Поэтому вписываем наш рисунок в существующие брови. Круглое лицо. Нам нужно визуально от этих округлостей, от этого круглого носа, от этого круглого лица уйти. Тут попытались прической приподнять, в овал вывести лицо, но при помощи бровей, вот бровям нужен излом на круглом лице, чтобы немножко эту всю мягкость и округлость разрушить, разбить. Сейчас я покажу. И плюс еще на этом конкретно лице очень крупные черты лица, и хочется прям брови шире. Точно так же, как обычно, я мягко расширяю бровь, стараюсь сохранить все волоски. И вот в районе излома мне нужно уходить вниз, рисовать хвостики. Чтобы придать бровям излом, мне нужно опустить головки немного бровь, чтобы у нее направление вверх пошло. От головки в изломе в верхней точке максимально, где пушковые волоски, приподнять и дальше вниз придать излом. Я думаю, на этих конкретно волосках можно обойтись укладкой было бы, потому что они просто уложены так, что вверх торчат. Ну, может быть, в изломе пару волосков убрать, чтобы он так сильно в сторону не смотрел. Ну, вот такое изменение. Более массивные брови, безусловно, для этого лица. Более ярко выраженный излом, чтобы отвлечь вот этих всех округлостей от круглого носа, от круглого лица. Также точно макияжем на глазах, ресницами вытягивают глаза тоже в стороны, чтобы как-то разнообразить, разбить вот эту округлость всю и мягкость. Вам нужно скачать и распечатать лица знаменитостей без бровей и создать подходящие формы для каждого типа лица. Нарисовать минимум 20 эскизов, ссылка на скачивание в описании к этому видео. Рисуем эскиз безбровому лицу, то есть мы ищем форму, подходящую к конкретному лицу. Тут у нас я. На меня вы насмотрелись вдоволь, я подозреваю. У меня самое обычное овальное лицо. И овальному лицу я бы нарисовала брови с ярко выраженным изломом. Потому что все слишком круглый нос, круглый подбородок, все такое какое-то круглое. И эту округлость мне хочется разбить какими-то такими угловатыми линиями. Это на мой вкус. Как мы рисуем вообще эскиз? Сначала вы можете распечатать лица, которые мы вам вышлем, такими небольшими портретами. Для того, чтобы, во-первых, не рисовать долго и не искать симметрию на большом лице, где вы будете прям очень долго штриховать даже просто. А пока просто поучиться находить формы для конкретных лиц. Если перед вами вот такой портрет, это
плоская бумага, это не человек. Тут вы можете понять, что надбровная дуга, то есть место, где должна находиться бровь, по расположению теней. То есть вот самая яркая тень – это самое глубокое место на лице. То есть это не выпуклость. Самое светлое место – это самое выпуклое место. То есть вот место, где максимальное освещение. Поэтому располагайте брови чуть-чуть выше вот этой вот теневой части. То есть вот это место, где начинает уже может быть находиться бровь в принципе. Начинайте со сложной стороны, как я уже вам говорила на эскизе на человеке на уроке. Сложная сторона – это та сторона, на которой рисуя мы будем закрывать лицо рукой. То есть это вот в моем случае я правша, это вот эта сторона. Когда я буду рисовать зеркально вторую бровь, я уже буду видеть все лицо в целом и симметрию в том числе. Но в начале о симметрии речи нету, мы в начале просто ищем подходящую конкретному лицу форму. Конечно, вы старайтесь максимально симметричные брови рисовать, но нам нужно также научиться подбирать форму бровей каждому конкретному лицу. Как я обычно это делаю с клиентами, также я делаю и на бумаге. То есть я начинаю напылять с самого низкого места, то есть с нижней части головки брови, и поднимаюсь сразу максимально высоко, чтобы задать брови направление. Максимально высоко – это значит зона, где обычно растут пушковые волоски. На клиенте я оцениваю, где это место находится благодаря как раз таки тем самым пушковым волоскам и в принципе растительности на бровях. И плюс я могу попросить пошевелить бровями, чтобы понимать, вот вокруг вот этой вот площадки для бровей сложатся морщинки, складки. Ну, на нашей бумаге, на наших портретах мы можем только предполагать. Дойдя до самой вот этой высокой точки, я резко бросаю бровь вниз. Но это не значит, что она идет у меня прям абсолютно вертикально вниз. Нет, она идет примерно в начало верхней трети уха. То есть так, чтобы бровь не казалась опущенной и очень тяжелой. Примерно вот так накидав воздушными, легко, еле прикасаясь линиями бровь, я должна посмотреть, этому лицу идет бровь или нет. Оно стало как-то интереснее, привлекательнее. Я не скруглила еще больше там какие-то черты, которые мне не нравились до этого. И я постепенно начинаю уплотнять. Заметьте, я рисую простыми прямыми линиями, как это я рассказывала в наших уроках про критерии. Чем проще линии, тем проще вам будет их и нарисовать, и перенести на соседнюю сторону. Моя линия излома идет вверх к максимально высокой точке на моей брови. И затем она такая же прямая, она опускается линия вниз. В сторону уха, примерно в верхнюю его треть. Я смотрю, в общем, подходит ли эта форма лицу. Если мне хочется что-то изменить, я меняю. Вторую бровь я не трогаю, потому что в данный момент это бессмысленно. Мне нужно подобрать, в принципе, форму подходящую. Конечно, вы можете пользоваться стеркой, если где-то вам что-то не нравится. Просто старайтесь не рисовать слишком ярко, чтобы не было сложно стирать. И когда вы видите, что в принципе бровь подходит, все нормально, вы можете перенести на вторую сторону бровь по критериальным точкам. В принципе, как вы помните, это 2 точки в головке, 2 в изломе, 1 в хвосте. Но я рекомендую вам привыкать, учиться видеть симметрию глазами, не пользуясь замерами, не пользуясь всякими вспомогательными приборами типа полосок, линеек, ниток там и прочего. Вы можете рисовать на черно-белом портрете прекрасно, нет разницы, как вы его распечатаете. Главное, чтобы вы могли лицо видеть четко. Желательно рисовать так же, как вы будете работать, с плавными переходами, с воздушностью в головке, чтобы вы привыкали сразу рисовать даже эскизы таким образом, и чтобы у вас рука не поднималась законтурить, когда вы начнете работать на клиентах. Играйте с толщинами, с формами. Делать вы можете это неограниченное количество раз.
до тех пор, пока вам не понравится. На таком маленьком портрете не очень удобно рисовать и стирать, зато удобно это делать, в принципе, быстро. Рисовать именно накидал, посмотрел, идет, не идет, и пошел дальше на следующий портрет. Потому что сейчас у нас речь именно о формах, которые идут, либо не идут. Вы можете рисовать как я уже говорила, и простым карандашом на чуть большего размера портрете, точно так же накидывая прямыми линиями эскиз бровей. Не старайтесь рисовать вот такие прямоугольники, контуры. По ним очень сложно вообще в принципе поймать форму. И у вас может появиться плохая привычка. Я обычно вот так накидываю полупрозрачный эскиз, смотрю, идет или не идет этому лицу, где-то подтираю и уже усиливаю, если это нужно. В обычных местах, то есть в районе излома, середины тела брови. Привыкайте к тому, что простые прямые линии, простые прямые классические формы идут практически всем. И если вы начнете с них, то вы не ошибетесь. А еще привыкните к тому, что простые линии прямые легко переносить слева направо, зеркалить. И точно так же они не будут выглядеть прямыми, будучи нарисованы на лице, потому что надбровные дуги и изменят их, и они будут выглядеть мягко, плавно. Не бойтесь, что это будет слишком графично или слишком агрессивно для лица. То есть все прямые линии на каждом лице выглядят мягкими. Рисуйте множество форм на разных уровнях. Смотрите. Мне кажется, мне не идут широкие брови. Не идут. Слишком маленькими становятся глаза. Не рисуйте мне широкие брови. Вот такое задание. Рисовать вы можете как на вот таком огромном лице, так и на малюсеньком. На большом лице вы уже должны думать о симметрии. То есть на маленьком вы ищете формы, на большом лице вы в основном думаете о симметрии. Я никогда не пользуюсь вот этими всеми вспомогательными линиями, потому что, на мой взгляд, это очень плохо работает на лицах. И если это возвести в правило, то начинаются проблемы у многих мастеров. За некоторым небольшим исключением, практически у всех людей головка шире, чем излом. То есть вот эта головка, вот это излом. И она шире примерно на миллиметр, может быть, на 1,5 в норме. Поэтому если вы привыкнете сразу так рисовать, вам это поможет. То есть если головка у вас шириной, допустим, сантиметр, то излом у вас шириной 8 миллиметров. Хвостик — это у вас точка. Соответственно, когда вы перенесете на соседнюю сторону лицо, вы будете знать точно толщину ваших бровей для того, чтобы найти все остальные точки. Причем вот эта линия идет, она восходящая, она не может идти вниз, если вот нижняя линия брови у нас тоже восходящая. То есть на сужение бровь чаще всего идет по нижней линии, приподнимается. Если взять бровь как две параллельные линии, то верхняя параллельная линия, вот эта линия, у нас идет, и вот это, они друг другу параллельны.
но это не всем нравится и не всем идет. Чаще всего не параллельно за счет нижней линии. То есть нижняя линия чуть-чуть начинает идти на сближение в районе излома к верхней линии. Тогда у вас будет такая гармоничная бровь. А если у вас будет на сближение идти верхняя линия, то тогда у вас будет... Сейчас нарисую. То есть если вот идет у нас вот так на сближение верхняя линия, тогда эта бровь красивая. А если у нас идет на сближение верхняя линия, тогда эта бровь странная. И она начинает, особенно если вот это вот более тонкая, чем я нарисовала часть в районе излома, то она начинает становиться похожей на такую дудочку по верхней части. Поэтому старайтесь всегда приподнимать за счет нижней линии, когда рисуете. Ну и, конечно, на бумаге вы можете пользоваться, пока строите, потому что это плоское лицо на бумаге нарисованное. Вы можете пользоваться линейками для того, чтобы замерить. Но на лице человека у вас это не получится. Поэтому я призываю пользоваться только глазами, чтобы увидеть именно эту асимметрию. По сути, если брать как по критериям наши уголки глаз, что это горизонталь, и подниматься к наверх к бровям, то у вас вот автоматом эти все точки вам сразу понятны. То есть вот нижняя точка брови, верхняя точка брови, также точка излома и хвоста. Но я очень часто видела, как мастера уходят от линии горизонта и искажают ее, потому что неровно ставят, и все портят. Поэтому надо учиться видеть глазами симметрию. Начинайте всегда со сложной стороны, потому что на легкой стороне, то есть на стороне, на которой я сейчас рисую, где я вижу все лицо, всегда получаются более красивые формы. Плюс на клиентах на ваших, и вы поймете это потом, вот эта сторона, на ней всегда волоски растут выше, и бровь получается нарисовать повыше. В отличие от вот этой брови, на которой волоски всегда растут ниже. Смотрите за тем, чтобы направление хвостов у вас было одинаковым, чтобы не было такого, что один хвост идет выше, один ниже. Единственное, зачем можно смотреть, это за тем, чтобы бровь не была слишком маленькая и слишком большая по отношению к глазу. То есть чаще всего ноздря и внешний уголок глаза – это точка, где должна бровь закончиться, во всяком случае, видимая ее часть, если вы смотрите прямо на лицо, потому что сбоку она еще может быть видна, но спереди уже нет, я имею в виду бровь. И соответственно, чуть-чуть дальше, чем начало глаза, у вас может начинаться воздушная часть головки. И также никогда не кладите бровь на вот эту теневую часть, чтобы очень низко она не находилась. Ну, вот такое задание: нарисовать 10 маленьких портретов с бровями, с разными формами, подходящие разным типам лиц. И нарисовать 2 портрета максимально с симметричными бровями, уже с той идеальной, на ваш взгляд, парой бровей, которая подходит именно этому типу лица. Вы должны нарисовать на моем портрете, а скачать его можно, как всегда, в описании к этому видео, 10 разных форм бровей. Следуйте инструкциям на видео. Это у нас урок «Как рисовать эскиз». Я сегодня расскажу и покажу вам, какими средствами, какими методами
Мы рисуем эскиз, как его сохраняем, как его не потерять в процессе. Тоже расскажу и покажу, какие средства для этого используем. Вот такой набор инструментов и материалов, которыми мастер должен пользоваться во время рисования эскиза. Ну, во всяком случае, я такими пользуюсь. Можно, конечно, рисовать просто ручкой или тенями, допустим, но я выбрала сухие карандаши. Сухие — это значит, что рисует он очень легко, не оставляя прям яркого следа. Надо только очень сильно надавить, чтобы он рисовал, вот карандаш этот ярко и оставлял за собой такой жирный блеск. То есть вот он прям действительно сухой. Черный карандаш и коричневый карандаш. Коричневыми я рисую на светлых, черными, соответственно, на брюнетах. Два вида красной пасты. Вот этой красной пастой мы подрисовываем в процессе, если вдруг потерялся эскиз, какие-то детали, прям повскрытой, поврежденной кожей. Вот этой пастой мы подрисовываем. Причем я покажу, как одноразовым микробрашем, не самой пастой. То есть мы ее просто вытряхиваем. Она стирается любым движением и не вносится в кожу. А вот эта вот ручка, вот эта паста, ею мы обводим эскиз для того, чтобы вообще в принципе не потерять эскиз. Она не стирается, либо очень плохо к концу процедуры прям стирается при помощи мицеллярной воды. Поэтому вот я делаю акцент на этом, они совершенно разные. Вот этой нельзя будет зафиксировать, а этой нельзя подкрашивать в процессе, иначе не сотрется. Ну, ватные палочки, ватные диски, мицеллярная вода, любая. И вот в нашем случае стилодес — это жидкость, антисептик для кожи именно, потому что есть такой же, но высокой концентрации для поверхности металлический для обработки инструментов, а этот вот для кожи можно использовать. Им я обрабатываю кожу и карандаши, кожу перед рисованием эскиза. Ну и карандаш, соответственно, тоже поточила, обработала перед рисованием эскиза. Перед началом рисования, ну и в принципе это нормально, я обрабатываю зону, на которой я буду работать, антисептической жидкостью. Она заодно кожу подсушит, и еще лучше будет рисовать карандаш. Он не будет оставлять таких жирных следов, по которым потом неудобно работать. Я возьму черный карандаш в этом случае, потому что почти что брюнетка у меня модель. И если я начну рисовать коричневым карандашом, мне придется наложить толстый слой, чтобы, допустим, сравняться с ее вот этими вот пучками по насыщенности. А я не люблю работать по толстому слою карандаша, поэтому я возьму черный. Перед началом работы я точу карандаш. Во-первых, я люблю рисовать тонким. Во-вторых, ну, по идее, вы должны сточить все, чем вы прикасались к предыдущему клиенту. И я начинаю рисовать. Сначала я спрашиваю, чего хочется клиенту. Конечно, она может знать и понимать, что идет, как красиво, но чаще всего клиенты приходят без понимания этого, и вы диктуете, как правильно. Вот это лицо у нас, будем считать, что оно с сердечком. То есть вот широкие скулы, высокий и довольно широкий лоб и такое резкое сужение к подбородку. Нам надо уравновесить, то есть вот здесь вот много пустого места, есть куда раскидаться бровям. А потом моя задача сохранить максимально все волоски свои клиента. И ваша задача на самом деле тоже, потому что что бы мы ни нарисовали, свои всегда лучше. Но это, конечно, в ситуации, когда свои находятся в зоне нормальной, где они не сильно низко висят, они в принципе хорошей формы, и тогда да, мы пытаемся сохранить свои, насколько это возможно. Тут такая ярко выраженная тоже асимметрия. Она создана клиентом, скорее всего, самостоятельно, и об этом вы тоже должны обязательно спросить, потому что если, допустим, никогда в жизни человек не щипал по верхней части брови, они низко лежат, и здесь нет совсем волосяных луковиц, очень сильно поднимает на лоб бровь, это неправильно, потому что они там никогда не отрастут, и вот такой рельефный пучок, а сверху много татуажа на лбу, это не будет красиво, когда заживет вообще никак совсем. Поэтому вы привязаны в общем и целом к форме бровей, к росту волосков на бровях и к тому, как они выглядели до того, как у клиента появился в руках пинцет, когда он себе изменил форму. То есть вы спрашиваете, где они росли. Поверху росли, вот здесь росли между... Ну вот насколько расширил человек брови. Вот здесь, допустим, и так широкая вот эта верхняя часть лица, верхняя треть лица. И плюс еще, как я выяснила, щипали брови вот здесь вот возле переносицы. И вот визуально она расширилась еще сильнее. То есть я буду работать над тем, чтобы поставить брови на место. И, конечно, всегда максимально приподнять наша задача, рисуя эскиз. Потому что всем нужен визуальный лифтинг. Крайне редко я встречала клиентов, у которых были очень сильно задраны брови, и мы их
опускали, там, это может быть после пластической операции, либо когда, не знаю, когда очень сильно ботоксом воспользовались и задрались хвосты, но в таком случае на самом деле лучше дождаться, когда сойдет действие ботокса, они на место встанут. Поэтому, если вот после пластической операции, допустим, в каком-то гипертонусе натянута сильно кожа, тогда только вы можете опускать сознательно. А в общем и целом почти у всех мы поднимаем брови. Брови в общем и целом у нас здесь на нормальной высоте находятся. Изломы достаточно симметричны, то есть мне не придется очень сильно поднимать один и опускать, допустим, другой. Но хвосты смотрят в разном направлении. Если я продолжу правый хвост, то он пойдет резко вниз. А вот этот левый хвост, он идет гораздо более высоко, так ближе к горизонтали, если смотреть на бровь. Это нормальная особенность. Вообще, наверное, процентов у 90 клиентов будет вот половина лица, съехавшая относительно другой, немножко вверх или вниз. И чаще всего правая сторона немножко ниже, левая сторона немножко выше. И получается, все-таки я буду немножко приподнимать в изломе вот эту бровь правую, а здесь мне все нравится, хвост я буду рисовать по ее своим волоскам. Я должна работать вот в таком как бы коридоре, вот где находятся брови. То есть у меня самая высокая точка на высокой брови, я ее отмечаю для себя в голове. Я не рисую никаких линий, они вас только запутают. Учитесь смотреть и видеть симметрию и асимметрию в лице. И получается, у меня самая высокая точка в изломе брови, самая низкая точка в хвосте, брови на правой стороне лица, которая ниже вся. И я должна их уравновесить. То есть вот эту бровь я рисую, может быть, даже немножко по нижней линии буду проходить, а эту, наоборот, дымку давать по верхней линии. И плюс мы договорились, что немного сдвинем брови, потому что слишком широкая переносица у нас получилась от того, что пинцет попал в ручки. Так, тут еще у нас, получается, щипали в головке, то есть нормальная форма головки проходит вот примерно здесь. Я это вижу, там есть небольшие такие волоски, которые хотят отрасти. А вот это место, наоборот, оно лишнее, потому что уходит слишком низко к глазу, практически уже на веке лежит. И я, наоборот, не буду подчеркивать вот эту низость и агрессивность брови, которая вот наклонена как будто на злая. Я сразу для себя определяю, где у меня будет нижняя точка брови, то есть чуть-чуть выше, чем растут ее волоски родные. В том числе, потому что на этой стороне, на более высокой, головка брови начинается гораздо выше. И даже если я вот здесь начала бы прямо от нижних волосков, полностью закрасила, сразу бы получилась вот такая резкая, сильная симметрия. А так как мне нужно приподнять бровь, я начинаю чуть-чуть выше, для себя намечаю точку, отхожу, смотрю. То есть я все время как бы туда-сюда делаю шаг назад, шаг вперед для того, чтобы видеть лицо в общем. Затем я смотрю, на какой высоте у меня излом, самый высокий излом. И эту точку я переношу на бровь, которая ниже. То есть здесь в любом случае почти у всех растут пушковые волоски, и я спокойно могу в этой зоне работать. Крайне редко бывают брови, которые прям вот так идут сразу вниз от головки. И вот в этом конкретно случае, когда от головки брови сразу идут вниз, то там надо с согласования клиента прям весь хвост убирать и выравнивать, плотно прокрашивать. Иначе вы просто подчеркнете вот эту вот унылость бровями. И вот у меня есть, получается, две точки, которые мне надо между собой соединить. Вообще в брови 5 точек, как вы помните по критериям нашим. Это 2 точки в головке, 2 точки в изломе, верхняя и нижняя, и 1 в хвосте. Вы, конечно, можете добавить в теле брови, в хвосте еще какие-то вспомогательные для себя точки, чтобы оценивать симметрию более уже точно. Но пока я говорю о 5 точках. И смотрите, когда я нашла нижнюю, я тут же могу найти верхнюю точку в головке брови по верхней точке вот в этой головке, которая выше половинка лица у меня. То есть я сразу для себя провожу линию воображаемую и отмечаю для себя как бы ширину головки брови. Почти всегда излом брови может быть на 1, может быть на 2 мм, в зависимости от, не знаю, от желания, пожелания клиента и от черт лица, уже, чем головка. То есть исходите из того, что на миллиметр хотя бы излом уже, чем головка. Так вам будет проще понять, где находится нижняя линия в изломе брови. Поэтому вот я по сути прорисовываю прямоугольник легкими движениями, напыляющими сразу. Я поднимаюсь из темного, то есть снизу брови наверх, создаю прямоугольник, который идет на сужение к излому.
Рисовать стоит легкими напыляющими движениями для того, чтобы клиент просто не испугался, когда вы покажете ему там новую форму. Потому что если нарисовать очень ярко, прям черно или просто гелевой ручкой какой-то, то даже красивая форма может очень сильно смутить, и человек будет смотреть на себя долго и не понимать, идет ему эта форма или нет. Я дохожу до излома. Чаще всего я ставлю вот сюда палец в излом и просто вот так приподнимаю. То есть моя линия, она становится более понятная, вот эта вот верхняя часть и нижняя часть тела брови, которая идет прям вот, она в идеале, она должна быть либо восходящей, либо прямой. То есть вы никогда не можете ни при каких обстоятельствах рисовать бровь, которая идет вниз от головки. Это просто запрещено и исключено. Никогда такое не рисуйте. Я сразу рисую с учетом того, что я уберу ряд волосков по нижней линии брови. И такими же легкими напыляющими движениями я рисую от излома хвостик. Уже он меняет направление, и он меняет направление резко, либо он меняет его, но плавно, почти незаметно. Это вы тоже обсуждаете с клиентом и смотрите на рост своих волосков, чтобы их сохранить все максимально, чтобы они находились в зоне рисунка. Но в этом случае я рисую с учетом того, что более высокая бровь у меня имеет хвост направление не такое резкое вниз, а он как бы более горизонтален. Поэтому я буду стараться приподнять на этой стороне. Рисуйте всегда вот эту бровь первую с учетом того, что вторая бровь должна тоже войти в эту форму. Потому что иногда мастера рисуют прям какую-то красивую такую бровку, а потом смотрят и понимают, что соседняя сторона просто никак не входит, не помещается по размеру или находится прям сильно выше или ниже. То есть вот этот коридор, который вы определили для себя, вы должны работать в нем. Сразу рисуя, вы должны понимать, что вы сделаете для того, чтобы сохранить все свои волоски клиента, но в то же время украсить его лицо. Я всегда начинаю работать, рисовать эскиз со сложной стороны, и вам это тоже рекомендую. Сложная сторона в моем случае – это сторона более опущенная, потому что я рисую на более заваленной, низко растущей брови, во-первых, а во-вторых, я рисую на этой стороне, потому что потом вторую бровь я буду рисовать уже прям очень хорошо, видя все лицо и одновременно видя две брови. А сейчас я накидываю вот эту бровь, не видя бровь соседнюю. Потому что когда я рисую, я стою сбоку, и мне штрихи рисовать, удобно класть вот тоже так вот сбоку. Поэтому я постоянно рисую и отхожу на шаг, чтобы видеть в принципе лицо в общем. Обязательно спросите вашего клиента, нужны ли ему те волоски, которые вы собираетесь удалять. Нельзя делать это без предупреждения и не согласовав, потому что иногда клиенты бывают против, а мастер нащипает. Вот у меня в студии есть правило щипать волоски перед процедурой. То есть все лишние волоски должны быть убраны до того, как ляжет клиент, и вы начнете работать машинкой. Это правило железное, и оно вам поможет в двух случаях. То есть, во-первых, вам не надо будет прям в сухожаре стерилизовать инструменты, потому что кожа не повреждена, и вы как бы дергаете просто волосок, а потом вы просто можете этот пинцет обработать жидкостью, которая для металлических предметов и поверхностей. А вторая причина, по которой я заставляю своих мастеров щипать волоски до процедуры, это та, что во время работы лежа становится не так понятна форма, и почти всегда мастера задумчиво спускаются к этим волоскам и фиксируют неправильную форму, слишком низко там проходят, допустим, в головке, и все, уже ничего не сделаешь, уже это не стереть. И прям это важно, и новички почти всегда забывают выщипать лишние волоски, либо думают, что они не так уж и важны, и в процессе меняют, искажают, портят форму. Поэтому щипайте до начала работы иглой. Если волосков немного, то можно прям сидя щипать. То есть я натягиваю кожу вот таким образом в две стороны. И волоски я щипаю по направлению их роста, чтобы они не обламывались. Если их тащить в противоположную сторону, они часто обламываются и выглядят как пеньки в коже. После работы вам это не нужно, у вас должна быть красивая, чистая кожа. Глаза открываем. Так подобрее лицо стало. Обязательно, нарисовав
одну бровь вы даете клиенту зеркало в руки, чтобы он посмотрел и сказал, ему нравится или не нравится, ему нравится ли его лицо новое вот с этой одной бровью. Потому что если вы будете долго и усердно искать симметрию, нарисуете вторую такую же идеальную, а потом она глянет на себя в зеркало и скажет, это совсем не то, что хотела, то вам придется все стирать и опять тратить время. Таким образом, много вы потратите времени. Нравится? Хорошо. Так, и только после согласования вы начинаете рисовать вторую бровь. Первое, что я делаю, это четко нахожу уровень, где у меня будет нижняя точка в головке и сверху тоже точка в головке. То есть я прям ставлю точки, где они примерно у меня будут находиться. Вы можете, конечно, воспользоваться там карандашом или ниткой, чтобы отследить, где они находятся, но я вам рекомендую пользоваться глазами, вот прям в глазомер воспитывать. И затем вы обязательно выравниваете снова голову, потому что в процессе рисования у вас обязательно она уже наклонила модель голову. И смотрите, отходите где-то с 1,5-2 шагов на своего клиента, потому что лицо видно прям хорошо вот с этого расстояния. Близко вы не поймете, идет, не идет. Кстати, заметьте, я не рисую вот эту вот линию центральную осевую. Она, я заметила, очень часто сбивает просто с толку мастеров, особенно начинающих. Они, во-первых, ее рисуют разной толщины, во-вторых, они ее рисуют не всегда по центру, то есть я понимаю, что они центровку выставляют по бровям и глазам, которые тоже на самом деле на разном расстоянии от переносицы находятся. Поэтому, чтобы воспринять лицо в целом, я просто отхожу в сторону и смотрю, куда я поставлю брови на этом лице. А если я сейчас нарисую вот эту центральную линию и буду от нее прям четко замерять, ну, я ее нарисую в нужном месте, а вы, скорее всего, есть риск, что сдвинете куда-то в сторону, и от нее все замеры будут неверными. То есть, либо вы находите ее прям четко по центру вот этого треугольника, причем не между бровями, а именно вот тут вот треугольник между глаз. Если не было там, не знаю, переломов носа, ничего такого, когда она тоже сдвинута. Чаще всего в лице это вот единственное место, по которому можно отцентровать. Нос чаще всего тоже смотрит в сторону, губы немножко съехавшие бывают, поэтому мы все несимметричные, как бы все очень относительно, поэтому я просто смотрю на лицо в целом. Вот чаще всего, что я вижу, это когда мастер рисует непонятно, не в центре даже, непонятной толщины невнятную линию, и потом от нее пытается строить брови. То есть и очень часто они съезжают еще больше, потому что он к этой линии косевой привязан. То есть либо вы ее рисуете прямо ровно по центру вот этого треугольника между глаз, не между бровей, потому что брови тоже клиент там нащипал, они разъехались в разные стороны, еще и на разном уровне находятся. А вот только вот этот треугольник. Причем ориентируйтесь так, чтобы лицо прям было поделено на половинки, то есть и как бы ямка между под носом и подбородок, все должно находиться вот в этой центральной осевой линии. Если этого не получается, тогда вы просто ее вообще не рисуете и ориентируйтесь на лицо клиента вашего, чтобы без этой линии брови у вас стояли на месте. Если вдруг у вас раздвинуты очень сильно брови клиентам, тоже вот он их так сильно выщипал в головке, что они ушли очень далеко, и вам надо найти место, где они должны начинаться. Вот эти все линии, накидала волос, вот эти все линии, такие классические, они очень относительные, потому что если, допустим, у клиента широкая переносица, широкий нос, широко расставленные глаза, и вы по ноздрям попытаетесь нарисовать начало голов, ну вот начало брови, то вы усилите вот это ощущение того, что все очень широко расставлено. Либо наоборот, что чаще всего бывает, когда очень маленький, тонкая переносица, близко посаженные глаза, все вот такое близкое, и вам надо, по идее, как-то развести брови, бровями расширить, постараться их вот более раскидисто нарисовать, если есть возможность. Не подчеркивать вот эту вот близость глаз между собой. А ноздри в таком лице диктуют как раз таки очень близкое расстояние между бровями. Поэтому я не пользуюсь вот этими правилами, когда от ноздри, либо от начала ноздри прорисовывается, потому что это очень все относительно, и кому-то пойдет, а кому-то просто вообще полностью испортит. Ну, можно пользоваться, но так, с оглядкой на то, что во всех правилах есть исключения. А есть еще вот здесь ямка возле глаза,
вроде как от которой провести, если вертикаль, вы можете начать, то есть это самая дымчатая часть брови. Ну, можете пользоваться этим, но я смотрю на лицо в общем. Если глаза широко расставлены, и вот как в нашем случае у нас здесь много пространства, много пустого пространства по бокам от глаз, то я должна заполнить это пространство бровями, то есть нарисовать их пошире, поболее раскидистыми, и в то же самое время заполнить переносицу, потому что очень большое пространство, оно не украшает совсем. Если бы у меня были узко посаженные глаза, близко посаженные, вернее, глубоко, то я бы делала акцент на изломе, я бы делала максимально воздушную головку, не сдвигала бы ни в коем случае, не усиливала ее и уводила бы вот акцент именно в излом, в хвост, то есть чтобы расширить эти близко посаженные глаза. А так чаще всего мы ориентируемся просто на пожелания клиента. Если поставить палец прям четко в центр, насколько это возможно, и приподнять одновременно, чтобы две головки бровей поднялись, вы увидите место, где должны начинаться брови, ну, в одном месте, чтобы они не были на разном уровне. Но это тоже надо делать, прям поставив палец максимально в центр и прям плоско подушечкой приподняв обе брови. Потому что опять я часто вижу, когда это делают там вот таким образом, какой смысл? Одна бровь задрана, вторая вообще не задрана, и как бы это абсолютно бессмысленно получается. Глаза должны быть открыты. Вот я очень часто вижу мастеров, которые говорят: закройте глаза, вот так вот все-таки расслабили, все повисло, легло. Они рисовали, потом клиент отрывает глаза, и там просто все меняется. Вот я просто ставлю пальцы в одно и то же место. Ну, либо можно поставить в центр, максимально, ну, найти центр между глазами и бровями, и вот на переносице. И с одинаковой скоростью раздвинуть пальцы, они у вас, ну, правый палец остановится одновременно с левым, и таким образом я найду точку, то есть длину тела брови. И, соответственно, тут же я нахожу нижнюю точку, потому что она прям четко снизу. Вот у нас в этом случае хвост прям выше идет. И если присмотреться, то здесь вот внешние волоски, они такие пушковые, то есть теоретически можно убрать парочку вот этих вот внешних волосков, если мне надо опустить хвост до уровня правой. Бывают очень сильно заросшие брови, тогда можно положить и прям лежа зафиксировать голову. Но здесь у меня буквально несколько волосков, поэтому я сидя. И всегда я отхожу и смотрю на лицо в общем. Можно, конечно, это делать тенями, одним мазком теней тоже, но у теней такая обычно размытая граница получается, плохо видная. И многие мастера не могут понять уже лежа, где именно работать им. И теряют, искажают форму. У карандаша все-таки более четко видна форма. Я набрасываю, близко находясь, бровь примерно. То есть я же понимаю, что у меня хвост не будет таким толстым. Просто я потом подхожу и одним движением убираю лишнее при помощи мицеллярной воды. Ни в коем случае нельзя щипать волоски, которые формируют бровь. Что это значит? Это значит, что он начинается, допустим, вот здесь поверху, и весь волосок идет в тело брови. Прям это нужно запретить и клиентам, и мастерам делать. Можно щипать только волоски, которые вокруг брови, такие пушковые, не имеющие значения. Потому что в этом случае бровь становится такая плешивая, пятнистая, ее еще и сложнее прокрашивать, потому что вот эта плешивость, она, ну, смотрится именно такими пятнами. Вот это хвост брови, вот этой, на которой я сейчас работаю, он прям гораздо выше идет. Я вообще не могу по верхней линии ничего рисовать. Тут, конечно, есть волоски, но если я подчеркну это, я задеру ее еще выше. То есть вот эта асимметрия усилится. Поэтому от излома я сразу резко вниз начинаю рисовать хвост. И, наверное, сейчас на второй брови поработаю, попытаюсь его еще больше приподнять, потому что мне надо, чтобы хвосты смотрели в одном направлении. Здесь по нижней линии, скорее всего, прям с большой вероятностью волоски отрастут, а вот здесь вот по верхней вряд ли. Правильно? И видите, постоянно лицо клонится у нас вниз, поэтому надо выравнивать. Потому что я тоже много раз видела, как нарисованы прям идеальные брови, а я подхожу, выравниваю, и все, одна бровь сразу резко на прям сильно в другом уровне, и это все портит. И очень важно клиенту донести и самому понимать, что прям абсолютной симметрии, ну, нету, действительно нету.
Вы можете попытаться приблизиться по симметрии максимально, но иногда бывает, ну, к идеалу приблизиться. Но иногда бывает, что ты отрисовал идеально симметричные брови, и это подчеркнуло асимметрию, допустим, глаз, потому что очень разное расстояние. На одной брови, там, между глазом и бровью очень большое, а на другой очень маленькое, и это прям очень бросается в глаза. Придется пошире все-таки делать. Я могу увидеть прям такие очевидные вещи, когда очень сильно, допустим, вот так хвосты в разные стороны смотрят, когда головки совершенно разной формы. Вот я сейчас это как раз таки и вижу. Ну, что надо подрисовать, потому что чаще всего, прям глядя вот прямо в лицо, таких бывает не видно таких мелочей. Просто это когда вы сомневаетесь, когда смотришь, и что-то кажется, как будто что-то не то, а что непонятно, и клиент не может понять, и сам ты не можешь понять. И еще можно сфотографировать. Есть еще программы, в которых разлиновано все, то есть берешь, фотографируешь, ну, вот так, чтобы было видно, чтобы максимально уровень по глазам выровнять. И потом совещаешься с клиентом, смотришь, показываешь. Можно даже показать, что было и что именно ты меняешь, потому что до асимметрия была прям еще гораздо более сильная, чтобы, потому что иногда придирается прям к каждому миллиметру новому. Иногда бывает, когда уже глаз замылился и ты рисовал прям так долго, что не видишь, надо просто бросить рисовать и начать готовить инструменты, чтобы четко понимать, через 5 минут, когда посмотришь на лицо, четко понимать, и увидеть сразу, что там не так, что не нравится. То есть я должна нарисовать брови, вот как бы мой коридор, как я говорила, верхняя точка и нижняя точка. И здесь у меня сейчас брови идут свои, родные, они вот здесь по центру идут, а вот здесь только по верхней линии. То есть, когда я буду прокрашивать, моя основная работа будет на этой брови, вот здесь вот по низу, плотность основная, чтобы сравнять их по насыщенности. А здесь, в районе излома и даже вот здесь вот по верху немного, потому что, вот здесь пустота, и она ниже сама, эта бровь сама по себе. Я не смотрела какое-то время на своего клиента, пока готовила оборудование, все. И мои глаза теперь увидят вот эти мелкие какие-то недочеты, которые меня смущали до этого. Вот тут мы видим, то есть у них немножко разные головки, сейчас я прорисую. Кожа сухая, поверхность прям такая сухая, как бумага, поэтому я не буду обводить сплошной линией, я просто поставлю точки. Я натягиваю бровь таким образом, чтобы она не исказилась, чтобы я не создала какую-то странную форму или дугу. Либо даже можно вообще не натягивать, и просто вы ставите прям такие точки на примерно равном расстоянии друг от друга. По коже, не по карандашу, чтобы вы могли эскиз зафиксировать, потому что если поставить точки на карандаш, то буквально ватным диском сразу все сотрется. И точку в хвосте. И здесь, если вдруг кому-то будет это полезно, можно такую вертикаль прорисовать, чтобы вы точно знали, где бровь заканчивается, потому что иногда мастера заигрываются и уходят дальше, чем положено. И также точками форму головки зафиксировать. Для опытных мастеров это не обязательно делать. Если вы начинаете, то это вам очень поможет, когда вы долго-долго рисовали эскиз. Он вам дался сложно, чтобы не потерять его в процессе, потому что не всегда с одного раза у вас получится зафиксировать форму. Вот таким примерно образом. Ручкой, которая не стирается. Стирается очень плохо. Мицеллярной водой в конце. Иногда она, конечно, во время процедуры, особенно если кожа жирная, стирается чуть ли не от любого прикосновения. Но на сухой коже обычно держится долго. Очень важно, фиксируя эскиз, не исказить его. Вы даже можете сесть и проверить, чтобы быть уверенными. И именно поэтому, чем проще линии, то есть вот прямая линия, в хвосте прямая линия сверху и снизу, и в теле брови прямая линия, даже, в общем-то, можно сказать, прямая линия в головке брови тоже. Тем проще зеркалить, отрисовывая эскиз. Все. Я обвела, убираю ручку, потому что она мне уже не нужна, я не могу ей работать по поврежденной коже, я ее убираю.
Сделайте 20 эскизов карандашом на разных лицах, следуя инструкциям на видео. Сфотографируйте лица строго анфас и проверьте себя по критериям качества самостоятельно. Это небольшой урок по фотографированию. Это не прям урок, где я вам буду рассказывать о свете, там, правильно выставленном и так далее. Это правила, которые вы должны соблюдать, чтобы я могла оценить, ну или наши преподаватели оценить ваши работы нормально, чтобы было понятно, хорошо видно. Ну и вам пригодится это для портфолио вашего в дальнейшем и для того, чтобы вы отслеживали качество своих работ в большом промежутке времени. Я должна стереть обязательно макияж перед началом фотографирования, потому что меня интересует только исходник. Либо там старый татуаж, который я должна обязательно зафиксировать, ну и вы, соответственно, тоже. Потому что его цвет важен, и вы должны понимать, вот вы использовали такой-то корректор, так себя цвет повел спустя месяц, и там спустя год и так далее. И либо если нету перманентного макияжа вообще, то же самое. Очень часто клиенты спустя месяц приходят и говорят: смотри, вообще ничего не осталось, а там отличный остаток, измененная форма, все классно, но вот вы можете показать фото, которое вы делали до, и что получилось спустя месяц, и вопросы отпадут у клиента. А если вы не сделаете эту фотографию, вам будет сложно что-то доказать. Я всегда фотографирую в двух ракурсах: вертикально и горизонтально. Я могу использовать в разных ситуациях эти фотографии. Единственное условие, что вы не можете фотографировать близко, потому что очень большое перспективное искажение. У нас растягивается лицо, куда-то в сторону уходит, и на передний план выходит нос. И вы совершенно можете не понимать форму. То есть вот максимально удаленная я приближаю до тех пор, пока не начинает искажаться. Вот здесь уже искажается. То есть обычно это примерно сантиметров 40 от лица, чтобы не было перспективного искажения. И, ну-ка в камеру смотрим. И немножко я могу приблизить, чтобы прям вот равное расстояние было сверху, снизу и по бокам, чтобы лицо было в центре. Это портрет. Точно так же я фотографирую и в горизонтально. И также я фотографирую всегда со вспышкой и без вспышки, потому что очень сильно меняется часто и внешний вид, и работа. Также вы можете использовать, допустим, круговой свет, но в первое время у вас его может не быть, поэтому я сейчас показываю без него. Круговое освещение, оно всегда прям как фотошоп для лица делает красивым лицо, и это мастерам идет, конечно, на пользу. Обязательно прямо анфас. То есть я первое, что делаю, это выпрямляю лицо, чтобы у меня глаза по горизонтали, внешние уголки глаз были на линии горизонта. Поэтому часто очень люди сидят вот такие наклоненные, даже не понимают, не чувствуют этого. Поэтому первое, что вы делаете, выравниваете лицо и фотографируйте прямо, и тут же вертикально и горизонтально. И потом следующее ваше действие – это сфотографировать зону вашей работы, тоже максимально не искаженную, но чтобы вот она была такая прям четко видна. Обязательно делайте фокус на зоне, которая вас интересует. Если это бровь, то это чаще всего самую выпуклую часть вы должны выбрать для фокуса. Если это, допустим, веки, то прям на веки, чтобы был фокус. Затем я должна сфотографировать лицо в 3/4. В 3/4 я фотографирую для того, чтобы видеть полностью всю свою работу, потому что когда анфас, часто хвостика, допустим, не видно совсем. И 3/4 это когда видна полностью вся вот бровь на переднем плане, и на дальнем плане бровь видна до излома, а глаз виден полностью. Вот это вот ваш ракурс в 3/4. И чаще правильно фотографировать будет, если перед лицом будет больше пространства, чем сзади. То есть если я сфотографирую вот таким образом, когда перед лицом у меня совсем нету пространства, даже съела кусок, или я сфотографирую таким образом, что я могу красиво отрезать, допустим, зону, на которой я работала, и даже перед ней будет пространство. То есть это закон композиции, который художники и фотографы используют, и это правильно. Поэтому не съедайте вот эти части впереди лица. Лучше, наоборот, вам ненужная часть, это ухо, волосы, они вам не совсем не нужны, вернее. И затем я переворачиваю и фотографирую другую сторону, чтобы также была видна работа, насколько вы хорошо прокрасили, либо нарисовали волоски, либо сделали растушевку, когда хвост дальней брови не виден, и когда полностью хорошо видна вся вот эта бровь и новая ее форма, и то, что было до этого. Итак, получается у нас прямо анфас вертикально и горизонтально, потом мы приближаем, фотографируем зону лица, зону работы,
И также поворачиваю в 3/4 и фотографирую анфас, чтобы все лицо было слева и справа, и зону вашей работы. Это не художественные фотографии, это фотографии для того, чтобы вы именно могли отследить качество своих работ. Но их, конечно, тоже можно использовать и как примеры для портфолио для ваших клиентов. Сделайте фото эскизов или татуажа, следуя инструкции на видео. Всем привет! Сегодня я вам расскажу немножко об аппаратах. Вы можете приобрести как очень дорогой, так и не очень дорогой или средней ценовой категории. Я вам расскажу о своих предпочтениях. Вот это Biotech, он из дорогих. Вот это NPM аппарат, это тоже аппарат дорогой. Вот это вот два китайских аппарата, можно сказать дешевых. Вот это Biomaster, это XCF. Вот этот аппарат Игла-Дюза. Он не очень безопасен в плане стерильности, потому что если пигмент попадет внутрь, а он попадет, если в работающем состоянии, вы вертикально поставите машинку, он может просто стечь по игле внутрь, туда, где вставляется игла. И это не гигиенично по отношению к клиенту. Вот этот аппарат Biomaster, он модульный, и он безопасен с точки зрения заражения клиентов. Biotech это тоже модульный аппарат. Вот здесь на нем переходник, который сделали для того, чтобы была у мастеров возможность работать иглами, текстурированными, допустим, настраивать их тоже. И его можно полностью раскручивать и стерилизовать. То есть это один из вариантов эконом для того, чтобы работать хорошим оборудованием. А вот это вариант средней ценовой категории, стоит в районе 33, по-моему, тысяч. Это татуировочный аппарат, и можно работать на всех зонах, во всех техниках. Он тоже модульный, что абсолютно гигиенично. А то, что он татуировочный, говорит о том, что он может работать в промышленных масштабах. То есть, если вот эти ручки все, их очень просто перегрузить и сломать в них, допустим, мотор, если слишком взвинтить скорость, то этому аппарату все нипочем, потому что он рассчитан на большие нагрузки. Что чаще всего ломается? У всех этих аппаратов с ними можно работать с блоками. У NPM, у Biotech идут родные блоки питания, в которые вставляется шнур. И как бы о поломках блоков питания я говорить не буду. Там вы можете перепутать местами гнезда, допустим, либо поломать шнуры. Не знаю, что еще можно сделать с блоком питания. Чаще всего об аппаратах ломается либо, допустим, внутри вот здесь вот система, вот эта Игла-Дюза. Кстати, смотрите, несмотря на то, что это тренировочная машинка, игла испачкана только вот в начальной части. Если работать аккуратно, то в принципе можно работать чисто, но все равно это небезопасно, конечно. То есть может сломаться вот эта часть внутри, она начинает болтаться и нестабильно создавать движение иглы. Может поломаться вот это кольцо настройки, то есть оно начинает крутиться, и вы не можете регулировать, она и так слишком быстрая, слишком мощная, это еще больше усложняет жизнь. И самая частая поломка, это когда вот так выдергиваешь шнур, вот это вот Г-образное соединение там внутри проводочки, они ломаются, и она просто перестает работать, либо заедает. Надо быть готовым, покупая вот такие китайские машинки, к тому, что они ломаться будут очень часто и очень легко. Вот эта дорогая машинка NPM, ломается она так же часто, как и недорогая китайская. Дело в том, что здесь шнур вообще вставлен, его даже поменять нельзя. И если вот это место на излом, у вас внутри проводочки сломаются, что тоже самая частая поломка вот в этих аппаратах, то все, вам надо этот аппарат сдавать, и вы ничего с ним не сделаете. Вот здесь еще вставляется модуль, и очень плохо иногда выскакивает он прямо во время работы. Вам надо быть очень аккуратными, если вы держите за модуль, потому что он как бы плюет модулем. Я вам сейчас расскажу о новом дистанционном курсе «Штрих на бумаге». Это предшественник курса «Штрих на латексе», а потом будет еще более интересный курс «Практика на модели», который можно будет попробовать, глядя, как я делаю, так же и вы. Но к этому надо подойти постепенно. И вообще, эти курсы, они являются частью единого проекта, который будет создан для того, он будет очень революционный в татуаже, он будет создан для того, чтобы вы могли приступить к работе на моделях, то есть пройти полностью обучение дома, глядя на мои уроки. Они будут очень подробные, они будут очень разные. И начиная от латекса и заканчивая практикой на модели, все это можно будет пройти обучение дистанционно, не отрываясь от своей основной работы.
Итак, первый урок дистанционного курса «Штрих на бумаге» – это обычный простой длинный штрих, прямой. Зачем он нужен? Если вы пятните, если вы создаете пустоты, если вы заглубляетесь, если вы уже мастер вдруг, то он вам очень пригодится, потому что вы научитесь создавать такое длинное правильное движение, как бы проволакивать иглу по латексу, по коже, а в нашем случае карандаш по бумаге. Научитесь делать вот его именно таким гладящим, потому что основная проблема у мастеров – это то, что они втыкаются и уходят на большую глубину, а нужно находиться на одной, нужно как бы гладить кожу просто чуть-чуть глубже, чем поверхность. Движение у нас создается, по сути, 3 пальцами. Рука стоит на мизинце. Он может быть выпрямлен, он может быть слегка согнут. Безымянный палец у нас не участвует. Он как буфер между вот этой троицей, которая в общем и целом работает. Вы его, в принципе, можете даже вот так подогнуть и прижать к ладони изнутри, чтобы он вам не мешал, потому что часто он мешает. И вот это движение гладящее, оно создается по сути вот этими двумя пальцами, указательным и средним. Большой палец он слегка придерживает и никакой особенной роли не играет, просто чтобы не падал карандаш. Вот это движение я начинаю в воздухе. Я начинаю в воздухе и постепенно опускаюсь вниз и прикасаюсь к бумаге. И вот в тот момент, когда я прикоснулась к бумаге, я не давлю, я просто протягиваю его во всю длину и постепенно начинаю двигаться вправо. Очень медленно, медленно, потому что мне не нужны пробелы. То есть наша задача не только научиться создавать правильный штрих, но и научиться штрихи класть так плотно друг к другу, чтобы бумага не светилась. В самом начале у вас это вряд ли получится, поэтому вначале мы делаем акцент на том, чтобы у нас получился штрих, в принципе, с воздушным окончанием и началом. Поэтому уделите внимание все вот именно этому. Вы будете втыкаться какое-то время, вы будете скакать, у вас будет волнистая линия, все ваши штрихи будут разной длины. Вам нужно будет следить именно вот за всеми этими параметрами и характеристиками в вашей работе. Итак, я закончила свою полосу. Критерии выполнения. У вас должно быть 10 на листе расположено вот таких полос. Длина штриха ваша должна быть от 2,5 до 3,5 сантиметров, но в идеале где-то в районе 3. Если вы выбрали длину в 3 сантиметра, то вся полоса должна быть примерно одной длины. Там какие-то градации в плюс-минус небольшие могут быть, но без фанатизма. Окончание и начало штриха должны быть максимально воздушными. Между штрихами практически не должна светиться бумага, то есть вы должны класть штрихи настолько плотно, насколько это возможно. Если вы освоите это на этом уроке, то в принципе вы уже будете фиксировать брови, допустим, без потери. Вы будете фиксировать их с первого раза. Почему оно полезно? Если вы проходите вот такой хаотичный штрих, как делают многие мастера, стираете ватным диском свое художество и видите, что у вас много пустот, а где-то у вас усиление какой-то цвета. На этом этапе вы не можете пройти уже равномерно. Вы вынуждены будете попадать именно в те места, где у вас пигмент не лег, обходить стороной те места, где вы напятнили, положив слишком много пигмента. И вы потратите на это очень много времени. Если вы положите штрихи одной длины с одинаковым расстоянием по нахождению друг рядом с другом и максимально плотно, то есть где-то 20 штрихов на миллиметр, то вы зафиксируете любую работу сразу с первого раза. Поэтому не работайте вот так хаотично, работайте вот как принтер. То есть штрихи одинаковой длины, с одинаковым нажимом и лежащие друг на друге практически. То есть очень плотно, так, чтобы не светилась поверхность, на которой вы работаете. Вот такое задание. 10 полос на листе бумаги. Все они выполнены в длину таким методом, как я описала. У вас устанет рука к концу.
Не переживайте, это нормально. У вас даже может быть небольшая судорога в ладошке. Разминайте периодически, как в школе, помните? Сделайте 20 горизонтальных полос шариковой ручкой на листе формата А4, следуя инструкции на видео. Вы сталкивались с проблемой невозможности красиво закончить работу? То есть у вас четкие границы, некрасивые на бровях, у вас теневое окончание стрелки тоже некрасивое, грубое, либо, допустим, прокрас на губах заканчивается резко, как будто кто-то съел помаду. Это некрасиво. На этом уроке вы поймете, как этого избежать, мы научимся управлять градиентом. То есть от яркого к прозрачному вообще на нет уходить и при надобности возвращаться. Второй урок дистанционного курса «Штрих на бумаге. Градиент плотностью». Что для этого нужно? Мы берем карандаш, бумагу и штрихуем. Так же, как на первом уроке. Создаем штрих длиной примерно 1,5-2 сантиметра и кладем штрихи настолько плотно, чтобы не было вообще видно бумагу сквозь ваш рисунок. Примерно получается на сантиметр у вас от 60 штрихов. Поделите, сколько будет на каждый миллиметр, и придерживайтесь этого количества. В идеале на сантиметр у вас должно уйти 90-100 штрихов, но 60 это минимальное количество. Вы проходите вот таким плотным ковром по этому сантиметру, и подходя к следующему, вы кладете штрихи гораздо реже. То есть у вас начинает светиться бумага, просвечиваться, и вы прям видите изменение цвета. Также проходите этот сантиметр и постепенно начинаете увеличивать количество штрихов по плотности. Автоматически у вас немножко увеличится и нажим, ничего страшного. Главное, чтобы вы глазом прям видели вот это изменение насыщенности от яркого и к светлому, и затем наоборот. И снова на светлое. Задание, от которого у вас устанет рука. Кстати говоря, его можно выполнять ручкой. Ей будет гораздо сложнее, чем карандашом. И все ошибки будут виднее гораздо тоже. Расстояние между темным и светлым может быть любое, ваше, какое вы выберете. Вот таким образом вы выполняете свои задания. Получается минимум 10 полос, в которых вы от яркого к бледному и назад к яркому. Очень важное задание. Научившись делать вот эти вот переходы плавные, вы потеряете просто все ваши проблемы, уйдут с четкими контурами на бровях, на тенях и на губах. Сделайте 20 горизонтальных полос шариковой ручкой на листе формата А4, следуя инструкции на видео. У вас есть сложности с созданием плавных каких-то вещей на веках, ну вот теней, или с созданием головки. Очень часто бывает это сложно для новичков особенно. Этот урок будет вам очень полезен. Это третий урок курса. И я называю его кардиограмма, но на самом деле это серия длинных и коротких штрихов и умение владения вашей рукой управлять этими штрихами. То есть в нужный момент, в нужной длины штрих и в нужной точке начинающийся. Начинаем, как мы уже проходили в первом уроке, с длинного штриха, прям с максимально длинного, который доступен вашей руке. Карандаш должен быть очень остро заточен, либо это должна быть ручка. Она покажет вам все ваши ошибки. Штрихи ваши длиной 2,5-3 см. И пройдя примерно 5 мм, вы начинаете их сокращать в длине с обеих сторон. То есть каждый следующий штрих у вас становится все короче. Такое создание треугольника, уже закрашенного, из
штрихов. Все штрихи ваши должны заканчиваться и начинаться мягко, то есть не втыкаемся в бумагу. И доходим до штрихов, которые длиной, вот прям смотрите, 2 миллиметра, даже может быть миллиметр, вот маленькие. Ну, здесь бессмысленно копаться, потому что не видно будет работы, это только иглой будет видно, если делать такой длинный штрих. И затем мы начинаем вырастать, то есть каждый следующий штрих у вас становится все длиннее, и вы создаете такой же примерно угол, как вот у предыдущего, где вы шли на сокращение. У вас получится такое задание, возможно, не сразу, через практику. Но если вы освоите вот такой штрих, то вы сможете создавать совершенно любые формы своим штрихом. Все что угодно. И это будет красиво и с мягким началом, и с мягким окончанием. Ну и вот такие, как только мы достигли пика, сразу начинаем опять штрихи укорачивать и ромбы создаем до конца вашего альбомного листа. Вот такое задание. Оно сложное. Вам нужно выполнить 10 полос на листе бумаги. Сколько у вас получится ромбов, я не знаю. Они будут разной формы. И после этого у вас все будет круто на латексе и на моделях, если вы работаете на людях. Сделайте 20 горизонтальных полос шариковой ручкой на листе формата А4, следуя инструкции на видео. Если даже после предыдущего урока у вас остались еще некие проблемы с созданиями сложных форм, то есть с формами головок, с изломами, либо с тенями, либо с прокрасом на губах, то вот это задание уже точно вам поможет овладеть штрихом, который начинается в нужном вам месте. То есть началами штрихов вы научитесь создавать какие-то формы. Называется этот урок «Штрих от волнистой линии». Вы проводите волнистую линию, не сильно рельефную, такую пологую. Ваше задание выглядит вот так. Сначала сверху вы проходите штрих, который в длину примерно 2-2,5 сантиметра, потому что это самый сложный штрих и самый часто используемый мастерами на всех, в принципе, зонах. И вы должны закончить свой штрих не прямо у линии, а примерно за 5 миллиметров и везде на одинаковом расстоянии. Вот прям вот так во всю длину до конца. То есть вы, получается, делаете акцент на том, где закончить штрих. Не опуститься дальше, а подниматься вверх вместе с изгибом вашей линии. Или наоборот, не приблизиться слишком близко к ней, когда волна пойдет вниз. Такое сложное задание. То есть везде у вас должна появиться вот такая широкая темная линия из штриха и примерно одинаковая по всей длине этой волны пустота между полосой и штрихом. Когда вы пройдете верхнюю волну, вы должны то же самое сделать снизу, на таком же примерно расстоянии, но теперь у вас акцент на начало штриха, то есть вы должны начинать штрихи на одинаковом расстоянии от линии, не касаясь ее, то есть вы просто глазом оцениваете примерно расстояние, где ваша рука начнет рисовать. Я штрихом владею в совершенстве, потому что я отучилась почти 10 лет на художника. И я не буду делать это задание. А вам нужно сделать, получается, это широкая полоса у нас, 4-5 полос, ну, в зависимости от того, какое вы расстояние выберете, на альбомный лист. Вы начнете с ошибками, с разного расстояния между линиями, но к концу рука должна запомнить движение. Это очень полезное упражнение и тоже сложное, как и все. Следующий урок будет тоже интересным. Всем спасибо за просмотр. Сделайте 20 горизонтальных полос шариковой ручкой на листе формата А4, следуя инструкции на видео.
Если вы хотите прокрашивать бровь без единого стыка, что такое стык? Это когда наложились блоки один на другой, и у вас получаются такие вертикальные вдоль всей брови пятна. Если вы хотите избавиться от этого и делать идеальные работы. Если вы хотите работать на губах без пятен и стыков, идеальный равномерный покрас, тогда вам нужно овладеть вот этой техникой, блоки, соединение блоков вверх и вниз, потому что мы работаем с одной стороны, и вам надо то на себя штриховать, то, получается, от себя, допустим, на губах штриховать вверх, подниматься. Это 5-й урок дистанционного курса «Штрих на бумаге». Соединение блоками вверх и вниз. Наш штрих идеальный, он всегда состоит у нас из части, которая у вас остается на бумаги ярко, то есть это как бы центр штриха, и части, которая у вас воздушная, то есть она у вас сверху и снизу находится. И если правильно работает, то это всегда блоки. Блоки — это одинаковые штрихи одинаковой длины, нажима и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. То есть, по сути, в нашей практике на бровях, допустим, это настолько плотно лежащие друг около друга штрихи, что они сливаются в такое единое полотно. Вот это и есть блок. В ширину блок может быть любым, в зависимости от вашей привычки или толщины брови, возможно. И вот когда вы нарисовали этот блок, и вам нужно подняться выше, вы должны соединить блок, уже нарисованный, с новым воздушным краем, то есть вот той частью, которая полупрозрачная. Если сравнивать с чем-то из жизни, то можно сравнить со взлетом и посадкой самолета, когда вот он взлетает, и он от земли и плавно поднимается вверх. И то же самое, когда он садится. Он из воздуха плавно садится на землю. И вот это вот место, так скажем, соприкосновения самолета с землей, это воздушный край блока. Вот это идеальный вариант. Получается, мах ваш всегда должен быть больше, мах в воздухе больше, чем прикосновение к бумаге, латексу или коже. И та часть, которая воздушная, это место, которым вы соединяете вверх или вниз, неважно. И вот такое же задание вниз. Вы поднимаетесь от центра бумаги вверх до конца листа и от центра бумаги опускаетесь вниз, точно так же присоединяя воздушным краем уже следующий блок, получается, просто вырастая вниз. Это очень-очень полезное задание, научиться соединять без стыков должен каждый мастер, иначе вы никогда не избавитесь от пятен. Вот такое задание. Берете альбомный лист в длину и из центра, начиная, вырастаете блоком наверх и опускаетесь вниз. И вот таких столбов нужно нарисовать 5 штук. К концу 5-го вы уже должны овладеть вот этим соединением воздушным краем блоков между собой. Сделайте 20 вертикальных полос шариковой ручкой на листе формата А4. Следуйте инструкции на видео. Наверняка у вас плохо получается излом на бровях. Это задание поможет вам создавать головку и излом. 6-й урок дистанционного курса «Штрих на бумаге» – это изогнутый штрих. Изогнутый влево и вправо. Это задание называется изогнутый штрих. Мы должны научиться рисовать изогнутый штрих влево и изогнутый штрих, направленный изгибом вправо. Оно тоже непростое, потому что будет просто рисовать в одну сторону и очень сложно в другую. Но нужно научиться. То есть это такое похожее на перышко движение, очень мягкий изгиб должен быть. Также длина максимально одинаковая, чтобы не скакала, большим, маленьким не было. И вы должны тренироваться, чтобы у вас начало и окончание не было жестким. Когда вы проходите примерно 1–1,5 сантиметра, вы спускаетесь чуть ниже и идете дальше. То есть это такая волна получится из штрихов, но изгибы созданы будут благодаря тому, что у вас штрих изогнутый. То есть вы соединили блоки эти
И дальше еще ниже блок опускаете. И смотрите, вот здесь у нас приходит время рисовать изогнутый штрих в другую сторону. То есть вы должны изменить прям направление полностью. И вот это бывает сложно для многих. Мало того, что нужно без стыков это сделать, так еще и нужно изогнуть. Таким образом, изгибая влево и вправо вот эти вот штрихи, вы должны создать линию, которая будет такой волнистой. Сложное задание, потому что и соединить нужно без стыков, и еще и штрих изогнуть. Но я думаю, что к концу пятой примерно волны вы с ним справитесь. Сделайте 10 горизонтальных полос изогнутого штриха с изгибом в одну сторону и 10 с изгибом в другую сторону шариковой ручкой на листе формата А4. Следуйте инструкции на видео. Обычная самая шариковая ручка и обычный карандаш простой. Это то, чем вы работать будете в ближайшие недели полторы. Ручка должна писать ярко. То есть она прям должна быть яркой. Есть ручки с очень светлой пастой, вам такая не нужна, вам нужна яркая. В ней должна быть разница нажима от очень яркого и до очень светлого, легкого, когда вы легким прикосновением совершаете вот эти штрихи, которыми вы будете очень много работать. То есть должна быть прям очень большая разница. Карандаш, которым вы будете работать, должен быть средней мягкости. Самый твердый не берите, самый мягкий тоже не берите. Он должен тоже оставлять хороший яркий след и не быть сильно жирным, не мазать, потому что есть очень мягкие карандаши, им будет очень тяжело работать. Когда вы будете штриховать много ручкой, на ней будет скапливаться паста. Периодически вы делаете вот такие движения, чтобы очистить ее, вот так по кругу проворачиваете, потому что вы можете испортить свою работу. Чем работать, выбирать вам, я бы предпочла работать ручкой, потому что ею более ярко видны все ошибки. Карандаш придется очень часто точить, потому что если вы будете работать карандашом, он должен быть остро заточен, чтобы оставлял прям очень тонкий след. Движения ваших рук должны быть приближены к тому, как мы будем работать в будущем аппаратом, то есть быть максимально вертикальные по отношению к поверхности, на которой вы будете работать. Но прям абсолютной вертикали я не требую, потому что очень часто у вас рука будет немножко наклонять непроизвольно, как по привычке. Ничего страшного в этом нету, если вы работаете ручкой, потому что у нее кончик шарик на кончике, и даже немного боком она вполне хорошо будет рисовать. То же самое и с карандашом. Но если вы привыкнете так держать постоянно под углом руку, то вам потом будет сложно переучиться на машинку. Поэтому пытайтесь себя контролировать и совершать все движения максимально вертикально, либо под небольшим углом к поверхности, на которой вы штрихуете. Обязательно пришлите вот такую, чтобы я могла понять, или ваш преподаватель, разницу. То есть от очень яркого штриха, который вы кладете вот так вот ручкой рядом штрихи, и на контрасте очень прозрачный, очень светлый штрих, чтобы было понятно, что ваша ручка соответствует тому, что я описывала, вот этим критериям по яркости. Это не гелевая ручка, это обычная шариковая ручка, совсем простая. Вот такое задание: определиться с тем, чем вы будете работать, и учиться работать максимально перпендикулярно по отношению к поверхности. Вы должны будете нарисовать шар с тенями, полутенями. Шар размером примерно с небольшое яблоко, может быть, с детский кулачок. Чем больше шар будет, тем будет вам сложнее, и, соответственно, тем более полезно для вас это будет. Я сейчас покажу, как это делать. Шар должен быть у вас как бы белым, как бы гипсовым. Но так как ручка очень яркая, вы должны, значит, нажимом очень легко, контролируя, прорисовать этот шар. Нельзя пользоваться никакими вспомогательными предметами, типа обвести стакан там и так далее.
Ни в коем случае. То есть вы должны построить шар на глаз. Можно бумагу вертеть, как вам удобно. Штрихи класть можно совершенно в любом направлении. Главное построить этот шар максимально круглым, максимально симметричным. И максимально светлым по отношению к тени. Примерно такой шар вы должны нарисовать. Это работа об усидчивости, об стабильности, о контроле. И если вы научитесь вот так управлять ручкой, то вам будет очень просто перейти на машинку и контролировать каждое движение на машинке тоже. Вы, конечно, не должны добиваться прям какой-то абсолютно художественности и, допустим, там сложных переходов теней, полутеней. Вы должны работать над тем, чтобы не было стыков, чтобы был градиент, насколько это возможно, чтобы был контроль от очень яркого в темной части до очень светлого и воздушного в освещенной части. Вот такое сложное задание вас ждет. Вы должны нарисовать шар шариковой ручкой, используя все полученные навыки, штрихи разной длины, разного нажима и направления. Шар не должен быть слишком темным. Вы должны создать объем и тени с плавными переходами от светлого к темному. Сложно будет. Вы научитесь после этого урока создавать идеальный хвостик. Без уплотнений, без четких контуров, без вот этого треугольника грубого в конце, особенно если у вас тонкая бровь. Что я часто наблюдаю, когда мастера начинают даже правильно, если применяют, допустим, блоки и штрих, они начинают пытаться создать хвостик, вот такой треугольник, и создают очень часто вот здесь вот в конце такое прям четкое, яркое графичное уплотнение. Почему? Потому что штрихи одинаковой длины, они сходятся в одну точку. И если они вот в этой части рассредоточены, то есть здесь полупрозрачно получается, то вот в этой части, в самом кончике, они концентрируются вот прям в одной точке, там в доле миллиметра обычно. И вот это уже невозможно исправить, потому что еще и это кожа на виске. Это очень такая тонкая, оставляющий там любой штрих неудачный, он останется навсегда. Вот, допустим, у нас хвост, он может быть любой длины, толщины. Вы просто начните штриховать, отступив от самого кончика примерно 5 мм. Ну вот возьмите за привычку обычные 5 мм. И начинаете создавать блоки вот в этой части. Так же, как обычно, так как здесь сужение не так ярко выражено, как в кончике, во-первых. Во-вторых, вы здесь можете просто практически идеально параллельные друг другу класть штрихи в блоке. И вот когда вы пройдете вот это место до внешнего контура, вы просто должны будете из центра выдвинуться малым количеством уже штрихов, такой нарисовать зонтик. То есть вы вот таким образом этот треугольник аккуратно, идеально прокрасите, не создав вот такого вот уплотнения. Это первый вариант, как вы можете поработать. А второй вариант, здесь рядом нарисую, видно. Откатайте, чтобы у вас получился. Это когда вы, мы проходили до этого много уроков, где вы контролировали длину штриха, будете работать примерно таким образом. То есть прямо из кончика хвоста начинаете. И штрихи вот такие кладете, поднимаясь блоком вверх. Но каждый ваш следующий штрих становится все короче. То есть вы подходите к внешнему контуру брови, укорачивая каждый штрих и заканчивая его воздушным краем. То есть у вас вот эта внешняя часть будет получаться очень красиво и дымчато.
и что тоже вам совершенно не должно после всех пройденных уроков составить трудность. Вам задание нарисовать в длину альбомного листа по 10 хвостиков, длиной примерно 2 сантиметра каждый хвостик, ну вот от излома как бы и до точки окончания. И заштриховать их идеально, чтобы создать вот этот треугольник. Можно их делать немножко разной ширины, потому что вам будут попадаться разные толщины брови, и надо научиться разные рисовать. Поэтому минимум штук по 20 в длину, половину листа, то есть где-то получается 6 строчек всевозможных хвостиков с идеальным градиентом по внешней части. Нужно нарисовать 6 строк по 20 хвостиков в ряду на листе формата А4 разной длины и ширины. Следуйте инструкции на видео. Сегодня я научу вас делать идеальный излом. Несколько видов штриха, как укладывать его на брови, и вы научитесь наконец-то не терять внешнюю часть, не контурить ее и делать идеальные изломы на бровях разного вида. Вы можете рисовать как всю бровь, так и вот только ее часть, вот эту нужную вам. Хвостик мы уже прошли на прошлом уроке, то есть вот он у нас заштрихованный. Мы должны закрыть вот эту линию очень мягко и не потерять ее. Как мы это можем сделать? Смотрите, вот когда мы подошли уже к излому нашим блоком, мы выдвигаемся не на полный блок, а на половину примерно штриха выдвигаемся, может быть даже чуть меньше. И немножко меняем ему направление. Подходим к внешней части, и следующий наш блок точно так же не на полный блок, а на часть его. Немножко меняем направление. И следующий блок мы кладем, уже тоже поменяв ему немножко направление и выдвинувшись, ну вот примерно, наверное, на 1/3 блока, доходя прям точно идеально до внешнего контура, не ближе, не раньше останавливаясь. И следующий блок у нас уже идет вообще как обычно, потому что это тело брови. То есть мы постепенно, меняя направление блоков, создали излом. Не будет никаких стыков. Если вы начнете от края, закончите у внешнего края. Вот это идеальное такое простое самое, как заполнить излом. Еще один вариант. Сейчас я нарисую. Такой он может быть у рельефной брови довольно-таки. Когда вы подходите к излому, ваш штрих вы должны делать просто его прямым, не пытаясь изогнуть вот в этой части. Начиная не от нижнего контура, а вот как бы продолжая хвостик. Потому что у нас это центр брови в любом случае, и он самый яркий. И вот такими простыми прямыми линиями вот этот блок должен начинаться там, где у вас излом на брови начинается, чтобы вот вы прям точно параллельно шли внешней части хвостика. И вот этими штрихами просто ровными вы подходите к внешней части своего излома. И дальше вы меняете направление штриха, и от нижней части тела брови вы прокрашиваете, заполняете просто вот таким обычным блоком, параллельным телу. Ну и дальше уже идете как обычно. И есть еще один вариант, когда мы используем, допустим, если у вас бровь мягкая, полукруглая, вот все-таки ваш клиент захотел, чтобы она была вот такая полукруглая. То есть мы проходили с вами изогнутые штрихи, и вот тут вы можете использовать именно их, изогнутые штрихи, когда подойдете к излому. То есть вот такие слегка закругленные, с мягким началом, с мягким окончанием. То есть вы прям четко повторяете в месте излома штрихи слева и справа. Получается, ну, как мы и проходили, изгиб влево и вправо.
Вот такие 3 способа. Они все простые, и все их можно использовать в немножко разных случаях, в зависимости от изгиба или удобства, или надбровной дуги, которая перед вами. Вы можете использовать один из этих способов. Задание. Вы должны сделать 2 строки первого типа, 2 строки второго типа и 2 строки третьего типа. На страницу альбомную у вас получится, ну, примерно 6 изломов. Вот такое задание. Нужно нарисовать 6 строк по 20 хвостиков в ряду на листе формата А4 разной длины и ширины. Следуйте инструкции на видео. Штрих на бумаге. Сегодня мы говорим о головке. Сегодня мы будем отпрактикуем идеальную головку разных видов. Вы научитесь создавать и квадратную, и круглую, и классическую. Вообще не задумываясь, это будет для вас просто. Самые распространенные головки квадратные, прям полностью круглые. И самые любимые мои это такие классические, когда низ прямой, а верх такой слегка изогнутый и наклоненный. Все эти головки создаются по-разному. Вы можете подойти к головке, практически полностью ее закрыв штрихами. Конечно же, они с воздушным началом все, чтобы не было проблем. И вот здесь, когда вы уже будете находиться в головке, вы просто меняете направление штриха и вот так наискосок из темного места безопасного подходите, поднимаетесь к внешней части головки, закрываете ее всю. Штрих может быть как прямой, в зависимости от формы головки, так и слегка изогнутый. Мы это проходили. То есть вот это самый простой вариант, который я чаще всего использую. Если у вас здесь любой формы головка, вы можете создать ее также и, как мы уже тоже проходили, было задание, штрихами, которые начинаются в нужном вам месте. То есть вот он сначала длинный в нижней части, где прямая линия у вас идет, и каждый следующий у вас начинается чуть-чуть раньше, все раньше, то есть и вы началами штрихов создаете любую, в принципе, вам нужную форму. Вы просто глазом следите, и ваш штрих вот бах и создал головку нужной вам формы. Затем вы, конечно, там уплотняете все как обычно, но форма уже создана. Вот это квадратная головка, полупрозрачно рисуйте, пожалуйста, никаких вот прям четких жирных линий. Круглая головка это когда она вот со всех сторон такая прям вот округлая. И классическая головка, когда просто низ прямой, а верх слегка скошенный и немножко изогнутый. Сейчас я отрисую, и вот таким же способом вы должны отрисовать, отпрактиковать свои. То есть вот, допустим, квадратную головку проще всего штриховать просто прямыми. То есть это простое прямое окончание ваших всех блоков. Потом вы просто усиливаете центр, как бы вливаясь в тот же блок, и у вас получится квадратная головка с воздушным краем по всему периметру. Вот со всех сторон у вас будет он воздушный. Я рисую большие, вам нужно рисовать не больше сантиметра, чтобы они были. Вот такое задание. Создать головки разного вида штрихами. Нужно нарисовать 6 строк по 20 хвостиков в ряду на листе формата А4 разной длины и ширины. Следуйте инструкции на видео. Еще один вариант, как прокрасить бровь. Это вариант создания очень пушистой мягкой брови по всему периметру. Либо от середины хвостика брови, либо от излома, в зависимости от размера брови. Я здесь начну от середины хвостика. Штрихи почти во всю ширину брови, во всю ширину хвостика. Они постепенно наклоняются и сходятся к точке С. Таким образом я очень мягко прокрашиваю вот эту вот часть, где у нас самый воздушный штрих. Точка С у нас это хвостик брови, как вы помните. Затем я возвращаюсь, поднимаюсь к излому и таким блоком штрихами наискосок, начиная от внутренней линии, я прокрашиваю до середины брови блоком, опускаясь к уже прокрашенному месту в хвосте. Соединяю эти блоки
И возвращаюсь к излому, выдвигаюсь от центра уже к внешнему краю хвоста брови. Такие же штрихи наискосок. Я как бы просто удлиняю уже положенный штрих. И у меня остается очень такой нежный воздушный внешний край, потому что эти штрихи идут все на вылет. Затем я возвращаюсь в середину тела брови. Вернее, поднимаюсь в середину тела брови. И точно такими же штрихами, начинающимися от внутренней линии тела брови, я закрашиваю ее до середины тела. Штрихи мои, конечно, на вылет, мягкое окончание. Затем я возвращаюсь и штрихом наискосок продолжаю этот штрих до самого внешнего контура. Также точно мягко, воздушно соединяю эти два блока. Затем я поднимаюсь к головке и точно таким же блоком, начиная четко от нижней линии брови до середины тела брови, я прокрашиваю всю нижнюю часть. Соединяю снова блоки, возвращаюсь к головке и вытягиваю этот блок к внешней части. Нужно стараться, чтобы штрихи заканчивались воздушным краем четко у внешнего контура брови. Затем я возвращаюсь к головке и от середины головки во внутренней части, безопасной, там, где самое темное место, штрихами я закрываю вот эту внешнюю часть головки. И у меня все под контролем. Штрихи я сделаю все короче, чтобы создать нужную мне форму головки брови. Вот таким образом я зафиксировала сейчас всю бровь. И теперь мне нужно ее усилить в центре, сделать объемной, штрихами наискосок. Из середины, вот из этой средней части головки брови, там, где у нас начинается такой мягкий градиент уплотнения, я прокрашиваю штрихами наискосок. Не от внешней и не от внутренней части, а только в середине. Я усиливаю только середину, чтобы оставить воздушной внутреннюю часть и внешнюю часть. У нас получится такой красивый градиент. И очень пушистая внешняя часть, очень мягкая. Это очень красиво смотрится на широких бровях. Такая техника прокрашивания. И дохожу до хвостика. Вы, конечно, можете вернуться, расширить еще немного, да, закрыть какие-то дефекты, сделать еще более воздушную бровь. Главное понять принцип, как создается вот эта вот воздушность по внутреннему и внешнему контуру. Прям по направлению роста волосков вы можете уплотнить в нужных вам местах. И оттренируя эту технику прокрашивания бровей на бумаге, затем на латексе, к коже настоящего клиента, вы подойдете уже, умея делать очень классный, красивый градиент. Нужно создать симметричные пары бровей в натуральный размер, по 20 пар бровей каждым способом. Это 10-й урок дистанционного курса «Штрих» на бумаге. На самом деле это экзамен. Вы должны будете заштриховать идеальным штрихом вот этот портрет. Вы можете, конечно, распечатать их много, попрактиковаться, сделать все идеально максимально и прислать нам для того, чтобы получить наш сертификат. Пройдя этот курс,
на бумаге, вы, конечно, заинтересовались, вы увидели свои результаты, они наверняка улучшились. И следующий курс будет еще более интересный, он будет на латексе аппаратом. В комментариях к этому видео вы можете рассказать о том, как вы проходили этот курс, что вам понравилось, что нет, мы с удовольствием его улучшим. И я жду ваших комментариев под этим видео. Вам нужно создать на моем портрете, а ссылка на него, как всегда, в описании к этому видео, новые, симметричные и находящиеся в правильном месте брови разных форм. Выбирайте форму классическую, дугообразную, прямую, с ярко выраженным изломом, с мягким изломом, разные. Рисуйте их разной толщины, найдите те, которые подойдут мне больше всего, больше, чем мои, минимум 20 портретов, а лучше больше. Это такой как бы овал в воздухе. Вы проходите по латексу, выходите, совершаете овал в воздухе и потом еще раз проходите и так бесконечно. Если вы хотите овладеть идеальным штрихом и делать, не задумываясь, вообще любую форму с мягкими границами, без стыков и пятен, во-первых, нужно научиться правильно держать аппарат. Если это растушевка, а в нашем случае, конечно, она, то мы не держим его прям близко к носику, иначе ваш штрих будет очень ограниченный и с грубым началом и окончанием. Нам нужно противоположно. Нам нужно, чтобы у нас штрих был состоящий из точек, не имеющий начала и конца. Штрих, в который можно влить следующий штрих и сверху, и снизу, и сбоку, с любой стороны, потому что он, по сути, не имеет начала и не имеет окончания. Он состоит из серии точек. Вот здесь видно, что и в начале, и в конце у меня точки более маленькие, более прозрачные, и они как бы идут на вылет. То есть я смогу присоединить и сверху, и никто не поймет, что я это сделала, и снизу. Никто не поймет, где именно начинался и заканчивался мой предыдущий штрих. Кстати, если вы не знаете, как настраивать машинку, то вот здесь будет ссылка на видео, где подробно об этом говорю. Количество пигмента, которое останется в латексе, ну или в коже, зависит от того, с какой скоростью двигается ваша рука и какая скорость выставлена на вашем аппарате. Мы сейчас будем работать на минимальных скоростях. В любом случае, потому что вам будет проще освоить движение на минимальной скорости. И вот смотрите, если я провожу медленно, то я рисую, по сути, линию. Это неприемлемо практически ни в какой технике, ни на какой зоне. Моя задача научить вас работать вот такой серией точек. Поэтому в зависимости от того, какая скорость вообще в принципе у вашей машинки, вы должны научиться двигать рукой так, чтобы оставалась именно серия точек. Это очень важно. То есть вы, начиная с очень быстрого движения, или может быть даже с медленного, как вам будет проще, можно постепенно ускоряться. То есть вот я вижу, что у меня остаются точки, такие размытые, не имеющие границ, в принципе, линии начинают получаться. И вот эту скорость движения руки я должна зафиксировать. Итак, когда вы нашли скорость руки, в которой остается серия точек, вы должны понимать, что медленнее уже двигать пальцами нельзя, иначе у вас начнут оставаться полоски. Теперь об очень важном. Посмотрите на мою руку. У меня мизинец выступает в роли такого, как ножка у циркуля, регулировщика. То есть я могу двигаться в любую сторону, и рука благодаря мизинцу на весу находится. То есть я не лежу кулаком, я не кладу прям кулак, это неудобно, это неправильно, и ограничивает движение руки, в конце будет такое уплотнение из пигмента. Поэтому мизинец всегда либо вот так просто стоит, либо может крючком стоять, в зависимости от того, кому как удобно. Вот этот блок из 3 пальцев, он на самом деле рабочий. Безымянный палец, он может быть либо прижат, либо как бы придерживать вот этот блок. Получается, что аппарат лежит у меня вот здесь, во впадине вот здесь, он как бы облокачивается, лежит вот здесь вот на среднем пальце, толкается указательным, а вот большой палец он просто слегка придерживает. Обратите внимание на большой палец, очень многие мастера делают вот такую ошибку. Они ставят большой палец вот таким образом, и у них прям четко ограничивается им движение, и получается тоже в конце со стыком, с уплотнением в конце штрих. Поэтому он у вас просто вот так лежит сверху и придерживает. И вот этот весь блок из 3 пальцев, он двигается свободно. То есть я на себя толкаю, а в обратную сторону
мне не дает упасть вот большой палец машинки, а в обратную сторону это как бы движение как маятника получается, она туда-сюда за счет центра стремительной силы, то есть вот по сути я делаю легкое движение пальцами, а аппарат туда-сюда болтается, и я только не даю ему выпасть. В таком случае ваши пальцы не будут напряжены, и вот здесь в руке не появится судорога, как многие описывают, и это движение будет вот прям легким. Когда я держу аппарат, моя рука в общем и целом расслаблена, и мое движение, оно напоминает маятник, но только он не полный. Это движение маятника, оно как бы остановлено латексом. В момент, когда я к латексу прикасаюсь, я не стараюсь уйти прям глубоко, то есть я прям такое гладящее движение совершаю и также плавно из латекса выхожу. Вам нужно добиться вот этого движения, когда штрих в воздухе, вот сам мах в воздухе, он длиннее, чем прикосновение к латексу. Ваше движение руки и иглы, в принципе, похоже на взлет и посадку самолета. То есть вот здесь вы идете, когда на себя двигаетесь, на посадку, и потом тут же сразу на взлет. То есть мягкий штрих достигается только тогда, без четкой линии в конце и в начале штриха, только тогда, когда вы на вылет работаете и на себя, и от себя. Также штрих бывает только в одну сторону, на себя, когда вы двигаетесь. Это такой как бы овал в воздухе. Вы проходите по латексу, выходите, совершаете овал в воздухе и потом еще раз проходите и так бесконечно. Итак, вы должны освоить штрих не меньше 2,5 см в длину, для того, чтобы у вас начало получаться движение вперед и назад, туда, на себя и от себя. Это очень сильно вам ускорит работу, потому что вы в холостую не тратите время. Но оно не получится у вас, если вы будете пытаться это сделать маленьким штрихом. Поэтому не меньше 2-2,5 см. Итак, когда вы взяли правильно машинку, помахали ей в воздухе, поставили палец, чтобы он у вас регулировал высоту. Смотрите, начинаете в воздухе, не дотрагиваясь до латекса. Примерно вот с этой выбранной вами скоростью опускаетесь. И в тот момент, когда вы дотронулись до латекса, вы начинаете с таким же усилием медленно продвигаться вправо. Очень медленно, не переставляя мизинец, просто это делая вот так, такое почти незаметное движение кулаком. Вы должны создать такой штрих, у которого не будет начала и не будет окончания. Что это значит? Это значит, вы не будете рисовать вот такие с жестким началом штрихи, вот как вот здесь показано. Будете как будто самолет садится и как будто самолет взлетает. Вот такое движение совершать. Вам задание найти скорость движения руки такую, чтобы ваш аппарат рисовал точками, не полосками, чтобы ваше начало и окончание штриха было воздушным, минимум 5 полос во всю длину латекса, пока вы не добьетесь вот этого идеального начала и окончания штриха и работы точками. Итак, вот таких полосок вам нужно создать минимум 5, и по идее к концу 5 вы должны уже начать делать воздушное начало и окончание. Если не получится, делайте больше, делайте до тех пор, пока не освоите вот именно вот это движение маятника или взлето-посадочной полосы самолета. Сохраняйте ваши задания. Если вы пройдете весь курс до конца и пришлите нам свои задания в полном объеме, то мы в обмен на это дадим вам наш сертификат о том, что вы прошли курс «Дистанционный штрих» на латексе. Необходимо сделать 20 полос со штрихами во всю длину латекса. Штрихи должны быть расположены плотно. Длина штриха до сантиметра. Старайтесь, чтобы штрихи в каждой полосе были одного размера. Начало и окончание штриха, конечно же, воздушные. Аппараты, их скорость и скорость движения руки в зависимости от
работы аппарата. Вот, допустим, вы будете тренироваться двумя аппаратами. Это может быть аппарат, который умеет работать как очень быстро, так и очень медленно, без потери силы удара. Это аппарат, допустим, который может работать только очень быстро. Если его запитать от блока питания и уменьшить его мощность, то, скорее всего, этот аппарат просто будет кожу уже царапать, но не протыкать. То есть сила удара – это когда удар иглой имеет при разной скорости одинаковую силу и проникает на нужную правильную глубину все время. Этот аппарат это умеет. Это Cheyenne Thunder. Есть такие же аппараты практически один в один Cheyenne Spirit. Они работают примерно одинаково. Вот эта китайская ручка XCF, она работает очень быстро. Ей хорошо рисовать волоски. И очень сложно работать в растушевке, потому что она настолько быстрая. Я вам сейчас покажу, что ей надо очень быстро махать рукой. Начну с нее. Дело в том, что если у вас быстрый аппарат, ваша рука должна, чтобы вы работали равномерно, красиво и мягко, оставлять за собой серию точек. В этот аппарат оставляет серию капель. Он немного брызгает. Я умею работать как очень быстро, так и очень медленно. Для меня нет разницы практически, каким аппаратом работать. Вы обязательно должны научиться работать любым аппаратом так, чтобы у вас и начало, и окончание были воздушными. То есть усиление у вас происходит в центре штриха, в центре маха. И вот это мягкое окончание и начало дадут вам возможность соединять в любую сторону без стыков и без пятен ваши блоки, делать тени любой формы, все, что вам захочется. Если я буду работать медленно, то этот аппарат оставляет полоски. Им очень сложно работать медленно, практически невозможно. То есть, чтобы у меня оставалась мягкая дымка, я должна махать очень быстро. Дымка, состоящая из точек. Количество ударов иглы в секунду в этом аппарате настолько большое, что он будет рисовать полосками, если медленно двигать рукой. То есть это лайнер. Вы должны понимать разницу между лайнерами и шейдерами. Но этот аппарат, он имеет очень маленькое количество регулировок. У него здесь вот кольцо проворачивается, и по звуку можно судить, насколько она быстрая. Этой машинкой будет очень сложно работать новичку, не рекомендую. Вот этот аппарат, им вы можете и учиться, и работать в дальнейшем, причем во всех техниках, даже в волосках. Допустим, вот эти волоски, вот видно, да, нарисованы как раз вот этим аппаратом. Он может все. Я сейчас покажу, как им работать на высокой и на низкой скоростях. Вот это сейчас у меня выставлена скорость высокая. То есть, если я люблю работать быстро, привыкла так, или ваша рука, или, может быть, вы художник, вы привыкли махать быстро, то вы можете работать этим аппаратом и на высокой скорости без проблем. Остается такая же мелкая красивая крошка, начало и окончание воздушные. Прекрасно можно работать и на высокой скорости. Если я хочу работать на очень низкой скорости, допустим, это была у меня, чтобы вы понимали, скорость 11, а вот эта скорость у меня 6. Очень низкая скорость, в 2 раза ниже, чем до этого я работала. И я могу тогда совершать вот это вот движение очень медленно и, скажем так, обдуманно. То есть у вас нет возможности выскочить за контур, допустим. У вас нет возможности потерять эскиз, потерять форму, которую вы так долго рисовали.
И в то же время на такой еле слышной скорости игла работает очень стабильно, она прокалывает четко латекс, соответственно, кожу она вам тоже будет прокалывать отлично, без потери качества. Но зато вы можете полностью ее контролировать. Вы не выскочите за контур, не потеряете эскиз, что очень важно в самом начале работы. Это очень круто, когда аппарат может работать вот таким образом. Ее почти не слышно, эту машинку. Можно даже еще меньше сделать скорости, и тогда можно прям как для детей. Ну, тогда просто работа станет гораздо более долгой, но зато вы проконтролируете абсолютно все, каждое движение. Не потеряйте эскиз и не заглубитесь, скорее всего. Это, конечно, скучно, зато полностью контролируемо. Поэтому этот аппарат я вам рекомендую для покупки во время обучения, и им работать вы сможете очень долго. Это модульный аппарат, к нему подходит много видов картриджей, и свои родные есть, и еще очень большой выбор тех, которые вы можете приобрести. В отличие от предыдущего аппарата, который не имеет картриджей и не безопасен для клиентов. Вот я стираю, чтобы вам показать. На скоростях и на очень высокой, и на низкой, и на очень низкой остаются хорошо видные, очень мягкие точки, вообще без начала и без конца. То есть можно положить идеальную дымку на идеальной глубине. Поэтому вот этот аппарат я рекомендую для покупки, ну вот такой и подобный, которым вы сможете работать долго и успешно. Вот такая разница, чтобы вы понимали, чем быстрее аппарат, тем быстрее должны двигаться ваши руки, ваши пальцы. Рука от этого довольно сильно устает. Чем медленнее можно выставить скорость на аппарате, тем медленнее вы сможете двигать рукой, потому что аппарат оставляет точки, они будут оставаться крайне редко. То есть если здесь на штрих из сантиметра остается, может быть, там 50 точек, то здесь на штрих с такой же скоростью останется их там 4, допустим, поэтому вы должны работать очень медленно, чтобы их осталось нужное количество, но в то же самое время у вас абсолютно все будет под контролем. Вот такая разница. Конечно, аппаратов очень много, я вам показала такие довольно бюджетные варианты, вот этим можно тренироваться, но будет сложно, вот этим можно тренироваться и подстроить его скорость под любую совершенно руку. Вы должны определить подходящую вам скорость аппарата и скорость движения руки. При удобном стабильном махе в одном штрихе у вас должно оставаться примерно 6-9 точек. Они должны находиться от друг друга на расстоянии и не сливаться ни в коем случае в одну линию. На себя и от себя маятниковая, то есть вы не совершаете овала по горизонтали. И это дистанционный курс «Штрих на латексе», второй урок. На прошлом уроке мы освоили движение на себя и идеальный штрих, состоящий из точек без начала и без окончания. А сегодня мы отработаем штрих в две стороны, то есть и на себя, и от себя. Если вы не видели первый урок, где мы осваивали, как идеально держать машинку и создавать штрих в самый правильный с началом и окончанием воздушным, то ссылка на него будет вот здесь, вы можете пройти посмотреть. А сейчас я показываю, как делать движение, создавать движение в две стороны одинаково удобные. Держим мы машинку также. Она должна легко двигаться и туда, и назад. Единственное условие, что штрих в две стороны не может быть коротким. Он может со временем стать у вас более коротким, когда вы наберетесь опыта, но в самом начале он должен быть минимум
2-2,5 сантиметра в длину. Тогда у вас получится легко пройти и на себя, и от себя. То есть с одинаковым усилием, находясь низко к латексу, не совершая в латексе вот этого движения, когда у вас такой овал, когда в начале и в конце движения у вас будет создаваться уплотнение. Вот такого не делайте движения. Движение должно быть на себя и от себя маятниковое. То есть вы не совершаете овала по горизонтали. Вы должны добиться, чтобы движение было гладящим, чтобы в начале и в окончании штриха вы были в воздухе, и в начале и в окончании штриха выходили из латекса полностью, не совершали вот это закругленное движение, находясь в латексе. У вас тогда будет воздушный штрих с обеих сторон. Вы можете обратить внимание на то, что вот эту полосу вы закрасите быстрее, потому что ваше движение в 2 раза эффективнее. Вы, получается, и на себя, и от себя находитесь в латексе. То есть вы, если освоите это движение хорошо, то вы сможете работать гораздо быстрее. И оно очень полезно, по своему опыту знаю, на тенях, на веках и на губах. Можно прям очень быстро работать. Итак, ваше задание во всю длину латекса сделать 5 полосок, довольно плотно положить штрих, но самое главное, вам нужно следить за тем, чтобы и начало, и окончание штриха были воздушными. То есть ваша задача освоить штрих с воздушным началом и окончанием в 2 стороны на этом задании. Нужно сделать 20 полос со штрихами во всю длину латекса, следуя инструкциям на видео. Если вы хотите работать уверенно на любой коже, на очень тонкой или на очень толстой, может быть, вы замечали, если вы уже практикующий мастер, что одинаковое движение не работает и там, то есть на плотной коже надо сильнее, на тонкой, соответственно, прям очень воздушно, но не получается, вы заглубляетесь, то этот урок будет для вас прям идеально. 3-й урок курса дистанционного штрих на латексе, где мы с вами освоим нажим. На прошлых 2 уроках мы проходили вообще просто идеальный штрих, какой он бывает, на себя в одну сторону или в 2 стороны. Вы можете пройти по ссылке вот здесь. Набираете пигмент в машинку. Движения все те же самые, что и на предыдущих уроках. Единственное условие – это то, что вы, начиная работать в воздухе, постепенно опускаетесь. И когда прикасаетесь к латексу, вот смотрите, я еще даже не чувствую пальцами прикосновения, но уже остается у меня штрих, уже остаются точки. И они очень тоненькие, и по звуку я слышу, что я еле-еле прикасаюсь. Вам нужно вот это вот в пальцах ощущение и высоту нахождения машинки зафиксировать и вот таким образом пройти сантиметр в ширину. Это должны быть очень маленькие точечки, очень воздушное движение, очень легкое. То есть вот таким образом вы будете работать на виске, на очень тонкой коже, вообще в принципе в любом месте, если тонкая кожа, на хвостике, если у вас там обычная нормальная кожа. То есть тут глубина проникновения иглы очень маленькая. Я сейчас совершаю движение в одну сторону, потому что в 2 стороны делать легкое движение будет очень сложно, я не рекомендую. То есть вот таким образом я прошла сантиметр, и постепенно я начинаю увеличивать нажим. То есть мои точки не становятся резко большими. Почему постепенно? Потому что вы должны научиться контролировать усилие, и оно у вас не должно быть случайным. Я слышу, что я давлю сильнее по звуку, определяю, пальцами, которые стоят рядом с местом, где я работаю. И глазом я смотрю, я вижу, что мои точки становятся больше, и пигмента остается на латексе больше. И, соответственно, сейчас, допустим, на тонкой коже я бы уже заглубилась, но у меня все под контролем. Я прохожу еще 1 сантиметр уже вот с этим усилием, большим гораздо. Вы можете даже присмотреться и увидеть, что точки в начале прям очень-очень маленькие. Вот здесь, где я давлю сильно, они уже большие. И затем постепенно я нажим ослабляю. То есть что значит ослабляю нажим? Я чуть-чуть приподнимаю иглу вверх.
И опять прихожу к этим точкам, которые у меня были в начале, очень легкие, маленькие, тоненькие и еле-еле ощутимый нажим и, соответственно, звук соприкосновения. Это очень полезное задание. Вы сможете работать на любых типах кож. Почему мы должны работать с разным усилием? Дело в том, что каждая кожа имеет свою толщину эпидермиса, то есть по сути слоя мертвых клеток, сквозь которые вы должны пройти, чтобы положить пигмент на нужную глубину, в верхний слой дермы. И естественно, если вы будете давить очень сильно на тонкой коже, где очень тонкий слой этот, вы заглубитесь. И если вы будете давить слабенько на коже, где очень толстый слой эпидермиса, то даже если что-то останется, все уйдет вместе с корочками. То есть ваша работа, она просто не приживется. И один из самых частых вопросов новичков: посмотрите, я вроде бы хорошо прокрасила, но у меня ничего не осталось, с корочками все ушло. То есть вы просто будете класть не на ту глубину пигмент. Вы должны прорисовать 5 полос, на которых примерно по сантиметру будет чередоваться легкий нажим с сильным нажимом. И разница должна быть глазу очевидна, то есть очень прозрачный участок с малюсенькими, маленькими точечками. И потом яркий участок, где точки прям вот в несколько раз больше по размеру, если посмотреть под лупой на них. Необходимо сделать 20 полос со штрихами во всю длину латекса, чередуя сильный и слабый нажим. Следуйте инструкциям на видео. Вы должны почувствовать разную вибрацию от разного типа нажимов и увидеть, как меняется размер точек от вашей иголки. Это 4-й урок дистанционного курса «Штрих на латексе. Градиент плотностью». Если вы хотите делать плавные переходы на тенях, на веках, на губах и добиваться того, чтобы они также плавно заживали, но не уходили вот так резким окончанием, когда то, что было прозрачным, ушло, потому что оно на неверной глубине, вам нужно освоить вот этот урок, он очень важный, градиент плотностью. Начинаем плотно. Примерно 20-30 штрихов на миллиметр. Таким образом проходим сантиметр. И когда вы прошли примерно сантиметр в ширину, вы начинаете класть штрихов на миллиметр меньше, все меньше и меньше, доходя примерно до буквально 5-6 штрихов на миллиметр. То есть у вас начинает прям светиться латекс и становятся видны точки. Если вот здесь вот прокрашено полностью, то видите, вот здесь у меня уже все прям прозрачно. И пройдя сантиметр вот так прозрачно, вы начинаете снова постепенно усиливаться. Не сильнее давить, а класть штрихов все больше и больше, чтобы появилась плотность именно. То есть это градиент плотностью. Вы практически в самом насыщенном месте кладете штрихи один на другой вообще. Не проскакиваете. Латекс не видно, так же, как и кожу, если вы бы работали на коже. Если вы освоите этот штрих, то все ваши плавные градиенты будут заживать мягко и воздушно, либо ярко, и переходы все ваши будут у вас полностью контролируемые. Получается, что вот примерно в таком же виде ваши штрихи должны быть расположены во всю длину латекса. Минимум 5 полос должно быть. Градиент у вас примерно сантиметр плотного, примерно сантиметр прозрачного, и между ними примерно полсантиметра такого переходного, где количество штрихов у вас идет либо на уменьшение, либо на увеличение. Будет немного сложно, но к концу 5-й полосы, я думаю, вы справитесь с этим заданием. Еще раз повторюсь, оно очень важно для того, чтобы у вас правильно заживали, не уходили, когда заживают резко от темного и никакого градиента вместе с корочкой, ваши плавные переходы, а такими же оставались после заживления. Нужно сделать 20 полос со штрихами во всю длину латекса, чередуя блоки по 1,5 см из плотно и неплотно уложенного штриха. Следуйте инструкциям на видео. Градиент должен быть плавным. Вы должны работать с одинаковым нажимом в каждом штрихе и понять, что плотнее не значит глубже, и что яркости можно и нужно добиваться не нажимом, а плотностью штриха. На правильной глубине, конечно.
Это 5-й урок дистанционного курса «Штрих на латексе. Соединение блоками». Мы будем работать блоками вверх и блоками вниз. Если вы хотите работать без стыков на любой зоне, это тени, это брови, это губы, ну как обычно все наши зоны, то вам нужно освоить соединение блоками. Это очень важно. И если вы работаете вниз на себя, либо если вы со всех сторон работаете и на себя, и от себя, это задание вам в любом случае очень пригодится. Как обычно, мы кладем наши штрихи. К этому моменту вы должны уже совершенно точно освоить штрих, когда вы рисуете точками, когда это не полоски, а точки во всю длину. И у вашего штриха начало и окончание воздушное. Это место, которым и сверху, и снизу блоки соединяются друг с другом. Поэтому это очень важно, на этом акцент. Вы кладете блоки примерно в 1-1,5 сантиметра шириной. Внешний край можно оставлять более воздушным, а вот та сторона, с которой вы начинали, можно ее делать более плотной. Тоже такое задание 2 в 1. И снизу вот вы начинаете присоединять блоки. Место соприкосновения блоков – это воздушный край нижнего блока и воздушный край верхнего блока. И подходя к внешней части, старайтесь класть также более воздушно. Вот таким образом вы соединяете ваши блоки так чтобы не было заметно место их соединения. От середины латекса вы опускаетесь вниз, и потом от середины латекса вы поднимаетесь вверх точно такими же блоками, соединяя их также внешней полупрозрачной частью, просто присоединяя их по верхнему краю. Также более плотно с внешней стороны. Мой сам штрих, он идет либо в одну сторону, как мне удобно, то есть это вы выбираете сами, как привыкли, либо он может быть в 2 стороны. Тут я не делаю штриха от себя, я в принципе только штрихом от себя никогда не работаю. Поэтому это всегда соединение штрихом на себя. Просто я присоединяю блок 1 вверх и присоединяю блок 1, который вниз. Вот такое задание. Вы должны сделать минимум 5 полос, которые начинаются из центра, опускаются вниз, и начинаются из центра, поднимаются вверх. Нужно создать 20 вертикальных полос, начиная снизу и поднимаясь вверх. И 20 полос, начиная сверху и опускаясь вниз. Соединения между блоками должны быть незаметными, они должны слиться, один в другой влиться. Никаких стыков, никаких пробелов между блоками. Это 6-й урок дистанционного курса «Штрих на латексе». Сегодня мы будем осваивать изогнутый штрих. Если вы его освоите, вы без проблем будете прокрашивать такие полукруглые красивые арки на губах, создавать головки полукруглые прям вот именно штрихом и изломы в брови. Отличный навык. Вы должны освоить вот такой штрих изогнутый. Радиусы у него не прям буква «С». Это такой намек на изгиб, потому что нигде вам не нужно будет прям очень сильно резко изогнутый штрих создавать. Начало и окончание у него должны быть такие же воздушные, как и во всех остальных блоках. Рисуете линию с изгибом в одну сторону и потом линию с изгибом в другую сторону. Обычно вот именно вот эта сторона у всех вызывает сложности. Надо отпрактиковаться таким образом, чтобы у вас получался этот изгиб небольшой и в то же время не было жесткого начала и окончания штриха. Задание сложное. Вам нужно сделать по 3 в одну сторону линий, созданных вот таким изогнутым штрихом, и 3 линии, созданных таким же изогнутым штрихом, но уже в другую сторону, и добиться, чтобы начало и окончание штриха ваши были мягкими. Нужно создать по 20 горизонтальных полос с изогнутым штрихом, чередуя полосы с изгибом сначала влево, затем вправо. Это 7-й урок нашего дистанционного курса «Штрих на латексе». Если вы освоите этот штрих разной длины от прямой линии, то вы будете одинаково уверенно работать на огромных широких размашистых бровях, где нужен большой штрих, и на маленьких тоненьких на тонкой коже, где нужен штрих, наоборот, маленький и аккуратный. Вы прорисовываете линию, практически незаметную, можно карандашом, можно вот как я старым модулем. И ваша задача сначала создать штрих короткий от этой линии, длиной примерно 5 мм,
Не выше нее стараться прям начинать от этой линии. Конечно, как всегда, воздушное начало и окончание – это обязательное условие. Ваша линия должна быть полупрозрачная, чтобы, если она будет нарисована вдруг яркой ручкой, вам это будет мешать. Поэтому полупрозрачная, можно ее просто процарапать. Очень важно научиться именно начинать в нужном месте, вот от прямой линии. Этот навык вам очень пригодится. И вот так во всю длину вы проходите штрих длиной где-то 5 мм, не больше. Потом возвращаетесь и прям сверху этого штриха, точно так же от прямой линии, но уже длинный штрих создаете. То есть у вас такой градиент получается. И этот штрих длинный, он тоже должен быть контролируемым. То есть он должен начинаться и заканчиваться в выбранном вами месте. Допустим, вот я взяла сейчас штрих длиной в 2 сантиметра. И все мои штрихи одинаковой длины. Вот такое задание. Вы должны освоить маленький штрих контролируемый и длинный штрих, точно так же абсолютно контролируемый. Этих линий у вас должно быть 5, штрихов на миллиметр примерно 10, чтобы не было прям очень плотно. И длина короткой линии ваша полсантиметра, длина длинной линии где-то в районе 2 сантиметров. Нужно создать 20 полос с короткими и длинными штрихами, следуя инструкции в видео. Длина короткой линии полсантиметра, длинной до 2 сантиметров. Это дистанционный курс «Штрих на латексе». У нас сегодня 8-й урок. Сегодня мы будем создавать штрих от волнистой линии. Если вы хотите научиться делать тени любой формы, я сейчас про внешнюю границу, то есть вам надо научиться заканчивать в нужном выбранном месте и создавать окончанием штриха любую форму, волну, допустим, или там изгиб какой-то, или сходиться в точку. Точно так же, если вы хотите научиться штриховать брови, создавать прям очень пушистый внешний край тела и хвоста бровей. Итак, мы рисуем волнистую линию. И наш штрих начинается от нее и заканчивается в воздухе на примерно одном и том же расстоянии. То есть вы выбираете длину штриха, такую, которая вам удобна и которая будет у вас все время, во всю длину этого задания. Начинаете прям четко от линии и следите за тем, чтобы внешний край создаваемой вами полосы повторял линию. То есть все ваши штрихи должны быть одной длины, под одним примерно углом по отношению к линии и не иметь рваную линию внешнего контура. Ну и, конечно, обязательное условие – воздушное начало и окончание штриха. Все как обычно. Вот таких линий вы должны создать 5. Вы должны своим штрихом повторить форму вашей линии нарисованной. Длина штриха примерно 1,5-2 сантиметра, удобная для вашей руки. И таких волн 5 на латексе. Нужно создать 20 полос с волнистой линией с изгибами разного диаметра, повторив своими штрихами форму линии. Длина штриха удобная вам, до 1,5 сантиметров. Это дистанционный курс «Штрих на латексе», 9-й урок. Я называю его «Кардиограмма». Хотите научиться делать маленькую пушистую межресничку? Или наоборот широкие такие воздушные тени? Или тени, которые начинаются от широкого и заканчиваются очень тонко, но пушистым таким концом? Если вы освоите этот урок кардиограммы, то вы сможете это делать вообще без проблем. Не отрывая рук, начиная с очень длинного, примерно 2-2,5 сантиметра штриха, постепенно, полностью контролируя все, идти на сужение, на все более короткий штрих, естественно, с мягким началом и окончанием. Опять повторюсь, это должно быть прям полностью вами контролируемое движение. И доходить вообще до штриха длиной в миллиметр, 2 миллиметра, миллиметр, который, тем не менее, будет иметь воздушное начало и окончание. То есть вот сошли в угол, в точку и начинаете увеличивать штрих. На этом упражнении вы заметите, что не меняя нажим, не меняя насыщенность, меняя только длину штриха, вы слышите совершенно другой звук, и в пальцах у вас остается другое ощущение отдачи от латекса. То есть как будто вы работаете глубже, хотя на деле вы не меняли нажим. Это очень такой важный
момент, на который стоит обратить внимание, потому что чем длиннее ваш штрих, тем громче звук и соприкосновение иглы с латексом, и соприкосновение иглы с кожей, когда вы будете пробовать это на настоящей живой коже. Это не значит, что вы ушли глубже, это значит просто, что игла оставляет такой звук более громкий, когда вы работаете размашисто. Доходим до пика, где у нас штрих самый большой, и снова идем на уменьшение. И пальцы снова запоминают вот это вот ощущение, что чем короче штрих, тем тише звук и меньше вибрация. Но повторюсь, это не значит, что вы работаете на другой глубине. Это значит просто, что ваш штрих стал короче. Вот такое задание, кардиограмма. Ваши треугольники, ромбы даже, скажем так, могут быть разной длины, разной ширины, но должны быть ярко выражены, тем не менее. То есть пиковая максимальная длина у вас должна быть 2,5 где-то сантиметра, а минимальная вот прям миллиметр, вот и совсем малюсенькая, и штрих с обеих сторон, конечно, воздушный. Когда вы откатаете это задание, вы сможете полностью контролировать ваш штрих. Нужно создать 20 полосок кардиограммы, используя инструкции в видео. Урок – это шар аппаратом. Вы должны заштриховать его максимально равномерно, с тенями, с плавными переходами и градиентами и без стыков. Вот такой примерно шарик вы должны нарисовать. Плавный градиент, уплотнение в месте максимальной тени, без стыков. Ну, вот такого примерно размера. Не мельчите, потому что чем мельче, тем проще, но вам не надо просто, вам надо сложно, чтобы было. Вот такое задание. Нарисуйте состоящий из штрихов шар на латексе диаметром от 15 см. Используйте все виды штрихов, полученные в этом курсе. Шар не должен быть слишком темным. Не забывайте про объем и градиент между светлыми и темными его частями. Если вы хотите создавать брови идеально, с одного прохода, не задумываясь, как же создать эту головку, как положить штрихи, как в изломе не законтурить. Некоторые мастера недоумевают, почему у них при всех правильных действиях получается слишком ярко прокрашенный хвост, то этот урок для вас. Это 10-й урок дистанционного курса «Штрих на латексе», где мы с вами будем рисовать брови. Также это и последний урок этого курса, он самый сложный, но я в вас верю. Вы справитесь, и он как бы как экзамен у нас проходит. Я рисую в середине латекса. Это для того, чтобы вам было хорошо видно, чтобы было в фокусе. Я снимаю это видеоурок. А вам нужно рисовать, начинать, конечно, сверху. И на один латекс входит примерно 8-10 пар бровей, в зависимости от его размера и от ширины ваших бровей, которые вы нарисуете. Рисуйте примерно одинаковой ширины, толщины, длины брови, левую и правую, максимально приближенные друг к другу.
книгу, но сейчас мы не думаем о симметрии, мы думаем просто о том, как правильно прокрашивать. И я работаю с двух сторон клиента, то есть я по сути езжу вокруг головы. Мой штрих всегда идет на меня, либо в две стороны, когда в зависимости от размашистости работы. И получается, я объезжаю вокруг и затем рисую, начиная с хвоста левой брови, тоже так же абсолютно с нижней линии на себя, поднимаясь вверх и наверх поднимаясь блоками. Поэтому особенной разницы нету. Я вот начну сейчас с правой вам показывать, каким образом я закрашиваю брови. Точно прямо от нее, ни выше, ни ниже. Начинайте сразу еще на этапе рисования на латексе привыкать к тому, что все ваши штрихи должны начинаться точно у контура и заканчиваться точно у внешнего контура. Совершенно обычным блоком я подхожу к внешнему контуру хвостика. В зависимости от толщины хвоста вами выбранного, иногда этот блок почти не видно его сужения в одну из сторон. Конечно, я делаю, как положено, внешнюю часть чуть-чуть более легкой, то есть градиент использую урок. Останавливаюсь и смотрите, я отступила от кончика хвоста примерно 5 мм, 5-7 мм я отступаю. Зачем я это делаю? Потому что в самом хвостике, в самом кончике хвостика примерно 2-3 мм очень многие мастера создают такой конгломерат очень яркого, густого цвета. Прям вот невозможно ни исправить, ни перекрыть, и чаще всего приходится просто уплотнять всю бровь уже в зависимости от того, насколько много там положили пигмента. Объясню, как это происходит и зачем я вот таким образом хвост разделяю на две части. Зачем я делаю такое разделение? Это ошибочная бровь. Какая чаще всего ошибка совершается мастерами? Вот этот размашистый штрих, когда вы проходите весь хвост до самого конца, и вот эта часть в конце у вас уплотняется за счет того, что штрихи одинаковой длины, но они как бы консолидируются в самом кончике хвоста. А вот эта часть остается полупрозрачной, воздушной и красивой, но даже недостаточно, возможно, прокрашенной. Именно потому, что вот здесь штрихи ваши расходятся веером, а вот здесь в кончике они наоборот все соединяются в одну точку. И вот из-за этого места чаще всего либо приходится работать лазером на коррекции, либо приходится уплотнять всю бровь прям очень сильно, что почти всегда не нравится клиентам. И второй вариант, как вы можете создавать правильный хвостик, это когда вы не берете штрих не во всю длину прям хвоста, а берете короткий такой, чуть в районе сантиметра штрих, может быть даже чуть меньше, и работаете только вот в самом кончике хвоста, но штрихи кладете вот таким образом. Каждое окончание вашего штриха внешним своим краем создает вот эту нашу внешнюю линию хвоста. И мы плавно подходим к излому. Излом — это боль многих мастеров, они не знают, как его фиксировать. Я сейчас покажу парочку своих любимых способов. Когда я подхожу к излому, я начинаю плавно чуть-чуть поворачивать штрихи и начинаю выдвигаться не целым блоком, а на 2/3 примерно блока. Обычно самая яркость сосредоточена основная вот в этой части, как раз середина хвоста, излом и тело брови. Поэтому в любом случае вам это будет полезно, вы все равно будете возвращаться в это место для того, чтобы прокрасить ярче. Подхожу к внешней части. Обязательное условие, вы помните, это начинать у внешнего контура, у внутреннего контура и заканчивать четко у внешнего контура. Возвращаюсь снова к нижней линии. Я всегда все свои работы начинаю от самого яркого. То есть в этом случае это, конечно, у нас нижняя часть брови. Выдвигаюсь опять снова немного, изменив направление своего штриха. И снова дохожу до внешней части. И вот такими блоками я постепенно прохожу излом. Он у меня становится плотным прям в нижней части и в середине, потому что я там выдвигалась не на целый блок, а на 2/3, на половину, в зависимости от нужной яркости на брови. И дальше моя работа — это просто закрыть блоками тело брови. И в теле брови я снова перехожу на блоки, которые соединяются воздушным краем. То есть я не стараюсь уже уплотнить слишком сильно, как в изломе. И второй вариант, как я создаю хвост. Я начинаю прямо от самого кончика.
Я вам показываю сейчас на левой брови другой вариант. Я на самом конце хвоста, примерно сантиметр расстояния, начинаю класть штрихи, также точно от нижней линии, но они все не сходятся в одну точку, самую вот эту крайнюю нашу точку, а каждое окончание штриха собой создает внешнюю часть хвоста брови. И как раз эта часть у меня будет самая воздушная. И я не заглублюсь, не испорчу хвост, не положу слишком много пигмента. То есть вот я создала хвост, как бы укорачивая штрихи и заканчивая ими, создавая их окончаниями внешнюю часть хвоста брови. Дальше я просто присоединяю следующий блок, как обычно. Если вам нужно вдруг здесь вытащить, то несколько единичных штрихов, если прям в тонкую такую, в тонкое окончание вытащить нужно хвостик, то вы их кладете, удлиняете сколько вам нужно, но обычно хватает вот это такой пушистый небольшой хвостик нарисовать вот именно таким способом. Затем я просто присоединяю блок. Эти штрихи уже, они практически просто идут в одном направлении, не на сужение, просто как обычно к внешней части я создам градиент, то есть я просто буду класть штрихи чуть-чуть реже, чтобы у меня осталась воздушная, такая красивая зажившая. Вот я подошла к излому. То есть это второй вариант, как можно создать излом. Посмотрите, по сути у нас излом это соединение двух прямоугольников, угол. Я выбираю штрих, длину такую, чтобы если я начну с внутренней части, он закончился, будучи просто обычным прямым таким ровным штрихом, точно в изломе внешней части. Сейчас покажу. Смотрите, вот здесь остается как бы незаполненное пространство, но я его заполню следующим блоком, когда тело брови буду прокрашивать. То есть я кладу обычные совершенно блоки, приближаюсь к внешней части и заканчиваю внешней части, ничего не пытаясь изменить, закруглить, никаких таких движений. И затем я закрываю вот этот пустой уголок обычным штрихом прямым вдоль нижней части тела брови. И просто поднимаюсь наверх тоже совершенно обычным блоком. У меня эти все мои точки штрихов соединяются между собой. И в принципе тут уже и не разобрать, каким образом я прокрасила этот излом. Чего в принципе мы и добиваемся. Ну и конечно не забываем о градиенте во внешней части, чтобы не было контуров. И всегда, когда доходим до внешней части, выходим из латекса полностью. И следующий блок мы начинаем только у яркой части, у внутренней. Итак, я подошла к головке брови. Сейчас я покажу, как создавать обычную классическую головку простым способом, не меняя направление, таким же блоком, используя одно из заданий наших, иногда даже несколько. В этом случае мы просто укорачиваем наш штрих, и каждое начало штриха начинается там, где идет вот эта вот линия покатая моей головки. То есть я не создаю квадрат, а делаю каждый штрих все короче, короче, и в итоге создаю любую форму. Полукруглую, квадратную, вытянутую совсем очень сильно. Круглую можно таким образом тоже создать. На втором проходе вы просто уплотняете в нужных местах. Сформировали обычную классическую головку. Если нужно ее вдруг уплотнить, сделать, может быть, середину тела брови ярче, в том числе и где-то место в центре головки, это делается на втором проходе уже. Но создавать головку можно вообще не меняя направление вашего штриха. То есть вы просто каждый следующий штрих сокращаете. Это наше упражнение от волнистой линии. У нас оно было, и оно должно было вам помочь вот именно вот в этой части в головке. Создавать любую форму началом штриха. И я покажу еще один вариант. Вы просто слегка поворачиваетесь, переезжаете как бы из-за головы и меняете направление штриха. То есть вы из темного места, потому что вот это место, оно по сути самое яркое. Нужно создать по 20 пар бровей трех основных форм. Прямая, классическая, с изломом можно, и мягкая дугообразная. Используйте все виды штрихов в своей работе. Границы бровей должны быть полупрозрачные за счет градиента плотностью, не нажимом. Второй вариант, как штриховать брови
И этот вариант поможет вам штриховать их еще более воздушными. Мы уже проходили это карандашом, а теперь я покажу вам то же самое, как делать аппаратом. От середины, как я уже говорила, хвостика, от середины длины хвостика, штрихом, который занимает собой всю ширину хвоста, от нижней части к внешней, обязательно, как всегда, из темного к светлому. И я плавно иду на удлинение в сторону кончика хвоста. Мои штрихи начинаются от внутреннего контура, заканчиваются у внешнего. И вот так вот воздушным прям краем, четко у линии, насколько у вас это получится. Затем я прихожу к излому. И из излома штрихом до середины тела брови я делаю то же самое. Прокрашиваю, кладя штрихи прямо рядом друг с другом. Мой штрих заканчивается воздушной частью. В середине тела брови, в самой как бы яркой его части. И я постепенно продвигаюсь к уже положенному блоку. Если вдруг вам кажется, что вы где-то проскочили, пропустили какие-то несколько штрихов, вы можете всегда вернуться, закрыть их. Затем я возвращаюсь к середине излома и кладу, как бы продолжая штрихи до внешнего края хвоста. Затем я возвращаюсь от середины тела брови. Также штрихом наискосок я закрываю бровь до середины. Затем я возвращаюсь и продолжаю к внешнему краю такое же движение. Очень важное условие: штрихи должны и начинаться, и заканчиваться четко у границ, которые вы нарисовали. Иначе вы потеряете вашу форму. Затем я подхожу к головке и из нижнего угла до середины также тела брови я начинаю прокладывать снова блок штрихов наискосок от нижней линии тела брови. Возвращаюсь и делаю то же самое. Вы можете регулировать насыщенность количеством штрихов. То есть обычно ближе к головке внешняя часть уже становится светлее. Поэтому количеством именно штрихов, а не нажимом, вы регулируете яркость. Затем я возвращаюсь к головке и, как вы помните, из центра головки я создаю все более короткими штрихами форму, которая мне нужна. Затем я начинаю уплотнять центр. Также точно штрихами наискосок. Я прохожу середину брови. Если где-то мне кажется, что у меня какая-то пустота, я могу туда зайти. Но моя задача уплотнить середину тела брови и середину начала хвоста в районе излома. Потому что это обычно максимально яркие места на брови. Вы можете вернуться в какие-то места, которые требуют этого. Можете еще больше распушить нижнюю часть, если вам хочется. Таким образом, в созданную бровь очень легко вливаться с любой стороны, менять ее форму, потому что она по всему периметру воздушная. Основное задание, которое поможет вам работать в такой технике, это штрих от волнистой линии. Ну и, конечно, соединение блоками.
Ой, не выбирайте такую большую бровь для тренировок. Рисуйте чуть-чуть поменьше. Затем вы можете ее стереть и, может быть, в каких-то местах усилить, если будут какие-то небольшие дефекты, пустоты. Причем таким же способом. Наискосок, чтобы у вас мягко-мягко все ложилось. Да, она получается такая пушистая, прям пушистая по всему периметру. Некоторые небольшие пробелы вы можете закрыть легко на втором проходе. Нужно создать по 20 пар бровей 3 основных форм. Прямая, классическая, с изломом можно, и мягкая дугообразная. Используйте все виды штрихов в своей работе. Границы бровей должны быть полупрозрачные за счет градиента плотностью, не нажимом. Подготовка перед началом процедуры. У вас на поверхности столика, ну вот на верхней поверхности, должны лежать только инструменты и материалы вообще, которыми вы будете работать вот с этим конкретным клиентом. Вот прям только с ним и ни с кем больше. Смотря какой у вас, конечно, столик, но на второй полке, допустим, столика у вас должны быть инструменты и материалы, которые вам могут понадобиться в процессе работы, но вы снимете перчатки, их возьмете, ну а в идеале подготовите все заранее, чтобы больше там то, что снизу, не трогать. Ну и вот на самой нижней полке это у меня лежат маски и контейнер для утилизации игл и салфетки, которые тоже я возьму, если они мне нужны, но они мне на веках обычно нужны. Также тут у меня висит жидкость для обработки инструментов, которой обрабатывается сразу после клиента все поверхности, которых вы дотрагивались в процессе работы. И стоит вот эта жидкость антисептик для кожи. Потому что если вдруг в процессе работы я что-то потрогаю, что-то вот, что не связано с процедурой, я тут же попшикаю себе им на руки, они высохнут, и я могу дальше продолжать работать. Но это не значит, что вы можете все делать в перчатках, ходить, вставать, брать телефон, там, не знаю, все что угодно. Вы должны перед тем, как встать и пойти, допустим, к шкафу с пигментами, или встать и пойти к другому клиенту, выйти в другой кабинет, вы должны обязательно снять перчатки или их либо выбросить, либо положить рядом со своим клиентом, потому что вот эта вся зона условно заражена гепатитом, ВИЧ, там, с чем угодно, всем, что передается через поврежденную кожу. Поэтому нет, вы не можете взять и ответить по телефону, нет, вы не можете выйти и потрогать другого клиента там на консультации, вы ничего не можете делать вот этими перчатками, когда вы уже начали работать с вашим клиентом. Перед началом процедуры я тоже одеваю перчатки и обязательно показываю своему клиенту, что вот он модуль одноразовый, я им ничего не делала до этого, он у меня не открытый, я его не достала с полочки, там не написано Маша там с прошлой процедуры. То есть одноразовый совершенно точно, и вы обязательно должны показать клиенту, чтобы она была уверена, что все нормально. То есть это прям железное правило. И барьерная защита. То есть для чего у нас барьерная защита? В барьерную защиту мы одеваем инструменты, которые не сможем обработать, допустим, в сухожаре. Вся машинка, ее можно обработать жидкостью, она очень могучая, конечно, но лучше ее вообще не пачкать, не трогать ее, не пачкать в пигменте. Поэтому и шнур ее тоже, соответственно, обязательно должен быть в барьерной защите. Можно намотать вот так пленку на него, можно использовать специальную. Это расходный материал, стоит копейки. Длина у нее бывает разная в зависимости, то есть закрыта должна быть та часть, которую вы будете трогать в процессе, скорее всего. Я не вижу вообще смысла экономить. А сейчас поставьте видео на паузу и заучите эти правила. Цвета, которые чаще всего приходится корректировать, и корректоры к ним. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Спасибо, что приобрели этот закрытый курс о колористике. Разберемся с определениями. Это скучно, но важно. О цвете. Хроматические цвета – это все цвета, имеющие цветной оттенок. А хроматические цвета – это все цвета черно-белого диапазона. Первичные цвета – это исходники всех остальных цветов. Из них состоят все цвета хроматической палитры. Вот просто огромное все это множество – это вот они. Это как Адам и Ева у людей, только предки всех цветов – это красный, желтый и синий.
Вторичные цвета – это смесь двух из трех первичных. Я покажу вам это на палитре. Первичные цвета у нас, я сначала тоже тут их отмечу, чтобы было видно и понятно, чтобы вы помнили про родителей всех. Первичные цвета. Вот если соединить красный и желтый, то у нас получится оранжевый цвет. Степень его яркости регулируется наличием большего количества красного или желтого, то есть это уже об оттенках. Фиолетовый, допустим, это красный и синий. И зеленый это синий и желтый. То же самое. Кстати, о яркости. Яркость цвета – это наличие в нем, вот он чистый или в нем есть примеси. Или, допустим, если зеленый цвет брать, то он состоит у нас из синего и желтого, как вы поняли. И чем больше синего в нем, тем он более становится таким аквамарин, бирюзовый. Чем в нем больше зеленого, тем он больше уходит прям вот просто в чисто зеленый. У любого цвета есть характеристики. Первое и важное – это яркость. Яркость – это степень чистоты цвета, то есть количество примесей в нем других цветов. Цветовой тон. Необходимо вообще различать понятие тон и подтон. Тон – это основной цвет, а подтон – это примесь другого цвета к основному. За счет разности подтонов и образуются в общем и целом разные оттенки одного и того же цвета. Например, желтый-зеленый. Основной тон – это зеленый, подтон – это желтый. Еще одна очень важная характеристика – это температура. Цвет, как вы знаете, может быть не знаете, цвет может быть холодным. Это когда в нем больше синего, когда он на палитре приближен к синему диапазону. Или теплым, когда он ближе к красному. Цвета могут иметь разную температуру, даже относительно друг друга. То есть синий может быть более холодным и, как ни странно звучит, более теплым, если в нем немножко зеленцы. И один и тот же цвет может быть теплым, если сравнить его с более холодными цветами. Или холодным, если сравнивать его с более теплыми цветами. Общее правило: чем больше красного и желтого, тем теплее, чем больше синего, тем холоднее. Один и тот же пигмент или цвет на фоне более теплого оттенка будет казаться более холодным, а на фоне более холодного – более теплым. Посмотрите на этот цвет и на этот же цвет на фоне синего. Вы видите разницу? Еще одна важная характеристика – это контрастность, вот в татуаже особенно. В нашем случае это плотность укладки пигмента в кожу. Как получить коричневый цвет? Коричневый мы можем получить, смешав между собой в равных пропорциях желтый, красный и синий. Я сейчас тоже это покажу. Желтый, красный, синий. Получается простой коричневый такой цвет. Степень его яркости тоже регулируется прям вот количеством. Акварель краска очень прозрачная, поэтому тут цвета такие прозрачные. И второй вариант коричневого – это просто черный, в который мы добавляем красный и желтый. Чем больше красного и желтого, тем более светлый, теплый получается цвет, чем меньше в нем черного. И в общем и целом они похожи, даже этот может теплее выглядеть. И, кстати, для тех, кто задумывается о создании своих миксов, на деле там в миксах работает тот же самый принцип. То есть вы можете их создавать, пробуя, смешивая краски, подбирая вот такие максимально похожие на те, которым я сейчас рисую.
в татуировочных миксах. Есть миксы коричневого на основе черного. Примерно получается 1 капля, допустим, черного, 2 или 3 красного и 2 или 3 желтого. Оттенки эти вы выбираете сами, просто покупая кучу красок разных. И коричневых готовых очень много, уже в принципе их мешать самостоятельно не всегда есть даже смысл. Оттенки коричневого можно получить, меняя количество ингредиентов. Например, чтобы получить русый, нужно больше желтого, а чтобы получить каштановый, больше просто красного. Коричневый мы создали вот путем смешивания обычных цветов, но это коричневый такой достаточно нейтральный. Если мне нужен коричневый яркий, то получается мне нужно просто больше частей красного и синего, чтобы у меня присутствовало в моем коричневом цвете. Он становится такой более темный, но это немножко ближе, приближает этот темный цвет к опасному. Там присутствует много синего, и тут надо быть осторожными, когда вы мешаете миксы самостоятельно. Но он каштановый, видите, у него красная основа, и регулировать насыщенность вы можете, допустим, плотностью прокраса самого, вот именно внесением в кожу количество пигмента. А русые – это значит цвет, в котором много желтого. То есть я просто даже в этот цвет я могу добавить желтого прям побольше, и он становится таким более безопасным. Вот он такой желтенькая основа у него получается. В принципе, на русых клиентах вот таким цветом можно работать практически на всех, тоже регулировать насыщенность плотностью просто прокраса. Я к тому, чтобы вы понимали, есть клиенты, блок большой клиентов русых, и на них вы работаете оттенками вот русого холодного, теплого, и яркость регулируете. И большой блок клиентов каштановых условно, то есть это такие, как я, и темнее, и чуть-чуть светлее. Вот на этих клиентах вы работаете с пигментами с красной основы. То же самое с черным цветом, с миксом из черного цвета, и поиграйте, порегулируйте насыщенность его. То есть если сделать более его контрастным, вот сначала я сделаю его насыщенным темным. Это основа для темных, для каштановых клиентов. И как только я добавлю туда больше в 2 раза желтого, он станет снова таким достаточно безопасным и приобретет оттенок вот этот русый. То есть вот регулируя количество красного и желтого, вы будете получать цвет коричневый для брюнеток и цвет коричневый более светлый, такой уходящий в русый, для блондинок. В колористике работает закон арифметики и уравнений, но работает все только на сложение. Мы же не можем вычесть какой-то цвет из уже смешанных красок. Например, коричневый – это желтый, красный и синий, а синий – это коричневый минус желтый и минус красный. Если бы у вас был особый насос, откачивающий из микса только эти цвета, вы могли бы использовать это уравнение. Но на практике это невозможно. И мы можем только добавлять цвета, которые у нас есть исходники. Применяя математику, мы видим, что коричневый можно получить и при помощи вторичных цветов. Например, коричневый – это оранжевый, красный плюс желтый, помните? Фиолетовый, красный плюс синий, и зеленый – это синий плюс желтый. У нас получается простое уравнение. Коричневый – это 2 красных, 2 синих и 2 желтых. А теперь начинается магия. Мы можем превратить любой из вторичных цветов в коричневый. Фиолетовый, красный плюс синий, становится коричневый, если к нему добавить желтый. Фиолетовый состоит из красного и синего, помните? Зеленый, это желтый плюс синий, становится коричневым, если добавить в него красный. Оранжевый, это желтый плюс красный, становится коричневым, если добавить в него синий. Наверное, вы думаете, как было бы здорово, если бы не надо было помнить эти дурацкие правила. Помните эти правила не обязательно, если у вас есть калькулятор для определения цветов корректоров, вводящих в коричневый. Это простой цветовой круг Итона. Только пользоваться им в точности, прям вот выбирая цвета, противоположные друг другу для корректировки основного, не получится. Потому что в нашем случае все цвета искажаются цветом и толщиной кожи. Допустим, в цветовом круге Итона напротив красных оттенков лежат прям синие. С синим вы работать не можете. Мы чаще всего работаем зелеными оттенками. А зеленый, как вы помните, это синий плюс желтый. То есть всегда чуть-чуть теплее цвета, которые вы используете.
Как это, в принципе, применимо к татуажу, знание? Ну, зная эти простые правила, вы теперь можете корректировать трэш на бровях, выводя его из фиолетового, красного, оранжевого или зеленого. Итак, к вам пришла клиентка с розовыми или фиолетовыми бровями, ну или синими. Можно ли исправить цвет? Всего есть 3 способа. Это корректоры. То есть это недостающие цвета, которыми мы можем изменить основной. Это лазер, это аппарат для удаления пигмента из кожи. Сложный, долгий процесс, до полугода занимает, а то и больше иной раз. Это ремуверы, это жидкости, которые вносятся в кожу и после заживления вытягивают часть пигмента из нее. О корректорах. Напомню, что это цвета, добавляя которые к исходнику, мы получаем в итоге коричневый. В каких случаях мы работаем корректорами? Если есть противопоказания к лазеру, если лазер не реагирует на пигмент, как, например, это бывает с зеленым цветом или с телесным, цветами приближенным к телесным. Если ремувер не помог или есть к нему противопоказания. Если форма проходит по критериям качества, она прям хорошая, но не нравится цвет. И запомните, если в бровях несколько цветов, вам нужно будет работать несколькими корректорами. А сейчас поставьте видео на паузу и заучите эти правила. Цвета, которые чаще всего приходится корректировать, и корректоры к ним. В зависимости от того, какой цвет волос у клиентки, кстати, это очень важно. Мы можем превратить любой из вторичных цветов в коричневый. Например, я беру фиолетовый. Фиолетовый цвет, который все боятся, и с таким цветом приходят на коррекцию, к вам приходят клиенты иногда с какими-то непонятными такими цветами на бровях, и вы вынуждены с ними работать. Как его изменить? Сейчас синего чуть-чуть побольше добавлю. То есть фиолетовый. Фиолетовый, как вы помните, это красный плюс синий. Я сейчас вам это показала, смешивая. В него вы добавляете желтый, и он становится, смотрите, какое волшебство, он становится коричневым. Прям красивым коричневым цветом. Причем даже, можно сказать, уходящим в русый. То есть вы можете с фиолетовой брови даже на клиентке светлой привести к такому съедобному русому цвету. Помните только правило не работать корректором по чистой коже. Вы должны работать только по цвету, который корректируете. Я встречала брови зеленые. Зелеными они иногда становятся после лазера. Степень зелени бывает разная. Bывает желто-зеленый, бывает прям изумрудно-зеленый. Смотрите на цвет и тоже работаете только по нему. Единственное, если удаляли лазером эти брови, скорее всего, они неправильной формы. И подумайте 10 раз, прежде чем вы будете корректировать зеленые брови неправильной формы, потому что вы еще зафиксируете больше этот цвет. В зеленый цвет нам нужно просто добавить красный. Смотрите, вот оно произошло тоже волшебство, и зеленый стал коричневым. В зависимости от количество красного цвета, я взяла немножко больше, он стал даже как для шатенов цветом. Если вы делаете корректировку зеленых бровей, то вы должны на первом проходе пройти красным цветом, посмотреть, как изменился, и вторым проходом усилить примерно в 2 раза, чтобы понимать, что после заживления останется хотя бы какая-то часть этого цвета. Имейте в виду. Оранжевые брови. После перманентных пигментов приходит большое количество оранжевых бровей разной яркости. И вам придется с ними работать обязательно. Оранжевый цвет довольно легко корректируется. Напротив красно-оранжевых цветов в круге Итона на самом деле холодные, бирюзовые, синие какие-то оттенки. Такими цветами, конечно, корректорами мы работать не будем. Все корректоры, в которые работают в коже на изменения в коричневый цвет, это зеленый. То есть это такой армейский зеленый, грязный зеленый, армгрин, допустим, он называется часто. Он скорее коричнево-зеленый. Это цвет, который поможет вам увести в брюнет. Для брюнеток в коричневый цвет, в темный. И вот я тут взяла сейчас зеленый, поправлю, изменю. То есть получается такой у меня русый здесь цвет, потому что не очень насыщенный, красный был.
если его взять более ярким. Но такие брови яркие, конечно, я, может быть, пару раз встречала, настолько насыщенные, яркие. То это должен быть такой коричневый, реально зеленый цвет. И получается у нас коричневый цвет такой ближе к цветам, которые нужны для брюнеток. А если вы возьмете оливковый цвет, это такой желто-зеленый, то вы уведете оранжевый цвет в цвет более светлый для русых клиенток, потому что вам на исходе после заживления нужны чаще всего, ну, естественно, разные оттенки, не просто коричневый. Он может быть и темный, и светлый, и не все цвета возможно вывести в светлый цвет для блондинок, конечно. Самый неприятный цвет корректировки – это такой холодный розовый. И он приходит довольно часто, и его сложно корректировать. Вот в этом розовом у нас красный и немножко синего на самом деле. Вы понимаете, да, розовый из чего состоит? То есть это как бы недофиолетовый, поэтому мы берем цвет. Я, смотрите, волью по частям. Я возьму цвет желтый и тоже немножко зеленого. То есть желто-зеленый цвет позволит вам увести вот эти розовые брови в такой русый оттенок, который уже вам легко будет перекрыть на коррекции в любой цвет. Единственное, не увлекайтесь зеленого, то есть основа прям желтого, должно быть много желтого в этом миксе, чтобы у вас получился безопасное сочетание вот этих цветов. То есть желтый, вот такой, там 3 части, допустим, желтого и 1 часть зеленого. И у вас получается более-менее безопасный цвет, потому что мы нейтрализовали вот эту холодную синюю основу, он становится теплым русым. Очень опасный цвет, и всегда я такие цвета стараюсь изменить сначала лазером, потому что это проще всего и самое экологичное действие по отношению к клиенту. И только потом уже, когда что-то невозможно, противопоказания, я меняю цвета корректорами. Вот у нас получились разные оттенки коричневого, которые мы исправили. Во многих линейках пигментов есть цвета-корректоры. И многие мастера спрашивают, вот смотрите, вот цвет, вот, а мне нужно в него добавлять корректор. То же самое касается и миксов татуировочных пигментов. Допустим, в наши пигменты вообще не нужно добавлять корректор, если вы работаете уверенно на правильной глубине, не нарушаете правила. Цвета полностью самостоятельные. Вы просто должны насыщенность регулировать степенью плотности укладки пигмента в кожу. Корректор вы добавляете только в случае, если вы видите очень, допустим, холодную, тонкую кожу, и вы понимаете, что ваша техника хромает, и вы можете заглубиться, и вот прям заранее вы страхуетесь, допустим. Но и вообще корректорами пользуются, когда уже какая-то ошибка совершена, ее надо вам исправить. Поэтому, допустим, в наши миксы я не рекомендую их миксовать между собой прям активно и добавлять корректоры заранее, потому что они не нужны. При правильной работе они, в принципе, не нужны. Корректор – это цвет, который меняет пигмент. И, допустим, если вы добавите какой-то красно-коричневый корректор в свой пигмент, ваши брови просто могут зажить красными, потому что он там не нужен, опять повторюсь. Поэтому с корректорами осторожнее, не надо ими пользоваться. Некоторые мастера воспринимают корректоры как какую-то волшебную палочку. Они думают, что вот я сейчас возьму, нагребу этих красных корректоров и буду добавлять их во все пигменты, и они не будут у меня никогда синить, становиться холодными и так далее. Не стоит этого делать, потому что вот я вам сейчас показала определенное количество ингредиентов в коричневом цвете, и если будет преобладать желтый, допустим, то ваши брови заживут более светлыми, просто, не страшно, да, более светлыми, недостаточно яркости будет. А если будет слишком много красного, то к вам клиент может прийти с такими пластилиново-красными бровями, которые ему вообще совсем не нужны. Вот тогда уже на процедуре коррекции вам придется добавлять цвет-корректор, чтобы вывести из этого цвета. Поэтому работайте максимально чистыми цветами, чтобы вы прям понимали, видели, отслеживали через месяц, как они заживут. И только потом уже осознанно, понимая в тот или иной цвет, в той или иной коже, вам надо сразу там немножко, может быть, крайне редко подтеплить. Но не делайте это вот так вот просто на всех клиентах. Мы обязательно разработаем и опубликуем подробный видеокурс с пошаговыми инструкциями о работе с корректорами. Работа с корректорами вообще требует навыков
серьезных. С первого раза у вас может не получиться. Поэтому тренируйтесь, смешивая цвета на палитре для начала, чтобы прям точно понимать принцип. А сейчас небольшой тест. У вас есть 10 секунд, чтобы ответить на каждый из вопросов. Если к вам пришел клиент с фиолетовыми бровями, по теории колористики его можно превратить в коричневый, сделав татуаж особым пигментом-корректором. Какой цвет пигмента корректора вы выберете? Если к вам пришел клиент с розовыми бровями, какой цвет корректора вы выберете? Клиент пришел с зелеными бровями, такое тоже бывает. Какой цвет пигмента корректора вам нужно выбрать? Если вы ответили неправильно, вот сейчас на скорость, когда было, хотя бы на один из этих вопросов, пересмотрите это видео еще раз с самого начала, пока вы не поймете, как формируются цвета. Ответили правильно, вы постигли треть колористики. Поздравляю вас! Казалось бы, все, урок можно завершать, но это не так. Просто кожа человеческая – это не бумага, не все так просто. У нее тоже есть свой цвет и оттенок. Более того, этих цветов и оттенков невообразимое просто множество. И даже у одного человека на лице, как вы замечали, много тоже оттенков кожи. Вот в разном каждом участке лица совершенно разные цвета. Я делю клиентов на прям очевидных мне. Это прям теплый очень и холодный тип. А всех остальных, вот где я просто мучаюсь, затрудняюсь с определением, я отношу к условно-нейтральным. Как определить цветотип вот этот? В редакторе, например, вы можете это сделать в телефоне, в редакторе или, может быть, на компьютере, наложив фото вашего клиента на разные фоны. Ну, например, на теплый и на холодный. Теплый — это может быть какой-то красный, оранжевый, очень теплый какой-нибудь персиковый. Холодный — это все оттенки синего, как вы помните, от синего и до глубокого сиреневого на любой. Также вы можете это сделать, применив этот же принцип, накинув на плечи клиента ткань теплого оттенка или холодного, ближе к лицу, чтобы вы видели, как выглядит кожа на фоне этой ткани. И еще сфотографировав клиента на теплом или холодном фоне. Вот, может быть, вы можете такое себе позволить в студии, когда у вас прям реально будет фон, на котором вы делаете фото, очень теплый какой-нибудь красный и какой-нибудь голубой, допустим, ближе синий. И вы, ставя клиента на тот или иной фон, будете прям понимать, какой у него цветотип. Он холодный или теплый, потому что холодным цветотипом внешности идут холодные оттенки, а теплым теплые. Они подчеркивают достоинство кожи и делают лицо свежее, красивее, ну или наоборот выделяют недостатки. Прям вот все какие-то пятна, синяки, сосуды, все вылезет, станет видно, и вы точно поймете, что этот цвет не идет. А если у вас ничего нету под рукой совсем, то вы можете просто рассмотреть лицо без макияжа. Теплый клиент — это когда волосы имеют подтон желтый, золотистый или теплый, может быть, красный. Кожа имеет теплые оттенки, персиковые, золотистые. Как бы не то чтобы вся она, потому что, допустим, вот под глазами он обязательно будет более холодным, а как бы в общем вы смотрите там большие площади, вот где щеки, где лоб. Радужки глаз от теплого и до светлого тонов и тоже имеют теплые оттенки. Даже зеленый, он такой желто-зеленый. Карие, они прям теплые карие, без холода. У холодных представителей цветотипа волосы имеют холодный подтон. Там, может быть, серый, такой холодный, какой-то каштановый и даже, может быть, черный с синевой.
кожа имеет розово-голубой, фарфоровый с голубизной оттенок, серо-зеленый, может быть, когда именно не желто-зеленый, а серо-зеленый тона. А глаза бывают от стальных серых и до голубых, холодных. И если это темные глаза, то это такие карие, тоже очень холодные, когда прям черные, какие-то они темные настолько смотрятся. Никакого такого чайного, янтарного, никакого цвета в карих таких глазах не присутствует. Это у контрастных типов. Если вам начинают лить воду о цветотипах, вот прям начинают учить, вот лето, зима, весна, учат, как их определять, как они совершенно точно выглядят, что им идет, вы все равно будете в них путаться, и все станет просто еще сложнее. Я не смогла найти четких метрических определений, как определить с вероятностью 100%, кто перед вами. У одного преподавателя, допустим, вот конкретно вы можете быть весной, у второго вы будете осенью, в разном освещении, с разной одеждой вы будете менять свой цветотип у всех. И я не вижу смысла заострять внимание прям на цветотипах, а их вообще много. То есть 4 основных, каждый из них поделен еще на 3, и это просто кошмарная путаница и каша в голове. Поэтому зачем начинать изучать то, что вам и так не поможет. Поэтому отбрасываем в общем цветотипы и говорим только о теплых и холодных клиентах. А их мы с вами сейчас обсудили. Итак, выбирая, каким цветом работать с клиентом, мы смотрим на его температуру, то есть как бы цветотип, и на его контрастность. Высокая она или мягкая, это очень просто, на этом я заострять не буду, прям тоже внимание. Просто контрастный клиент — это когда между кожей и волосами прям большая контрастность, то есть очень белая кожа, очень темные волосы. И мягкая контрастность — это когда все такое на нюансах, на полутонах основано. Просто чаще всего все равно вам будет клиент диктовать и свои пожелания, и вы, выбирая пигмент, будете пытаться приблизиться к волоскам на бровях и на волосах. Поэтому о контрастности тоже мы говорим вскользь. Она важна обычно для выбора одежды, чаще всего, не в нашем случае. Как только мы начинаем работать на коже, вот это важно, у нас добавляется не только ее цвет, но и толщина. И вы обязаны это учитывать при выборе цвета пигмента. По-простому, чем толще кожа клиента или чем глубже вы внесли пигмент, тем будет холоднее выглядеть вообще любой цвет. Кожа является неоднородным фильтром, через который свет попадает на пигмент, и чем толще и темнее этот фильтр, тем холоднее будет выглядеть цвет под ним. Смотрите, вот эта цветная бумага, она примерно имитирует оттенки кож. Они очень разные бывают, и я вам покажу, как по-разному выглядит один и тот же цвет, простой коричневый, на каждом вот этом вот цвете. То есть вот он коричневый на белом, тот же самый коричневый на каждом из цветов выглядит немножко по-разному. То есть здесь я нарисовала прозрачно, и сквозь мой прозрачный цвет просвечивается бумага, видно, что она искажает. А в нашем случае, получается, сверху пигмента будет лежать слой кожи, который исказит. То есть цвет кожи очень важен в подборе пигмента. И, кстати говоря, посмотрите, на каждой из бумаг он прозрачный и выглядит по-разному. И если я тот же самый цвет положу ярко, плотно, то есть эта контрастность, плотность укладки пигмента, она важна очень сильно. То же самое. Каждый из этих цветов, если его положить ярко, он выглядит совершенно по-другому. И это должно вам понимание плотности укладки в разных ситуациях, на разных цветах кож помочь, особенно если вы работаете на кожах, допустим, афроамериканских, очень смуглых, или арабских, или каких-то очень смуглых
азиатских кожах. То есть, если пигмент положен прозрачно, он выглядит совершенно по-другому. Если пигмент уложен плотно, контрастно по отношению к коже, то есть прям вот четко видна граница, он яркий, его видно, и он выглядит совершенно тоже по-другому. И на темных кожах вам нужно брать очень теплый пигмент и очень ярко его укладывать, чтобы его было видно. И вам должно быть видно, что яркий пигмент один и тот же на каждом типе, на каждом вот этом цвете он выглядит почти одинаково, а прозрачно уложенный на каждом цвете кожи он меняет оттенок, как бы подстраивается. То есть вот здесь он желтый, вот здесь он с зеленцой, вот здесь он прям красный на грани фола, то есть такой цвет никому не нужен. На белой бумаге он нейтральный коричневый. Поэтому, если вы хотите минимум искажения цвета, и это, кстати, очень частый вопрос, почему вот я положила красиво прозрачно, а он стал красным. А если это пигмент просто с красной основой, я сейчас вам покажу некоторые цвета на ватных дисках. Если это пигмент с красной основой, с яркой, теплой красной основой, и вы положили его прозрачно, то он может просто смотреться красным на коже, потому что он полупрозрачный. Его надо укладывать плотно. У меня вот есть такая штука, я ее сделала специально для этого видеоурока. Это агар-агар обычный, который очень цветом похож на кожу, кстати. При такой концентрации, чтобы он стал в виде геля. Я на нем снимаю уроки всякие. И я для чего его сделала? Я сейчас положу просто сверху вот этих цветов кожи и пигмента, который у меня лежит, и вы поймете, что чем глубже лежит пигмент, условно, потому что здесь есть толщина, она довольно большая, кстати, тем он выглядит холоднее. Это обусловлено эффектом Тиндаля. Вы можете загуглить подробнее, узнать об этом самостоятельно. А вкратце, по-простому, это говорит о том, что вот фильтр, кожа наша, это фильтр, через который лучи света, проходя, искажают, как бы они отражаются от частиц всяких неровностей вот в этой вот нашей структуре, вот в этом фильтре. И часть из них отсекается, и чем глубже, чем больше вот этот фильтр, тем холоднее, синее, серее выглядит пигмент, какого бы он ни был цвета, даже розовый на губах на самом деле. Что уже говорить про яркие какие-то контрастные коричневые цвета. То есть вот в этом коричневом на самом деле много синего. Насколько сильно он меняется, этот цвет. Там, где высокая концентрация его, он прям синим смотрится. Хотя вы только что видели, он коричневым был. Это очень удивительно, но каждый мастер должен знать, что от толщины кожи, от глубины погружения пигмента выглядит окончательный результат. Цвет меняется. Он там коричневый, красивый коричневый глубоко внутри в коже, но видим мы его искаженным. И более того, под разными углами, когда падает свет, он немножко меняет оттенок. В жизни он может выглядеть почти коричневым, в холодном свете комнаты, допустим, у него какой-то фиолетоватый оттенок может появиться, на солнце он будет прям теплым коричневым выглядеть. Я могу даже сейчас показать еще более вот этот пример, он будет еще более ярким, если я возьму прям очень темно-коричневый цвет. Очень темно-коричневый, такими цветами иногда мастера работают. Он, смотрите, на смуглой, на самой темной бумаге он смотрится прям, я вижу, серо-синий оттенок. На желтой бумаге он смотрится тоже каким-то грязным, я не могу сказать, что это коричневый, это не коричневый. Он везде, он может быть только вот на белой бумаге будет смотреться таким с натяжкой коричневым. Просто он более прозрачный, чем кожа, на самом деле. Вот это вот то, что у меня получилось, пласт вот этот, имитирующий кожу. Но пример очень классный. Как определить толщину кожи? Это ее защип. Что такое защип? Это вот защип. Вы это делаете прямо вот на лбу, возле бровей. Можно это делать в двух местах, вот возле головки бровей и ближе к виску, потому что кожа очень разная по толщине в этих местах. Толстая кожа. Защип может быть от полусантиметра и толще. У толстой кожи всегда расширенные поры, повышенная жирность. Толстую кожу очень легко распознать. Почти нету морщин, даже если это уже возрастной клиент. Ну и плюс вот этот блеск, эти все поры, это все прям очень хорошо видно. Тонкая кожа, она тоже хорошо видна. Защип в несколько миллиметров буквально. То есть вот прям у меня кожа, она нормальная, обычная. Она не тонкая и не толстая. И у меня тоже защип в несколько миллиметров, но сухая кожа, она бывает прям меньше 5 миллиметров защип. То есть прям очень тоненький такой собирается складка. Сухость
плотность, то есть она не рыхлая, она плотная, поры не расширены, их вообще даже может не быть, некоторые кожи просто как бумага смотрится. Если клиент возрастной, то это мелкоморщинистый тип старения, когда много-много таких маленьких морщинок. Часто бывает у сухой кожи ослабленный тургор, очень сложная кожа, на ней прям надо работать очень осторожно. Ну и нормальная кожа, нормальная комбинированная кожа, их большинство. Поры могут быть слегка расширены, либо не расширены. Защип такой вот средний, как у меня примерно, там, от 4 где-то миллиметров и до 6, где-то 7 миллиметров, ну, достаточно вот в районе особенно бровей, головки брови. И это, да, это самый распространенный тип кожи, на ней вы работать должны на такой средней глубине, со средним усилием. Все пигменты для бровей можно поделить на русые оттенки и каштановые, условно. У русых основа желтая, то есть желтый цвет, его большинство, он преобладает. Русые оттенки все, они светлее. У каштановых основа красная, они ярче. Перед вами таблица, в которой указаны основные характеристики кож, на которые ориентируюсь я в работе, и основные цветотипы, скажем так, холодный, теплый, и их контрастность, потому что это важно при выборе пигмента. На что еще вам следует обращать внимание? Чем темнее кожа, тем ярче и теплее должен быть пигмент и плотнее его укладка в кожу. Между кожей и татуажем, вам должно быть это понятно, должен быть контраст, чтобы вашу работу было видно. Чем толще кожа, тем более теплые пигменты вы должны брать из подходящих этому типу вашего и контрастности вашего клиента. Часто пигменты дают не те оттенки, которые мы ждем. Они становятся в коже сизыми, может быть оранжевыми. Как протестировать пигменты и избежать ошибки? Капля пигмента на мокром ватном диске даст дымку. Вы также можете размешать в стакане с водой, допустим, пару капель пигмента и посмотреть на общий тон воды в стакане. Если вы увидите фиолетовый, малиновый, холодный такой малиновый, сиреневый, зеленый, вам стоит работать с такими пигментами с осторожностью. Возможно, даже сразу с корректорами. Прежде чем начать работать с любыми пигментами, изучите о них отзывы. Узнайте, как они себя ведут спустя год и более. Какова светостойкость теплых оттенков, по-простому говоря, уходят ли они через красный спустя год, спустя полгода, год. Вообще о светостойкости. Светостойкость пигмента – это скорость его разрушения от ультрафиолетовых лучей. Вы все наверняка замечали брови с подруг, у клиентов, которые к вам приходят, красного или наоборот холодного оттенка, какого-нибудь серого или синего даже возможно. Чаще всего это происходит из-за низкой светостойкости холодных, или наоборот теплых цветов. Понять, какова светостойкость ваших пигментов, которыми вы собираетесь работать, вы можете только спустя время, отследив это на своих клиентах. Лучше всего вы должны почитать о пигментах, которыми собираетесь работать, отзывы. Конечно, не стоит надеяться, что размешав пигменты в воде, вы поймете, как ими работать. Только тщательно изучив рекомендации производителя и используя их с осторожностью, отследив, как в чистом виде заживает каждый, вы начнете понимать пигменты, которыми будете работать. Вы должны делать фото клиента в нейтральном свете, либо в холодном, на таком расстоянии довольно большом, чтобы не было прям холодности в лице, когда вы фотографируете. Определять его тип, холодный он или теплый, и записывать, каким оттенком вы вообще с клиентом работали. Описывайте, как протекала процедура, то есть заглубились, пишите об этом. Сработали, скорее всего, поверхностно, тоже пишите об этом, потому что это все влияет на то, как будет выглядеть заживший пигмент через месяц, через полгода, через год, а если вы заглубились через 5 лет. Просто вы должны понять и отследить, как будут вести себя пигменты, которыми вы собираетесь работать. Смотрите на коррекции, как повел себя цвет, смотрите на обновление, собирайте данные, анализируйте их, и никто не даст вам никаких просто вот таких абсолютно правил простых, что вот этот пигмент будет вести себя вот именно так, а не иначе. Потому что на поведение пигментов кожи влияет очень много факторов.
на которые влияете вы. Я сейчас мочу ватные диски, я готовлю их просто, чтобы показать, чтобы вы могли понимать ватные диски. Вы, конечно, можете по ним попробовать определить основу пигмента, вы увидите, какая из них очень теплая или холодная. Сейчас я вам покажу. Допустим, вот это наш темный каштан. Сейчас дымка разойдется, и вам станет больше понятно. Я пока другими займусь. Зная, какая основа светостойкая, теплая или холодная, вы должны это знать. Вы должны изучить, прежде чем начнете работать с пигментами, как они себя ведут спустя год-полтора, потому что информации в интернете очень много. И вот, допустим, если знать, что светостойкость слабая у красных оттенков, и вы можете выбирать более теплые, то есть сознательно выбирать более теплые пигменты для своих клиентов. Теплый — это значит вот красная, допустим, основа. Он может испугать кого-нибудь в работе, но если я знаю, что он разрушится довольно быстро, я могу им работать. А если, допустим, он наоборот стойкий в этом пигменте, то я категорически не могу им работать, потому что он станет рыжим, оранжевым и красным там буквально через полгода. Поэтому изучите обязательно свойства пигментов, в интернете узнаете либо у производителей. А вот здесь, допустим, желтая основа, ее хорошо видно. Вот здесь тоже желто-оранжевая основа, очень теплый пигмент вот этот вот. Вот здесь, смотрите, какая-то серо-зеленая основа, то есть это холодный пигмент, он опасный. Таким пигментом вы должны работать либо на теплой коже, либо очень поверхностно, либо действительно с корректором. Узнать, вот, это один из цветов аквы, он холодный. Аква часто рекомендует работать с корректорами, у них много их. Это не про наши пигменты. Вот здесь тоже очень теплая основа. Смотрите, она такая дымка желто-оранжевая. И в нем присутствует вот зеленца. Там, где зеленца, это значит всегда есть в этом миксе желтый цвет. Основа желтая. И достаточно безопасная на самом деле. Все вот такие вот с красной основой пигменты, это значит пигмент яркий. Это значит, он для каштановых клиентов. Скорее всего, укладывать его нужно плотно, чтобы у вас не вылез вот этот вот оранжевый цвет или красный цвет после заживления. Поэтому, конечно, это очень интересно. И примерно понять вы можете, какие перед вами пигменты. Но прям четко говорить, что он заживет точно таким же, как на ватном диске, конечно, вы не можете. Если кто-то вам говорит, что вот после того, как вы размочите в стакане либо на ватном диске, он откроет перед вами истину, и вы будете точно знать, какой пигмент подойдет к какой коже, нет, это неверно. Потому что как выглядит цвет, будет зависеть от многих факторов, в том числе, как вы видели в предыдущем опыте, от глубины укладки, плотности укладки, техники, которой вы выбрали работать, и от светостойкости пигментов, то есть от того, как они будут выглядеть спустя время. В рамках нашего дистанционного курса, который можно пройти дома, никуда не ехать ни на какие конференции, не ехать к этим мастерам, которые, проехав 10 конференций, теперь собирают людей и учат их там каким-то тайнам колористики. На самом деле все и довольно просто. То есть просто надо понять, ехать никуда нельзя, понять и применить сразу. Порисовать, помешать, посмотреть. Все это можно сделать дома. Создайте коричневый цвет из 3 основных. Следуйте инструкции на видео. Так как же подобрать пигмент к такому большому разнообразию типажей? Вот эта клиентка русая. У нее должен быть пигмент с желтой основой. Несмотря на то, что этот образ в общем холодный, просто пигменты с желтой основой, они для русых клиентов. Вот эти клиенты – это каштановый, то есть красная основа. Красная она будет даже вот у этой клиентки, несмотря на то, что у нее волосы отливают аж, может быть, синевой где-то. Как и вот для этой. То есть у нас есть большая группа клиентов русых, светлых, холодных, теплых, неважно. И большая группа клиентов каштановых. То есть к ним же я бы отнесла и шатенов, потому что у них тоже красная основа в волосах. То есть вот эта шатенка, такие с рыжиной, теплый каштановый цвет. Ну, они все красные, конечно, основу этих пигментов. И дальше уже то, на что вы смотрите, это оттенок кожи и толщина кожи. Какая толщина? Чем толще у вас кожа, тем еще более теплый пигмент вы должны брать.
Вы смотрите на цвет волосков на бровях, вы смотрите на цвет у корней на волосах и выбираете нечто среднее между корнями волос и бровями. Вот это пигменты, вот этой клиентке нужны были бы пигменты с русой основой. Это такой прям очень темно-русый, прям на грани уже с каштановым. Ну и, конечно, есть категория клиента, которым хочется вообще черный взять, но черным пигментом работать никто не будет, это запрещено. И таким пигментом мы берем самый насыщенный, самый темный цвет, но обязательно с теплой основой, особенно если у нас толстая кожа, потому что чем глубже вы положите пигмент, тем он будет холоднее выглядеть. А все темные оттенки, они либо состоят из черного со смесью красного и желтого, как вы помните, либо из синего, красного и желтого, как вы тоже помните, но с преобладанием синего и красного. Поэтому они все достаточно яркие и опасные, и их лучше немножко теплить. Русые клиенты на самом деле самые безопасные, потому что для русых клиентов вы выберете пигменты с желтой основой, а они уходят почти во всех марках пигментов через такой светло-желтый цвет. Поэтому если желтая основа, то это пигменты достаточно безопасные. Вот такой клиентке вам нужно будет укладывать пигмент очень плотно, очень контрастно. Вы видите, насколько ее брови ярко выделяются на ее лице. Если бы, допустим, у нее не было хвостов, то вам нужно было бы прокрашивать с такой же интенсивностью всю бровь, какой у нее пучок. Поэтому мы укладываем плотно, но границы, конечно, внешние и внутренние дымчатые. Посмотрите, вот как нелепо смотрится на русой девушке брови с красным подтоном. Поэтому я никогда не рекомендую выбирать на русые оттенки пигменты с красным тоном. Как вы можете это понять? Вы можете растереть их на ватном диске, вы увидите, какой цвет преобладает, желтый или красный. Яркость вы можете регулировать при помощи плотности укладки. То есть можно даже не ярким пигментом уложить брови довольно плотно, и они будут смотреться контрастно, если вам это нужно на каком-то лице, допустим. Но я не советую использовать вот на блондинках, на русых девушках пигменты с красной основой. Это не очень красиво смотрится. То есть вот у нее должны быть они русые. Все пигменты с желтой основой, светлые, и с красной основой темные, вам нужно укладывать очень плотно, иначе если вы положите прозрачные пигменты с желтой основой совсем светленькие, то они у вас заживут бледно-желтым, их видно не будет. Если вы положите прозрачные пигменты с красной основой, взяв для брюнетки, допустим, то они у вас могут зажить тоже каким-то таким красно-розовым цветом, поэтому для брюнеток вы должны укладывать пигмент плотно. А вот все нейтральные оттенки и прохладные вы можете укладывать прозрачно, использовать техники теневые именно. Обратите на это внимание, это очень важный момент. Как определить кроющие качества пигментов? Во-первых, что такое кроющие? Кроющие — это значит, когда вы можете их положить ярко, ими что-то закрасить, перекрыть. Лессировочные — это когда полупрозрачные, когда это есть и техники такие, а есть и вообще краски такие, то есть лессировочные и кроющие. В нашем случае в перманентных пигментах, в татуировочных пигментах, это концентрация красящего вещества. Я сейчас возьму одни из самых популярных пигментов Aqua, и они же еще и самыми кроющими на самом деле являются в сравнении со многими другими перманентными пигментами. Тщательно размешаю, потому что когда они стоят, они могут расслоиться, как и все, поэтому размешивать очень важно. Я взяла один из самых темных цветов эспрессо. Уже достаточно. И он, конечно, очень густой. Я, посмотрите, выдавила прям такую большую каплю с горкой. И я возьму цвет Мокачино. Это один из не самых ярких, как вы понимаете, цветов. Его я тоже буду тщательно мешать. Вот эта густота, это не значит, что там много очень
На самом деле, здесь у меня получилось прям очень много, ну ладно, ничего страшного. Вот эта густота, это не значит, что там много пигмента, что его так много, что он стал густым. Нет, это просто достигается загустителями. Как на пару, 3 капли даже, 3 капли другого пигмента. К сожалению, нету огромного количества под рукой, но я думаю, что здесь будет достаточно посмотреть. Тоже 3 капли. Также 3 капли. 3 капли светлого пигмента и 3 капли темного. Так, это черный. 3 капли коричневого. И тут же для чистоты эксперимента это черный от Аквы, чтобы сравнить его концентрацию. Как вы понимаете, количество красящего вещества в пигментах является определяющим в том, что у вас получится. То есть у вас получится ярко от легкого прикосновения, или вы должны будете работать очень долго. То есть вот я растираю коричневый цвет от Аквы. Видите, он один из самых кроющих в перманентных пигментах. Здесь много кроющего вещества. Но вот уже мне не хватает его растереть на ватный диск. Беру тот, где вообще много у меня попало. Тоже видите, как много кроющего вещества, красящего вещества в этих пигментах. Поэтому их любят многие мастера за их хороший остаток в коже. Так, это другой перманентный пигмент. Тоже 3 капли. Ну, как видите, здесь все немножко печальнее в плане концентрации. То же самое с теплым цветом. Ну вот как только он начинает становиться прозрачным, понимаете. Ну, в общем, тоже неплохо. Это наши пигменты, наши миксы. Я к тому, я не хвалю их, я просто о том, что насколько они более кроющими являются, потому что просто концентрация красящего вещества зашкаливает, видите? То есть тут еще на несколько дисков хватит этих 3 капель. Ну и коричневый цвет. Тоже посмотрите, насколько плотно он распределяется. То есть вот эти вот пигменты, они кроющие. У Аквы кроющие свойства тоже очень хорошие, смотрите. И черный цвет. То есть, понимаете, да, любое легкое прикосновение оставит много пигментов в коже. Поэтому, кроме того, что ими очень легко красить, нужно еще и работать очень аккуратно. Теми пигментами, у которых много красящего вещества. Ну, это вот Аква. Черный цвет мне у Аквы никогда не нравился, он заживал сереньким, я не полюбила его. Ну и разницу понимаете, да? То есть здесь, если можно закрыть еще несколько дисков, а здесь все уже все становится прозрачным, ватный диск.
Вот при помощи такого растирания пигмента на диске вы можете понять не только оттенок его, он там желтый, допустим, в нем есть синева или в нем есть какая-то фиолетовость, но и концентрацию красящего вещества в этих конкретных пигментах, потому что это очень важно, от этого должна напрямую зависеть ваша техника работы с кожей. Потому что если красящего вещества много, то вы можете работать вот в этих пудровых прозрачных техниках. Если его мало, если вообще у вашей капли пигмента вы не сможете даже прокрасить вот этот ватный диск, он просто кончится там, то есть у вас загустители, водичка, там, глицерин и прочее, то вы должны будете прокрашивать плотно или раз за разом на ваших клиентов им будет недостаточно яркости и остаток будет очень маленький, они будут недовольны, вы будете недоумевать, в чем же проблема. Поэтому вот при помощи вот этого растирания на пигментах вы можете попробовать, как ложится, как будет, предсказать, хоть чуть-чуть понять, как будет ложиться этот цвет в будущем. Сделайте растирку пигментов, которыми вы собираетесь работать, в соответствии с этим видео. А лучше купите наши пигменты. Я работала над ними 8 лет, они очень кроющие, и вы увидите результат с первых прикосновений к коже. Ссылка на них в описании к этому видео. Кстати, мы доставляем пигменты по всему миру бесплатно. Сегодня мы говорим об анестезии, основной, вторичной, которой мы работаем и которая всех так интересует. Вот у нас 3 ингредиента, которые мы смешиваем для того, чтобы она у нас получилась. Вот такие примерно емкости вы можете использовать. Они одноразовые, продаются во многих магазинах, интернет-магазинах. Вы можете использовать, может быть, емкости просто меньшего размера. Гораздо меньшего. Об ингредиентах. Действующее вещество. Лидокаин 10%. Ампулы в нем в этой коробочке по 2 мл. 10%, как вы можете определить, что это 10%? На упаковке, во-первых, когда покупаете, вы должны спросить, но многие забывают и просто говорят, дайте мне лидокаин в ампулах. И автоматически фармацевты продают 2% лидокаин. 2% лидокаин вам вообще не поможет, он просто его не будет чувствовать, он не сработает. Вот здесь, смотрите, написано раствор для инъекций 100 мг на миллилитр. То есть вот это 10% лидокаин. У вас будет написано 20 мг на миллилитр, либо 50 мг на миллилитр, это 5%. Но он тоже так себе работает. На самом деле на бровях, допустим, у губах можно вообще полностью без анестезии работать, даже без этого, если вдруг у вашего клиента аллергия, допустим. Но в общем и целом лучше всего, особенно для нервических особ, работать обычным 10% лидокаином. Второе действующее вещество – это адреналин. Вот такая коробочка. Адреналин – это его синтетический аналог эпинефрин. Ну, всегда написано адреналин на коробке. В некоторых аптеках продается по рецепту, во всех интернет-аптеках продается спокойно. То есть найти вы его можете и работать им прекрасно можете. Ампула в 2 раза меньшая по размеру в сравнении с лидокаином. Адреналин хранится в холодильнике. Насколько я знаю, сейчас появился уже адреналин, который можно хранить не в холодильнике, но вот конкретно этот у меня, это тот, который хранить при температуре не выше 15, по-моему, градусов, поэтому это холодильник. Он теряет свои свойства. И фенистил гель. Именно гель. Не крем, не что иное, а гель. Ну, это, как вы видите, от аллергии крем, снимает кожный зуд, укусы насекомых и так далее. Все это вы должны смешать в пропорции 1 к 1 условно. То есть, ну, здесь просто вот у нас ампула 2 мл, а здесь 1 мл, но я говорю 1 к 1, потому что по одной ампуле. На самом деле 10% лидокаин ампула 2 мл, адреналин ампула 1 мл и фенистил гель кубик, то есть это примерно сантиметр, выдавленный вами в вашу емкость. Я вам сейчас покажу, это очень просто. Все нынешние препараты открываются легко, не надо их отподпиливать, ничего делать такого. Я обычно вытряхиваю таким образом, держу пальцами, чтобы у меня не провалилось в баночку. И просто вот так выстукиваю весь его
потому что я не люблю заморачиваться со шприцами, чтобы его оттуда доставать иглой, втягивать. Все, она пустая. То же самое я делаю с лидокаином. Где у меня точечка? Точно так же я держу его и вытряхиваю. Все, она пустая, я ее выбрасываю. И фенистил гель. Как я уже говорила, будет видно, примерно сантиметр, может быть, чуть больше. Ничего страшного не будет, даже если вы 2 выдавите сантиметра. И вы закрываете все это крышечкой и перемешиваете. У вас получается такая суспензия. Это и есть ваша вторичная анестезия. Из-за того, что адреналин должен храниться в холодильнике, после работы вы тоже храните свою анестезию в холодильнике. Если этого не делать, она потеряет свойства. Адреналин разрушится и не будет работать. Вот этого количества хватит вам примерно на день, на 5-6 процедур спокойно. Дело в том, что вы мажете вот эту суспензию на поврежденную кожу в небольших количествах. То есть одной капсы, в которую вы наливаете вот эту анестезию, вам хватит на всю процедуру, на любую процедуру. Ну, если, конечно, вы не разливаете и не мажете излишне часто. Действующее вещество – это лидокаин. Он обезболивает. Адреналин продлевает действие лидокаина, то есть он работает дольше. И второе очень важное действие, которое нам помогает в работе, это то, что адреналин сужает сосуды. То есть вот эта вся белая кожа вокруг бровей, когда вы помажете, это именно сужение сосудов, то есть такой микроспазм сосудов. И у вас вы работаете на сухую, просто вам ничто не мешает, вся сукровица, все оно практически полностью прекращает выделяться. Это огромный плюс, видно каждый штрих, когда вы работаете такой анестезией. Кожу она не дубит, стоит, как вы сами видите, копейки, то есть вот тут 85 рублей, тут 25 рублей, фенистил тоже, не знаю, с рублей 150, наверное, стоит, но это очень большой тюбик и его хватит очень надолго. Вот прям очень просто делается. И пользоваться тоже ей очень просто. Вы просто мажете на поврежденную поверхность. На обычной коже, не поврежденной, эта жидкость не сработает. Абсолютно. Существует такое заблуждение, что лидокаин 10% может вызвать ожог тканей. Это прям ерунда. Почему? Потому что я работаю на этой анестезии уже больше 6 лет. В сети студий наших сделано много, не знаю, десятков уже тысяч процедур вот при помощи этой анестезии. И никаких последствий в виде ожогов не было. Это парамедицинский бред. Более того, 10% лидокаин, разбавленный фенистилом и адреналином, уже таким, как вы понимаете, не является. То есть здесь его концентрация гораздо более низкая. Но срабатывает он отлично, вплоть до полной отсутствия чувствительности. То есть клиент может даже не понимать, что вы там с ним делаете, потому что анестезия это очень хорошая. Кожу не дубит, повторюсь. Это максимальное действие, 25-30 минут, и вы снова можете подмазать. Чаще не надо, потому что чем чаще вы наносите эту анестезию, тем она все более слабо работает и более короткий срок. Поэтому мажьте примерно реально через каждые 20-25 минут, не чаще. Эту анестезию придумала не я. Я когда-то давно вычитала о ней на форуме и как попробовала, с тех пор ею и пользуюсь. Вы должны перед началом процедуры у своего клиента узнать, нет ли у него аллергии на компоненты, теми, которыми вы будете работать. Это очень важно, это вообще в принципе обязательное правило. И вы можете прекрасно работать на всех зонах на поврежденной коже этой анестезии. Если у вас останутся вопросы, пишите, с удовольствием вам на них отвечу. Перед началом работы обязательно помешайте пигмент.
Потому что если вы его разбавляли и не помешали, или вы долго собирались, он мог уже у вас тоже расслоиться. И также перед началом работы проверьте на ватном диске сначала, прежде чем трогать кожу, так вот прям легким-легким прикосновением должен хорошо оставаться пигмент. Не должна висеть капля, которая будет большая, вам сильно мешать. То есть, вот, допустим, вот если видно, ну, она незначительная, она даже если заденется за волоски, ее не будет. Так, голову прочно не шевелить. Ее не будет видно. Если она прям большая и норовит упасть, тогда лучше перенастроить вылет иглы, чтобы не было испорченного эскиза в процессе. Но вот на этом аппарате вылет иглы вот такой 2-2,5 мм это норма. На всех аппаратах вылет иглы рабочий свой, и вы должны его знать, вы должны его опробовать до этого на латексе, прям четко понимать. То есть легкое прикосновение к коже должно оставлять прям хорошо видный пигмент, след, ну, точечки, которыми мы будем работать. Вот здесь у меня вода, это обычная вода, который я буду в процессе стирать. То есть тоже я готовлю заранее, но воду на стол я не ставлю, она может упасть, мне помешать. И привыкните класть машинку вот так на ватный диск рабочей поверхностью, чтобы не пачкалась ваша поверхность. Потому что грязно, это не очень хорошо. Перед началом работы вы должны создать себе удобное место для работы. Почему я делаю на этом акцент? Потому что вам должно быть хорошо видно, поверхность должна быть освещена. Я должна хорошо видеть поверхность, до которой буду дотрагиваться иглой. Это очень важно, потому что многие мастера вот делают такую ошибку. Они, во-первых, плохо видят, они не могут нормально натянуть, у них сгорблена спина, это неудобно. И они вот так руками и своей головой создают тень. То есть я сразу отворачиваю голову клиента от себя, натягиваю вот так в две стороны хвост брови, чтобы он не искажался. Натягиваю я его вот таким образом. Средняя фаланга указательного пальца тянет вверх. Прям вот я ставлю и вытягиваю на лоб, на плоскую поверхность. И в противовес, в противоположную сторону, подушечка большого пальца тянет кожу, ну, в противоположную сторону. Я могу либо стоять вот так рукой на скуле у клиента. Это зависит от лица, от размеров лица, удобно, неудобно. Вы можете смотреть это уже на процедуре, вы можете понять это. Либо я могу встать вот так на свой же палец и вот так максимально вертикально работать по отношению к коже. Иногда, когда ставишь руку на скулу, ты, получается, подходишь к коже как бы под углом. И многие мастера таким образом слишком плотно кладут пигмент. То есть вы можете это сделать сознательно, если вдруг у вас очень толстая кожа, и вы понимаете, что вам нужно работать именно под углом кожи. Но так как мне нужно работать вертикально, в этом случае я поставлю руку вот так вот на свой палец и буду совершать наши вот эти обычные маятниковые движения, которые мы проходили на всех уроках. Маятниковые гладящие движения. Сегодня у нас еще один урок экспериментов над собой. Сегодня вы поймете разницу в длине штриха и в ощущении, которое остается у вас в пальцах от этой длины, от этого маха, и на коже именно. Также точно стерильным модулем, пигментом для процедуры вы делаете вот такое движение. Смысл в том, что штрих длинный оставляет ощущение в пальцах очень звонкое, такое сильное, яркое. То есть вам будет казаться, что вы слишком глубоко в коже. Но это не так. Дело в том, что просто игла цепляется при большой скорости движения, при вот этом большом длинном чирке. Она цепляется за поверхность, и у вас остается ощущение, что вы прям очень сильно давите. Это только ощущение, что как игла задевается за кожу. То же самое ощущение, когда у вас маленькое движение, когда вы прокрашиваете, допустим, какие-то мелкие участки или просто заигрались с маленьким штрихом, у вас ощущение в пальцах отдачи соединения иглы кожи, оно такое слабое, вы почти не чувствуете ничего,
Но в этот момент вы уже очень глубоко можете оказаться, потому что сопротивление кожи и игле единички, оно слабенькое, оно прям... Игла входит как нож в масло в кожу, потому что она единичка, она очень тонкая и на самом деле травматичная. Поэтому вам нужно понять разницу. Вот это движение, оно безопасное, потому что оно длинное, потому что вы не в глубине кожи, а вы как бы гладите ее по поверхности. Но оно дает большую отдачу вам пальцы в руки, и вам кажется, что вы слишком сильно давите, вы, наверное, слишком глубоко. Это не так. На самом деле самое опасное — это маленькое такое вкапывающее движение, когда вы можете уйти слишком глубоко, этого не почувствовав. И клиент вам может не подсказать, потому что он не знает, как правильно. Ни того, ни другого движения на моей коже не осталось, потому что я знаю, с каким нажимом нужно работать. Но когда вы будете делать это движение на себе, вы поймете, что длинное движение, оно отдается очень ярко в пальцах, а короткое очень слабо. На деле, может быть, даже на коротком вы себе кожу повредите. Вы почувствуете, что игла трогает кожу, и вам уже больно. А вот на этом ощущении будет, что просто ощущение, что вы гладите кожу. Вы должны понять, что вот это правильное движение и ощущение в пальцах, и в машинке, и в руке, и в отдаче от машинки. А вот это неправильное движение. Вы насажаете пятен, заглубитесь, испортите работу. Поэтому научитесь работать вот таким длинным движением, примерно 1,5, а то и 2 сантиметра. И все будет у вас идеально. Выполните штрихи на перчатке в соответствии с инструкциями в видео. Вы должны не прокрасить свою руку, только перчатку, и понять, что чем длиннее штрих, тем проще заглубиться. Чем короче штрих, тем он меньше ощущается, но более эффективен. Вы больше его контролируете. Сегодня у нас очень странный урок, но он очень нужный. Сегодня мы будем понимать, как понять толщину, глубину, как угадать глубину на разных участках брови. Для того, чтобы вам сегодня работать, вы должны взять аппарат, стерильный модуль, которым вы до этого не работали, одеть одноразовые перчатки. И работать мы будем на себе, потому что кроме как понять нажим на своей коже и усилия, вы не сможете иначе. А работать мы будем, конечно, без анестезии, но с пигментом. Потому что вы должны четко понимать, на какой глубине пигмент остается, на какой глубине он не остается, и разницу в толщинах кожи. Вскрываете модуль, заряжаете. На этом вылете вы очень глубоко пораните кожу, так и не донеся пигмент до вашей кожи. Я не советую вам прокрашивать большие площади на своей руке, совсем немножко. Вылет должен быть таким, на котором легко подается пигмент в кожу. На этой машинке это вылет примерно 2-2,5 мм. То есть я сразу уменьшаю вылет до нужного мне. То есть вот примерно вот на таком вылете этот аппарат отлично кладет пигмент. На своих аппаратах вы уже изучили заранее. Что мы будем делать? На своей руке сначала без пигмента, а потом с пигментом я буду пробовать, какое усилие нужно приложить для того, чтобы пигмент остался. Вот в этой части, где очень плотная кожа. Смотрите, что я делаю. Я ставлю палец рядом и я начинаю махать в воздухе. Я машу в воздухе и постепенно приближаюсь к коже, пока я не почувствую легкое прикосновение. Это не боль, это просто прикосновение иглы кожи. Это как будто ты ведешь зубочисткой такой легкий чирк, как будто кто-то вот так легко проводит зубочисткой. То есть вот с таким примерно усилием вы должны работать. На самом деле в татуаже боли нет. Это может быть немного неприятное ощущение, совсем ерунда, но это не боль. И когда вы вот это почувствуете на себе, вы поймете, что при сильном рассматривании, что перчатка не повредилась, нету никаких дырочек, то есть вы даже не дошли до кожи. Вы можете набрать пигмент, конечно, это должен быть чистый пигмент, капса, все одноразовое, и попробовать маленький-маленький кусочек прокрасить на себе.
Прежде чем вы пойдете работать на клиенте, вы должны понять усилия, которое вы прикладываете для того, чтобы пигмент внести в кожу. На самом деле вы должны чувствовать, вы должны прокрасить перчатку, но на коже на вашей не должно остаться пигмента. Поэтому приготовьтесь к тому, что будет щекотно немножко, но вы должны поработать таким образом, чтобы пигмент лег на перчатку и только. Смотрите, вот появляются точечки. То есть я проникла в перчатку на ее толщину. Как вы сами понимаете, перчатка это очень тонкая штука. Я кладу такие аккуратные штрихи. Смотрите, мне совершенно не больно. Я просто чувствую прикосновение. Я положила крошку легкую, с которой мы будем, в принципе, работать дальше. И теперь я должна снять и проверить, не прокрасила ли я себе кожу. Смотрите, это место абсолютно чистое. То есть нету совсем пигмента на коже, хотя я очень хорошо и плотно прокрасила вот эту часть перчатки. Я могу проверить. Смотрите, пигмент не стирается. Это значит, что я прокрасила перчатку, но не повредила кожу совершенно свою и не внесла пигмент тоже совершенно. Чтобы зафиксировать этот навык, вы должны пройти довольно большое расстояние и прокрасить перчатку очень хорошо. Вот в этой вот части выпуклой максимально. Опять смотрите, я ставлю палец, прикасаюсь к коже легко-легко. Я даже сначала ничего не чувствую, потом в момент, когда я почувствую кожей руки и рукой, которая держит машинку, я дотронулась. Смотрите, появляется вот эта вот крошка, эти точки. Мне не больно абсолютно. Я просто учусь дотрагиваться с таким усилием, с которым прокрасится только вот эта часть перчатки, по которой я рисую. Не моя рука. Посмотрите, как я плотно положила пигмент. Если вдруг небольшой, маленький какой-то остаток будет на вашей ладони, ничего страшного, потому что, во-первых, у вас все стерильное. Смотрите, на моей руке ничего нет. Смотрите, я сейчас сотру это, попытаюсь стереть это место. Но все осталось, перчатка прокрашена. Когда вы прокрасите вот таким образом перчатку, не прокрасив свою руку вообще ни на грамм, вы поймете вот нажим, с которым вы будете работать на тонкой сухой коже. То есть если вам попадется клиент с такой кожей, то не сильнее, очень легко и воздушно. Посмотрите на толщину перчатки, она очень тонкая. Что я сделаю для того, чтобы попробовать толстую кожу? Я одену 2 перчатки. Я как бы сделаю слой кожи, на котором я буду работать, в 2 раза более толстым. Вот это же место. Абсолютно такое же движение. Я ставлю палец и начинаю махать в воздухе. Только выберите чистое место, чтобы вы прокрасили 2 слоя перчатки желательно. Я начинаю махать в воздухе, постепенно приближаясь к своей руке. В какой-то момент я прикасаюсь, но усилие здесь мое в 2 раза сильнее, чем до этого. Точки, смотрите, ярче. И след, который за мной остается, тоже намного ярче. Вам надо добиться такого усилия, чтобы вы прокрасили сразу 2 перчатки, но не прокрасили кожу. Вот эти 2 перчатки, по ощущениям, будет похоже, такое же ощущение на толстой коже, на переносице, на толстой жирной коже. То есть вам не должно быть больно, потому что игла не доходит до вашей кожи, она только прокалывает и прокрашивает перчатку. Вот пока вы не освоите это усилие на себе, постоянно понимая, что вы или слишком поверхностны, или слишком сильно давите, и вам больно, и след остается на коже. Прокрасилась плотно, видите, проколота верхняя перчатка, прокрасилась нижняя перчатка.
и не прокрасилась кожа моя. Точно так же я пытаюсь стереть. Как вы видите, прокрашено очень плотно все, но не моя кожа. Вот такой вам урок для того, чтобы понять, какой нажим вы будете использовать на толстой коже, это 2 перчатки, и какой нажим вы будете использовать на тонкой коже, это 1 перчатка. Перчатка самая обыкновенная, очень тонкая, прям очень тонкая. Кожа моя осталась, как вы видите, совершенно не прокрашенной. Она чистая, неповрежденная, крови нет. Поэтому это безопасно, но вы должны понять нажим. Вы должны почувствовать усилие, с каким вы будете давить на кожу клиента. Выполните штрихи на перчатке в соответствии с инструкциями в видео. Вы должны не прокрасить свою руку, только перчатку. Ставлю руки в удобную позицию. Я начинаю махать, смотрите, на сантиметре в высоту в воздухе. То есть я вот уже это движение совершаю. И постепенно, очень медленно я приближаю иголку к коже. Я не вижу в момент, в котором, когда я прикоснусь. Я его почувствую пальцами только. И вот когда я почувствовала пальцами этот такой дзынь по коже, не делая усилия большего, я начинаю продвигаться от темного, как я уже много раз говорила, то есть с нижней части брови к внешней части. Таким сплошным блоком, гладящим движением. Мое движение, как и на латексе, должно быть таким результативным во всю длину. Обязательно спросите вашего клиента, если ему терпимо, прям вот терпимо совсем, не больно, вот совсем прям абсолютно терпимо, значит все хорошо. То есть вы лучше помашите в воздухе, как бы недостаточное усилие окажите на кожу, ну, при давлении, чем вы сразу сделаете это очень глубоко. Посмотрите, где я начала. Я начала в середине брови, вот как бы в нижней части излома практически. Почему я это сделала? Первые самые ваши процедуры вы можете ошибаться с глубиной, и так и будет, скорее всего. Поэтому я это сделала вот здесь в середине, чтобы не заглубиться, потому что висок, где находится кончик брови, вообще в общем хвост весь брови, это самая тонкая кожа, и на ней почти всегда вот это прикосновение оказывается излишним, поэтому категорически запрещено начинать с головки брови. Ну, чуть более опытные мастера начинают прямо от хвостика, а вам можно попробовать, если это вообще первое прикосновение кожи, начинать из середины именно вот в изломе. Потому что вы, когда пройдете вот этот вот блок полный, вы поймете примерный такой средний нейтральный нажим, когда сотрете эту часть. Так как эскиз вы не потеряете из-за красной ручки, которую мы нанесли, можете стирать бесстрашно, но все-таки аккуратно, потому что, мало ли, на некоторых кожах ручка не держится совсем. То есть вы видите, как я это делаю, поперечным таким движением вазелина. На второй брови я покажу, как начинать с хвоста, потому что в некоторых случаях это самое удобное. И все сразу ватные диски выбрасываете. Если вы вот достигнете сразу вот такого результата, когда еле видная, но все равно хорошо видная дымка, это отлично. То есть вы с таким же нажимом проходите, не меняя его, ни в коем случае не усиливая до хвоста. Один блок буквально я положила, чтобы ни в коем случае, если вдруг это усилие слишком большое для этого клиента, чтобы не испортить много кожи. То есть это будет немножко и в яркой части. Я сейчас сотру хвост. Тут у меня хорошо видный эскиз. Красный цвет виден довольно хорошо. И покажу, как начинать с хвоста. Потому что очень многие мастера начинают все-таки с хвоста. И это на самом деле действительно удобно. Просто делайте нажим прям очень-очень-очень слабым. То есть вот это самое легкое прикосновение, которое вы испытали, прикоснувшись к коже. Еще раз натягиваю пальцами хвост в 2 стороны. Вверх вытягиваю его максимально, чтобы не ставить руку на глаз. И пальцы свои ставлю рабочей руки на свой большой палец. Если стереть коричневый карандаш, ну, тот, которым я рисовала эскиз перед началом процедуры, то есть оставить прям только голую кожу, то вы сможете увидеть след от своего прикосновения. И как мы проходили на всех уроках, блоками. Блок – это штрих
одинакового нажима, одинаковой скорости и одинаковой длины. Только от нижней части и поднимаясь к верхней части брови, чтобы не законтурить, чтобы не создать полосок. То есть вот я дохожу до верхней части брови, я выхожу из кожи и пойду на следующий блок. То есть запрещено пройти с нижней части на верхнюю и потом с верхней на нижнюю, потому что вы можете слишком ярко положить цвет. Вот этой дымки достаточно для того, чтобы зафиксировать эскиз. То есть вы с таким усилием можете пройти всю бровь и потом просто на втором проходе создать акценты в нужных вам местах. Это идеальный вариант, когда просто вы зафиксировали эскиз. То есть вот эти вот штрихи, они могут быть в одну сторону на себя, то же самое, как мы проходили. Они могут быть в две стороны, на себя и от себя. То есть это зависит от того, как у вас лучше получалось. Старайтесь не экспериментировать и выбирать то, что лучше получается, особенно в самом начале. Можно работать прям по черному, ну прям по эскизу, ориентируясь на ощупь. Вот прям как бы мои глаза — это мои пальцы. Я просто чувствую во всю длину, что я нахожусь в коже, в штрихе, что я не скачу, что я прикасаюсь там, где мне нужно к коже. Потому что в растушевке увидеть прикосновение довольно сложно, мы можем просто только увидеть след. И каждый сантиметр я чуть-чуть поворачиваю голову, чтобы я не тянулась вот туда, мне не было неудобно, чтобы моя спина была максимально ровная и мне было хорошо видно. Начинать я должна прям четко от нижней линии, не ниже и не выше вот границы моего эскиза. И если вы пройдете равномерными блоками, вот с нужным количеством штрихов. Нужное количество штрихов на, допустим, бровь толщиной в сантиметр, это от 50. Причем расположены штрихи должны быть равномерно по всей брови, потому что на первом проходе у нас нету цели уже прокрасить прям с градиентом, с усилениями в нужных местах. У нас есть только цель зафиксировать эскиз. И вы должны примерно каждый сантиметр проверять, легло, не легло, чтобы ваше усилие не оказалось холостым. Чтобы вы, если вдруг все-таки вы ошиблись и у вас неправильная глубина, чтобы тоже вы не прошли всю бровь, не испортили большую поверхность. Проверяйте примерно каждый сантиметр. Особенно, если вдруг вы начали работать с головки, что я крайне не рекомендую. То есть, если где-то потерялась линия, вы отступили от границы, то вы можете вернуться и ее немного усилить. То есть, у вас будет все полностью под контролем. Подходя к внешней части брови, вы примерно за миллиметр до окончания брови должны класть штрихи чуть-чуть реже. Не уплотнять, а наоборот, чуть-чуть реже их класть. Потому что многие мастера любят потоптаться на верхней части брови. Это плохо, это неправильно. Потому что таким образом создается внешний контур там, где он совсем не нужен. И опять, если вы будете протирать, вот я сейчас, наверное, даже это покажу. Сотру просто все-таки головку. Красный цвет мне не позволит потерять. И по чистой коже будет понятно, как я формирую штрихи. Постановка пальцев не меняется. То есть я просто переставляю каждый сантиметр, натягивая в две стороны. Получается, вытягивая если надбровная дуга у меня, я должна вытянуть выше нее, чтобы она мне не мешала. Подбородок ниже. Попросите клиента чаще опускать подбородок ниже, потому что непроизвольно все задирают. Ну-ка, задери, покажи. И у вас искажается, вы начинаете тянуться в сторону неудобную для вас, и вы плохо видите форму, в которой вы будете работать. Когда я подхожу к головке брови, особенно вот здесь у меня пустое место, я начинаю разворачивать штрих. То есть я начинаю параллельно нижней линии, и постепенно я начинаю менять направление штриха, чтобы прийти к внешней части и к внешней части головки у переносицы. То есть я поворачиваю голову таким образом, чтобы моей руке было удобно, чтобы мои глаза хорошо видели то, что я делаю. И я вот приближаюсь к головке с серией точек мелких. То есть я не успеваю увидеть глазом прикосновение иглы. Я просто вижу, появляется дымка, которая заполнила вот это пространство. И чуть отступив ниже, я уже просто параллельными штрихами, параллельными телу брови, закрываю оставшиеся пустоты до
самого верхнего контура. То есть все, вот у меня головка брови заполнена. Я вам не рекомендую проходить еще раз, потому что может быть легло даже слишком ярко, а может быть бледно, но это ничего страшного. У вас все равно эскиз в виде точек, вот он хорошо виден. Вы лучше сотрите и проверьте, как легло, прежде чем проходить второй раз, усиливать, особенно на первой процедуре. То есть у вас нету задачи прям ярко прокрасить. То есть вот я прошла, вот этой дымки достаточно. Вот она легла везде равномерно по всей форме. Мне достаточно, я наношу анестезию, я протираю бровь мокрым ватным диском. Он очень мокрый. Он настолько мокрый, что еще чуть-чуть и вот так просто с него потечет вода. Потому что любую поверхность кожи проще протереть и как бы более приятно клиенту, не раздражает кожу, если если ватный диск прям почти очень мокрый, прям сильно мокрый. Вода у меня хранится вот на столе. И когда у меня кончаются запасы вот здесь, я беру еще несколько дисков мочу. Поэтому может показаться, что я тру сухим, но нет, сухим я не тру ни в коем случае. Если бы вот сейчас хорошо видно ту работу, которую мне предстоит совершить. То есть я зафиксировала эскиз по всей длине, нанесу анестезию и покажу сейчас объем работы, который нам предстоит. Если вы зафиксируете вот такой дымкой с первого раза, это прям идеально. Это ярче не надо, бледнее будет мало. Тут сейчас очень четко виден объем работы, который мне предстоит, потому что на темной закрашенной брови этого видно не было. Пучок основной вот сосредоточен в нижней части, не головки даже, а как бы начало тела брови. Мне нужно будет сравнять по насыщенности середину брови и хвост вот с этим местом. А вот здесь, где абсолютно пустое место, есть 2-3 пенька, где выщипаны были брови, мне нужно будет дымку растянуть таким образом, чтобы этот пучок не выделялся, чтобы бровь смотрелась равномерно насыщенной с расстояния примерно в полметра, когда общаешься с человеком. Такие формы выщипанных бровей будут попадаться очень часто. И вы должны понимать, что просто равномерно прокрасить этого недостаточно. Вы должны дать большую яркость в тех местах, где волосков мало, и сравнять пустое место с наполненным волосками местом вот такой мягкой равномерной дымкой. Я это покажу в процессе. На этой стороне у нас будет другая картина. Здесь насыщена цветом верхняя часть головки брови и верхняя часть излома. То есть основная работа будет как раз по низу. А здесь вот наоборот. То есть мы выравнивали асимметрию и должны акценты расставить таким образом, чтобы все было красиво. Анестезия срабатывает практически моментально. Иногда бывает, что вы пройдете, такое будет обязательно, вы пройдете и поймете, что почти ничего не видно, даже, можно сказать, с кожи сливается, ничего не видно. Лучше не пытайтесь усилить прям сразу, тем более, что у вас, вы можете потерять, может быть, форму, если не зафиксировали с одного раза. Нанесите анестезию, и кожа, которая белеет вокруг вашей работы, то есть вокруг травмированной кожи, тут сейчас видно, да, вот появляется прям белая кайма. И ваша дымка станет на фоне вот этого белого цвета кожи более хорошо видной. То есть очень часто прям бывает первый проход не видно, после нанесения анестезии его становится видно. Поэтому дайте коже пару минут, чтобы понять, видно или не видно. Вот это первый вариант фиксации эскиза, когда я не стирала карандаш, когда я работала прям сквозь него, ориентируясь только на ощущения в пальцах. На второй брови я покажу, как работать по чистой коже, но просто у вас все равно не всегда получится работать по чистой коже, потому что иногда бывают очень-очень густые брови, и вы сквозь волоски вынуждены работать. Поэтому привыкайте к тому, что ваши глаза – это не глаза, а вот эти пальцы, 2 пальца, которые лежат рядом с местом, на котором вы работаете. С того момента, как вы нанесли анестезию, клиент вам ваш больше не помощник. Он не будет чувствовать боли, он будет чувствовать прикосновение и не будет понимать, сильное оно или слабое. То есть все, вы боль отключили, а на самом деле вот эта работа первичная без анестезии, она вам очень сильно должна помогать. Потому что если стекут слезы, если прям вот пытается от вас увернуться клиент, если он говорит «мне больно», это значит, вы давите слишком сильно, слишком глубоко. И даже если у вас не остается след, это не значит, что вы должны еще сильнее надавить через боль клиента. Нет, вы должны перенастроить аппарат. То есть, скорее всего, у вас что-то не то. Либо вы совершаете движение такое, вкапываетесь в кожу, резким ударом в кожу входите, не гладящим, как я учу, а прям вот таким резким. Либо вы
работаете с неправильным вылетом иглы, и на большом вылете, несмотря на ваше правильное усилие, когда клиенту даже больно, игла не доносит до кожи пигмент. Поэтому легким прикосновением должно оставаться хорошо видимый след и много пигментов кожи. Вот это правильный вариант вашей работы. На втором проходе я должна уже прокрасить бровь максимально равномерно. Когда прикосновение мое длинное, то есть оно примерно сантиметр, может быть даже чуть больше, зависит от удобства каждой конкретной формы бровей, оно оставляет очень яркое ощущение в пальцах. То есть я прям чувствую, как будто я сильно глубоко повреждаю кожу, но это только ощущение. На самом деле, если я буду делать вот такое какое-нибудь маленькое мелкое движение, пигментов в коже останется больше, но пальцами я буду его не ощущать практически. Поэтому я вам сейчас сделаю акцент на взаимосвязь с размером штриха. То есть если он большой, у вас в пальцах вот это ощущение вибрации, сопротивления кожи, оно будет прям сильным, даже звук вы будете слышать. Но если оно у вас это движение правильное, длинное, то вы не заглубитесь. А если у вас движение маленькое, коротенькое, то вы заглубитесь с большей даже вероятностью. Есть правило в работе с сухой кожей. Вы должны начинать, вообще вы должны работать максимально вертикально, держа иглу, доходить до внешнего края. У внешнего края брови уменьшать количество штрихов, чтобы не было у вас там плотности большей. И снова надо начинать с нижнего края и подходить к внешнему таким же максимально идеальным блоком. У внешнего края брови вы можете примерно в 2 раза меньше делать штрихов, чтобы там дымка была более воздушная. Можно наносить вазелин для того, чтобы каждое движение легко стиралось, потому что будет сквозь вазелин проходить игла с пигментом и стираться одним прикосновением. В головке я рисую штрихи наискосок, постепенно их укорачивая, и они у меня слегка такие, немного изогнутые. Это один из вариантов, как прокрашивать головку. Можно работать на разных скоростях. Вы можете работать на высокой скорости, когда ваша рука быстро машет ваши пальцы, либо вы можете работать на низкой скорости машинки и, соответственно, замедлить движение. На низкой скорости движение контролировать проще. На низкой скорости движения машинки. Вы просто должны постоянно каждое свое движение проверять, протирать. Потому что здесь красные точки видны до сих пор мне по периметру, хоть уже и мало, и плохо. Есть правило, как с машинами. Не вижу, не еду. Если вы сомневаетесь, что все в форме, что вы ничто не потеряли, то вы должны сесть и посмотреть, лег ли Нет, вы должны сесть и проверить по симметрии обязательно. Ну а если вы зафиксировали форму с первого раза и у вас все хорошо, тогда вы просто прокрашиваете. Кожа, на которой я работаю, она холодная. Там, где веснушки, всегда чуть холоднее кожа, даже если, может быть, вас вводит в сомнение, в заблуждение, возможно, там какие-то теплые волосы или даже рыжие. На холодной коже всегда работаем чуть более теплым пигментом. Если кожа у вас холодная, еще и тонкая, то вы тогда должны, зная, что вы только начинаете работать, чуть-чуть еще теплее делать, либо выбирать пигмент, либо делать микс более теплым. Когда вы зафиксировали форму, вы можете усилить центр вот таким движением наискосок. То есть я начинаю от воздушной головки такими мягкими плотными штрихами и по центру брови, заполняя середину только, ту, которая должна быть ярче, штрихами наискосок, я продвигаюсь, постепенно отодвигая большой палец. Главное постоянно стирать и проверять, чтобы насыщенность не стала слишком яркой, чтобы ярко не лег пигмент. Вообще вот этот штрих наискосок из центра, он очень хороший, он очень такой классный. У вас мягко остается такая мягкая дымка. Я кладу штрих, начиная из центра и на вылет, заканчивая свое движение у внешней границы. Я это делаю также точно блоками. С нижней части брови я делаю то же самое, только
на долю миллиметра я нахожусь ниже, чем линия моего эскиза, чтобы вот эта мягкость была видна. Получается, я делю бровь напополам, и если бровь сантиметровая, мой штрих примерно 5-6 миллиметров начинается как бы у контура и заканчивается в середине. Это позволит вам создать такую мягкую дымку по нижней линии. Не четкую границу, если вы будете прокрашивать параллельными штрихами, а очень мягкую, красивую дымку. Точно такое же движение в верхнюю сторону. И точно такое же движение вверх, только оно не вертикальное, как бы, а такое немного наискосок, почти по росту волосков в головке. Надо помнить, работая в головке, допустим, при еще не полностью прокрашенном хвосте, что от излома брови ваши движения должны становиться легче, чтобы не было у вас заглубления, чтобы вы не ушли слишком глубоко. Поэтому будьте осторожны. Я ориентируюсь на прикосновение пальцев, я чувствую, что я дотронулась до кожи. И на появление точечек, которые вижу глазами, но не всегда их видно хорошо. Поэтому старайтесь в основном ориентироваться на пальцы, на ощущения в пальцах. Вы никогда не переходите на вторую бровь, пока полностью четко не зафиксируете и почти, наверное, процентов на 90 не прокрасите на первую бровь. Все дело в том, что если где-то что-то пойдет не так, и вы немножко, может быть, потеряете форму, то вы можете вторую бровь подогнать под первую. На самом деле она для вас эталон, и вы должны ориентироваться, ну-ка, подбородок ниже, ага. Вы должны на нее ориентироваться по форме. Поэтому не трогайте вторую бровь, прокрасив хорошо первую. И даже можете без конца садиться, если сомневаетесь. А вообще сомневаетесь постоянно в своей работе. Протирайте постоянно. Каждый блок примерно протирайте. Не давайте пигменту засохнуть. Бровь не должна быть красной. Если она краснеет, значит анестезия перестала действовать. Либо вы работаете таким образом, что пигмент не остается в коже, кожа травмируется. Поэтому обращайте внимание на бровь, как она себя ведет. Чем более одинаковыми будут ваши движения, чем более близко друг к другу будут лежать штрихи, тем с большей уверенностью вы положите равномерно, мягко и максимально быстро. Если вы будете скакать с места на место, если вы будете нарушать правила, это наши основные правила, когда мы работаем от темного к светлому, а темное в нашем случае это либо центр брови, либо нижняя часть брови. Ничего качественного у вас не получится. И вот здесь, в хвосте, мои движения становятся легче, штрихи короче, и я их почти не чувствую пальцами, потому что чем короче штрих, тем он слабее ощущается. Иногда волоски собой создают ощущение, что там все прокрашено. Вы их должны раздвинуть и посмотреть обязательно. Убедиться, что цвет лег равномерно по всей брови и лег более ярко там, где вы планировали, если вы планировали какие-то акценты цветовые. Если видите, что дымка вокруг становится меньше, белая дымка вокруг, то можете нанести еще анестезию, для того, чтобы не было больно и было хорошо видно все. Когда мы прокрасили процентов на 80 хотя бы, а то и на 90 бровь, на которой работали, надо сесть и посмотреть, обязательно сравнить по симметрии. Несмотря на то, что у меня точечки, которые ограничивают мою работу, то есть я за них не выйду, никак не вывалюсь, мне нужно обязательно все равно перед началом работы на второй брови убедиться, что все у меня хорошо, потому что сейчас я могу изменить вторую бровь нетронутую немного, если вдруг я бы здесь ошиблась где-то по форме. Но здесь у меня просто не хватает немножко дымки в хвосте и, может быть, еще небольшой дымки в долю миллиметра вообще по верхнему периметру. Я сейчас распушу и покажу, как это делается. Вот такой плотности я добилась в головке, потому что пучок родной не давал мне там поработать более прозрачно. Если бы там были равномерно рассеянные волоски, я могла бы сделать любой градиент, который мне нравится. То есть я люблю гораздо более легкие головки, допустим. Но в этом случае я не могла иначе, потому что иначе смотрелось бы, что на бледно прокрашенной какой-то форме растет пучок
который виден, он рельефный и выделялся бы. Особенно с учетом того, что после заживления цвет становится всегда бледнее. А в моем случае непонятно вот с расстояния в полметра, где начинаются волоски, где начинается рост волосков, а где пустая кожа. Единственное, мне теперь надо усилить хвост и его сделать чуть-чуть шире, потому что вот эта часть, она как бы более такая насыщенная и тяжелая смотрится. После того, как я распушу вверх, по периметру, по внешнему, все станет на место. Но самое главное, на что я смотрю, это направление хвостов, чтобы я их не потеряла, чтобы у меня не было такого, что один задранный, второй заваленный, и они смотрят совершенно в разные стороны. Поэтому садитесь как можно чаще. Вы можете даже, в принципе, садиться, если чувствуете, что потеряли эскиз, и в середине прокрашивания, когда вам еще недостаточно хорошо видно, там, даже лег цвет или нет. Главное, чтобы вы убедились, что вы не пошли выше, ниже, не сделали слишком широко, не нарушили вот эту форму. Если вот мне надо где-то что-то исправить, то я беру этот микробраш, который подготовила заранее, макаю его в красный цвет и для себя набрасываю те места, которые меня волнуют. То есть вот конкретно вот в этой части, не трогая зону работы, я просто для себя розовым цветом прозрачно-прозрачно, чтобы не было много там красной кляксы большой. Голова прям так и кренится. И отхожу дальше, смотрю. Также мне вот хочется чуть-чуть здесь подлиннее сделать. Тут есть дымка, просто ее с большого расстояния не видно, чтобы хвост встал на место. Только так вы можете подрисовывать эскиз. Никакими карандашами вы не можете лезть в поврежденную кожу. Никакими ручками многоразовыми, когда вы залезли в одного клиента ручкой, потом этой же ручкой через час залезли в кожу поврежденную другого клиента. Вот. Может быть, это еще зубочистка, но что-то вот одноразовое, что вы выбросите потом после процедуры. Чтобы зафиксировать цвет, я должна таким же блоком пройти по тому цвету, который я положила, по красному. Мягко, равномерно, с таким же усилием, как до этого, потому что мы уже почувствовали кожу. И я начинаю с хвостика, с легкого прикосновения, чтобы ни в коем случае не переборщить. И стираю вот так только этот хвостик, чтобы не стереть всю часть красного цвета, которую я положила. Аккуратно, только по красному. Потому что в хвосте самая тонкая кожа, и на самом деле на нее чаще всего сложнее всего положить пигмент, потому что если ты давишь сильно, заглубляешься, если ты еле трогаешь, ничего не ложится. Поэтому надо найти вот этот баланс скорости и усилия, который сработает. Особенно, когда вы работаете с сухой кожей, она тонкая. С ней надо осторожно. У вас должен быть звук, вот этот такой чирк, такой дзыньк по коже, как будто вы чистите рыбу, но только она очень маленькая. Если вы работаете вот такими распушающими движениями во внешнюю сторону, каждый ваш штрих должен заканчиваться в одном месте, чтобы вы знали точно, что вы не создадите такую внешнюю волнистую линию. Этот навык, он приобретается долгими штрихованиями на латексе. Если вы какие-то мелкие детали подрисовываете где-то, допустим, в головке, то вы должны постоянно стирать каждые несколько штрихов. Вы должны стирать, чтобы убедиться, что легло или не легло, и что-то, если не легло, изменить. Если вы работаете блоками снизу вверх, вы не можете подняться к верхней части снизу, а потом вернуться вниз. А если вы работаете такими блоками наискосок из центра брови к внешнему краю или снизу брови к середине, то вы можете, если видите, что вы совершили скачок, вернуться и закрыть его. Поэтому это удобно тоже, потому что можно вот так пройти сначала вниз, потом подняться вверх, если вы понимаете, что положили штрихи редко. У контура можно такие прям не короткие, не быстрые штрихи совершать, если ваша машинка это позволяет. Если она у вас быстрая, то вы не можете совершать медленные штрихи, иначе вы наставляете полосок. То есть я штрихи совершаю длиной, может быть, примерно в 2-3 мм из середины брови к внешнему краю, для того, чтобы сделать более пушистой внешнюю границу. И опять повторюсь, если у вас машинка быстрая, то и движение должно быть быстрым. Если у вас аппарат, который не меняет силу удара, и вы
можете совершать медленное движение, то пользуйтесь этим. Потому что, конечно, медленно все проще. На первой брови, а ну-ка сейчас выше подбородок. На первой брови вы как бы пробуете кожу, чувствуете ее сопротивление. Вы должны понять, как именно с этой кожей вы будете работать. На второй брови можно уже прям более уверенно совершать движения, вот эти штрих. Все, ниже подбородок. На второй брови вы ставите немножко по-другому руки. То есть вот я натягиваю пальцем рабочей руки вверх, большим пальцем на себя и указательным от себя. Получается вот так в 3 стороны. В длину хвоста и в ширину хвоста у меня натянута кожа. Также старайтесь очищать носик, чтобы на нем не было застывшего пигмента, потому что иногда это мешает увидеть, в каком месте вы прикоснетесь к коже, прям наплывы настолько большие пигмента засохшего, что они вам могут помешать. Если уменьшить скорость машинки еще сильнее, то вы сможете, если ваш аппарат позволяет так работать, то вы сможете работать вот прям очень такими медленными движениями, точно так же блоками во всю ширину, начиная от нижней линии и блоком поднимаясь наверх. Пока вы не уверены в нажиме, вы можете класть меньше штрихов, чтобы не было такого, что вы стерли, а там прям очень ярко и даже, возможно, измененные какие-то вот эти серые пиксели. Это когда заглубился мастер. То есть вот я прошла блоком во всю длину. Я обязательно должна, это же новая скорость для меня на этой коже, я обязательно должна проверять, протереть, проверить, оно легло или нет. Достаточно этого усилия было, чтобы легла такая нежная дымка, как мне надо. Ну вот, она легла, видно отлично. То есть примерно с таким усилием я должна продолжать работать. Единственное, что в районе головки, конечно, я должна усилие это увеличить, потому что там кожа гораздо толще. И этого усилия будет недостаточно вообще для того, чтобы пигмент лег. Если вы будете начинать только от нижней линии, вот если вы собираетесь работать параллельными штрихами, как я сейчас показываю, только от нижней линии равномерными блоками подниматься к внешней части, вот как я сейчас, доходить до этой внешней линии и не делать больше ни одного лишнего движения. Стирать, проверять, легло или нет. Все хорошо, все легло, чуть-чуть стало ярче. Если где-то пустота, вы ее усиливаете, закрываете. То есть ваша задача на первом проходе просто слегка дымкой зафиксировать форму. Так вот, если вы будете вот это движение повторять мое от нижней части и наверх, только так, то вы никогда не законтуритесь и не насажаете пятен. Во всяком случае, таких, которые сложно исправить. Ходя к излому, я немножко как бы меняю вот так на расширение штриха, меняю направление, чтобы закрыть вот эту форму тут полностью. Причем я помню, что у меня по верхней части основное количество волосков растет, и я там не усердствую. На этой стороне можно наоборот просить клиента приподнять подбородок немножко, чтобы хорошо видеть вот эту часть у глаза, чтобы вы точно знали, что вы начинаете в нужном месте. Вот эти движения неспешные. Это еще один способ, которым вы можете работать. Они вам позволяют контролировать все. То есть, вот если у меня легла капля, которая мне мешает, я уберу ее. По сути, на большой скорости движение это тоже точно такое. Просто на небольшой скорости оно более контролируемое во всю ширину брови и нажим. То есть вы с большей уверенностью можете проходить бровь, не боясь ее заглубиться, не боясь заглубиться. Если вам что-то мешает, скользкая кожа, допустим, или мокрая, то вы, конечно, должны это изменить. Не работайте, когда не видите. Если у вас лег пигмент каким-то пятном на кожу, и вы не видите, не понимаете, куда вам нужно идти, протрите. Сделайте так, чтобы вам было хорошо видно. Прямые линии еще хороши тем, вот прямые линии в эскизе хороши тем, что вы точно знаете, что вам не надо какие-то сложные движения совершать для того, чтобы зафиксировать. То есть я просто параллельными штрихами, параллельно контуру прохожу
до самой головки. Только в головке я, может быть, немножко изменю направление штриха своего. Но на этой головке я покажу вам, как можно по-другому фиксировать. Еще один вариант. Каждый сантиметр кожи я натягиваю также в 3 стороны. То есть вот мой мизинец выступает в роли вытягивателя брови на лоб. И большой палец натягивает на меня и указательный палец в противоположную вот от лба сторону. Можно натягивать еще вот таким способом. То есть вы тянете в 2 стороны и указательным пальцем вытягиваете на лоб, а средней частью фаланги вы вытягиваете в противоположную сторону. И вот таким образом ставите рабочую руку на палец свой и совершаете вот тоже такое же прямое движение. Но когда я работаю медленно, именно вот такими медленными штрихами на низкой скорости, я хочу быть максимально низко по отношению к коже, для того, чтобы иметь больше контроля. Поэтому я так работаю на такой скорости. Вот этой частью мизинца я в головке вытягиваю кожу наверх. Так как эта головка наполнена волосками, я уже сейчас думаю о том, чтобы ее не сделать прям сильно ярче, намного ярче, потому что иначе мои брови будут смотреться совершенно разными. Я должна уравновесить при помощи прокрашивания то, что одна головка пустая, а другая наполнена волосками. Поэтому я буду... Каждый мой штрих короче предыдущего, он повторяет форму головки. То есть вот можно фиксировать головку как зонтиком раскрываясь, а можно фиксировать головку просто укорачивая каждый следующий штрих. И есть такое упражнение у нас, а еще выше подбородок. Есть такое упражнение у нас в наших уроках, где мы вот волнистой линией кладем штрихи. То есть здесь надо, чтобы вот прям началами штрихов я создаю вот эту головку. Каждый штрих ушел, и форма создалась. То есть, на самом деле, разных вот этих штрихов в головке очень много. Можно прям такие полукруглые делать, всякие. Но какой выбрать штрих, зависит от рельефа головы. Глубоко посаженные глаза или, наоборот, ровная поверхность. Все это по-разному совершенно ставятся руки. Ну вот такой дымки вообще прям очень даже достаточно, но красный цвет тем не менее виден. Сейчас кожа побелеет и станет понятно все. На самом деле на первом проходе ярче, чем вот это, не надо, потому что все усилия сверх, свыше, они могут быть, если вы только начинаете, опасными. Поэтому все мои первые проходы, они такие полупрозрачные, чтобы просто потом вы уже усиливали, напыляли, держа под контролем, постоянно протирая. Если бы эта головка не была так насыщена волосками, то я, конечно, сделала бы эту гораздо более воздушной. Это не кровь, это красный цвет. Я для себя отметила там дырочку. Ну все, мне четко видна вот эта граница нижняя. И я начинаю прокрашивать. То есть, еще раз, вот это движение руки может быть тем медленнее, чем медленнее аппарат может работать. Потому что некоторые аппараты, они просто не могут замедляться. Они, замедляясь, теряют силу свою. То есть они не могут просто кожу проткнуть. И такая скорость может быть только у тех аппаратов, у которых при замедлении скорости не теряется сила удара. И постоянно протирайте. Каждый блок протирайте, чтобы убедиться, что легло. Не вздумайте давить слишком сильно. Сейчас я буду показывать, как в несколько проходов добиваться насыщенности. У вас нету надобности с первого раза на совсем положить надолго, так, чтобы изменился оттенок. То есть постепенно напыляя, вы будете усиливать свою бровь. Это то, что надо на вот этой первой процедуре. Ничего больше. То есть вот она на тон усилилась. Не буду я в ней ковыряться, продолжать снова. Я буду подниматься выше, чтобы она у меня вся просто стала равномерно более насыщенная. И на этапе, когда она наполовину прокрашена, я сяду еще раз посмотрю, потому что это очень важно, контролировать процесс прям полностью. Такие неспешные движения, когда вы гладите кожу таким вот прям длинным движением. На самом деле длинное движение позволяет вам осуществить больше контроля над тем, что вы делаете. То есть при длинном движении вы с меньшей вероятностью уйдете вглубь.
Потому что лучше пусть у вас ничего не останется после первой процедуры, чем придет клиент с фиолетовыми бровями и скажет: удалите мне это немедленно. Правила те же самые, что и на быстром штрихе, повторюсь. От темного к светлому. Темная у нас это нижняя часть брови и середина практически всегда. А светлая и мягкая это внешняя часть. Так как у нас здесь по верхней части брови еще и большее количество волосков растет, я там сразу автоматически делаю меньше штрихов и не делаю вот этих вспомогательных никаких движений по внешнему контуру ни в коем случае. То есть вот за мной появляется равномерно окрашенная просто поверхность. Она еще недостаточно прокрашенная. Я все еще буду возвращаться. Просто у меня нету цели сейчас научить вас прям с одного раза прокрасить. Потому что прокрасить с одного раза это значит с большей вероятностью иметь возможность ошибиться. Ошибиться в нашем случае это чаще всего, конечно, глубина. Потому что хоть мы и знаем, что работать надо в долях миллиметра, но на ощупь это очень сложно понять, практически невозможно. Ближе к головке я задираю подбородок, чтобы мне было видно нижнюю часть головки бровей. Блоки свои я могу соединять воздушным краем, могу их накладывать один на другой, они тогда, соответственно, будут гораздо ярче. То есть, если перед вами очень яркий брюнет, очень яркая брюнетка с широкими бровями, вы понимаете, что надо будет работать много, вы можете сразу накладывать блоки прямо один на другой, чуть-чуть выдвигаясь вперед. То есть вы автоматически получите очень такой яркий, плотный прокрас. А если перед вами кто-то очень светлый и работы немного, и надо контролировать каждое движение с тонкой кожей, возможно, то вы должны тогда блоки соединять воздушным краем, чтобы не усилиться слишком сильно. И вот здесь, где у меня самая яркая часть, где головка брови, я буду класть прям прозрачно, чтобы не усилить слишком сильно, чтобы они были приблизительно похожи слева и справа, потому что цель-то наша выровнять асимметрию. Анестезия печет, да? Жалко, что этот пучок такой по низу только дурацкий. Но оно все побледнеет, когда заживет. Сколько недель? Да, через неделю. А отпадет через неделю? Да, то есть обычно где-то 7-10 дней держатся корочки. До Нового года отпадет. А что сегодня? Ну, конечно. Не, конечно, бывают кожи всякие, но как бы максимально держались там что-то 2,5, что ли, неделю. Ну, это прямо из ряда вон. Вообще 7-8 день уже все. То есть вы должны, если работаете в головке, создать себе условия для движения вертикального, удобные. И чтобы вы видели хорошо, и чтобы вы контролировали полностью. То есть вот я мизинцем вытягиваю на лоб, натягиваю большим пальцем на себя и указательным немножко в противоположную от мизинца сторону. Вы сейчас слышали звук, который создается при длинном штрихе. То есть он прям ярко выраженный, потому что игла, она как бы скачет по коже. Она, конечно, втыкается местами в кожу, чтобы внести туда пигмент. Но вот этот звук создается именно этим скребущим движением. И если ваша машинка очень громкая, вы его не услышите. Но вот сейчас у меня аппарат работает на невысокой скорости, и его очень хорошо было слышно. Такой звук, похожий на чистить рыбу, реально. И вот так вот нудно, слой за слоем, постоянно контролируя форму, вы напыляете цвет, добиваясь нужной насыщенности, нужной вам насыщенности. Отступая от нижнего контура долю миллиметра, я даю возможность нижнему контуру быть тоже мягким. Не пытайтесь сделать очень яркие какие-то четкие границы у ваших бровей. Тогда на коррекции у вас будет больше возможностей для того, чтобы исправить какие-то ошибки, может быть, по форме даже. Основной прокрас у меня в середине брови, ближе к насыщенному волосками месту. Когда вы прокрашиваете обе головки, вот так ставите руку и натягиваете на себя немножко кожи, чтобы увидеть, где начинаются они
и где заканчиваются они примерно. Если у вас есть какие-то сомнения глобальные по форме, то лучше сесть посмотреть, чтобы убедиться, что все хорошо. А если просто вы прокрашиваете, то вы должны вот так вот видеть форму, чтобы слева и справа ее оценивать одновременно. И опять повторюсь, не спешите прокрасить максимально плотно. Распушайте, делайте мягкие границы, чтобы у вас была возможность усилить, допустим, на коррекции, и не было желания стереть. Привыкните стирать и протирать каждые там, несколько штрихов, десяток штрихов, и вы стерли. Если это первый проход, и вы проходите блоками, то один блок и стерли, проверили. Вот на этом этапе я обычно очень сильно сомневаюсь в форме и сажусь еще проверить, потому что мне надо какие-то мелкие нюансы по толщине, волна ярких своих волосков вот по верхнему краю, а здесь вот низ тела и, в общем-то, низ по низу всей брови. И это заставляет воспринимать брови по-разному. То есть одна будет всегда казаться задранной, а вторая будет опущенной. И мне, скорее всего, надо будет вот в этой части чуть-чуть еще прокрасить. И вот в этой в нижней части брови тоже еще прокрасить, чтобы она визуально встала на место, не казалась такой задранной. Я на этом этапе сажусь обязательно посмотреть по форме. Особенно, когда сложная асимметрия, когда мы ее выравниваем. Потому что в процессе руки так и тянутся к волоскам подняться, как я уже говорила. Если бы я сейчас не выщипала, я бы, может быть, там где-то опустилась ниже даже. Поэтому обязательно садитесь проверять постоянно по форме. Красным цветом я дорисовала там, где мне не хватает дымки, чтобы форму восстановить. И сейчас по ней пройдусь, и в принципе все. На этом этапе я бы уже остановила процедуру, потому что уже кожа насытилась прям пигментом, его там много. Я сравняла по насыщенности вот эти вот места, где резко пучок и пустая кожа. Я немножко, может быть, еще вот здесь уплотню в нижней части, чтобы вообще пучок свой не выделялся. Но это все, потому что мы боимся яркости, ширины. Мы должны подождать, как заживет, как будет выглядеть после месяца от сегодняшней процедуры. Выполните процедуру на бровях у модели, используя инструкции в этом видео и все приобретенные навыки. Сделайте фотографии своей работы, портрет и макро каждой брови. Выложите их у себя в сторис и отметьте мою страницу в Instagram. Если мне понравится ваша работа, я оставлю комментарий или даже сделаю репост. Для отличного результата вы должны много работать. Выполняйте задания полностью и желательно экстра. Сейчас вы должны получить прикладной навык работы с нашими классными и такими кроющими пигментами. Это будет гораздо проще. Ссылка на них в описании к этому видео. Помните, что чем меньше травматизация, чем короче работа, тем круче заживший результат. Не забывайте про свою руку в перчатке, когда вы совершали по ней штрихи, потому что качественный прокрас почти всегда зависит не от нажима, а от плотности положенного на правильную глубину штриха. Всегда проверяйте свое оборудование и вылет иглы перед началом работы. Длина иглы не должна быть слишком маленькой, потому что будет течь пигмент и вам будет невозможно работать. И также она не должна быть слишком длинной, потому что вы заглубитесь, пытаясь внести в кожу пигмент. Будет слишком много травм. Желаю всем вам удачи и большого трудолюбия в освоении этой профессии.